чепуху несут. Мастер Умарович, получается, ты не знаешь, то есть из-за того, что пророк, алейхиссалату вассалам, помолился за Ибн Аббаса, чтобы он был лучшим толкователем, то есть если после этого все должны были это дело бросить, потому что Ибн Аббаса достаточно. То есть, а просто вот другие, которые толковали, они просто были не в курсе, что Они не пророк, должны, а кто алейхиссалату сказал, вассалам... что они должны? Подожди, а кто, где А сказано, что зачем? они, подожди, а где сказано, что другие должны были толковать? Приведи мне это место сейчас, давай, я жду. Приведи, где это сказано? Там не сказано, Я распространять говорю, ислам. А одна уже было растолковано, его не надо было растолковывать. А уже умники появились и начали свои мнения вот так вытягивать, потому что с каждым годом все умнее и умнее, с каждым веком становилось. Им надо было как-то, знаешь, как-то под ними, знаешь, как-то, чтобы пойти, знаешь, как сказать, подстроиться надо было, знаешь, под новыми науками, под всем. Иначе вообще они в том же веке, ну, это самое... Султан, Локи, можно, да, вот на секундочку? Султан, Сейчас вы... спасется, сейчас спасется. Подожди, я тебе я тебе сейчас по-другому из хадисов приведу сейчас тебе. Умар ибн Аль-Хаттаб подошел ибн Аббасу и говорит, почему, если у этой общины книга одна, религия одна, почему у них может быть разногласие? Почему они между собой будут воевать? Тогда Ибн Аббас ему отвечает, о Умар, мы с вами живем, когда мы живем в той эпохе, когда Коран был ниспослан. И пророк живой, он нам растолкует. Он нам растолковал и разъяснил. Придет после нас поколение. Они возьмут один аят. То, что им подходит, они скажут, вот я придерживаюсь на этого аята. Другие приходят с тем же аятом, но со своим другим толкованием. И скажут, я придерживаюсь по этому тоже аяту, но мне это подходит. Из-за этого могут появиться из-за этого будут разногласия. И какие получаются? И сейчас, в данный момент, то, что Локи пытается кому-то такфир произнести, кому-то еще что-то, вот это то же самое. Не, знаешь, я тебе так скажу. Ты сейчас закопал себя. Тормозни, тут подожди. Тут потормозни. Просто ваш Мухаммад знал, что, знаешь как? Он знал, что его ложь по-любому умнее люди найдутся, и их будут уже, знаешь, как бы пытаться привести в чувство, как бы из ямы вытащить. Чтобы они не вышли из этой ямы, он это сказал. Это любой дебил скажет. Этого сказать, это любой дебил будет это может сказать. Больного в психушку вытащит, он это скажет. Подожди, мастер Умарович сам себя только что закопал. Ты же только что сказал, там, Умар ибн Аль-Хаттаб подошел и спросил у Аббаса, да, вот это. Ты сейчас сам себя вот этим хадисом закопал, потому что там как раз Ибн Аббас и отвечает ему, что мы были современниками Корана, нам пророк все разъяснил. Вот как раз он тебе и говорит. То есть как раз толкование Ибн Аббаса, это и есть чистое толкование. И ты этим хадисом сам говоришь, что потом придут другие люди и будут там выдумывать, вот как ты, короче, который сам толкует что-то там, чтобы подогнать это все. Ты себя сам этим хадисом просто закопал. Слушай, Таймас, я говорю, что любое толкование, что Ибн Касира, Ал-Саада, Ибн Аббаса, это их личное мнение, понимаешь? Это личное мнение. Нет, вот как раз твой хадис, я он не говорит, говорю, что... Опять же, подожди, ихнее личное мнение, ну, ихнее личное мнение ты не можешь нам растолковать сам лично тогда. А как, чему ты тогда веришь? Алло, законюш, чему ты веришь? Ты, Локи, ты от меня-то не отстанешь, я так понимаю, да, с этим вопросом? Не отстану, я тебе не дам тут врать. Я не вру. Не, я тут админ, я тебе врать тут не дам, братан. Я за этим пока что слежу, тут не получится.
Он же не просто так взял себе имя Локи, понимаешь? Знаешь? Вы Да, знаете, да, вот да, да, добрый да, день, да. еще раз всем добрый день. Вот я свое мнение скажу, я честно сказать в шоке с этого человека. Он говорит, это его личное мнение. Ему объясняют здесь уже четвером, что это истина. Он передавал истину, а он говорит, нет, это его мнение. Ты в натуре буддист, брат. А для кого истина? Для тебя Не, истина? не буддист, а каратист. Не, для кого это истина? Для тебя истина, например. Для тебя, Султан, например, должно быть. Ну, вот то, что в этом плане, Ну, что внутри я не знаю, религии, это если ты... решает Откуда вопрос ты именно тогда, если не мусульмане. знаю? Не, смотри, друг, то, что внутри религии, должны решать мусульмане между собой, правильно? А какое Нет, понятие, это представление ты понятно. имеешь, Смотри, а которое, если, подожди, Султан, 2 секунды, извини а если меня, ты... безбожно, А, скорее всего. Хорошо, Султан, вот смотри, вот на мы примере меня и тебя, живем в том допустим, подожди, эпохе. Умарович, секунду, дай сказать. Уже Вот. решили. Уже Султан, решили. смотри, вот, допустим, на примере меня и тебя, да, вот я язычник, ты мусульманин, истинно, да. Если я, допустим, твою религию изучил, я ее знаю, да, допустим, если ты где-то ошибаешься, я тебе не могу подойти и сказать, о, ты ошибаешься, если ты себя мусульманином считаешь, ты должен знать, что Ибн Аббас это передатчик истины для вас, а не надо говорить, что это его личное мнение, Я тебе понимаешь? привел пример. То есть другие Нет, толкователи конечно, не просто привел. не знали, как ты, что о нем помолился пророк, алейхиссалату вассалам. Они были дураками, не знали, что нету нужды толковать. Хорошо, Если мастер есть Умарович не закон. знал, ему сейчас объясняют, он что, этот, как его, камень, что ли? Он знал, тысячи раз знал. Тысячи раз лучше, чем ты. И другие толкователи тоже знали, Хорошо, вот что он сейчас говорит, пророк что это его помолился личное за мнение, него. вот Ибн Аббаса личное Зачем мнение. они Ты с толковали? этим согласен, Султан? С чем то, что я могу... То, что Ну, это я его мнение, согласен. то есть можно ему верить Они или не можно ему не толковали, верить? знаешь, они что сделали? Они не толковали, опять же. Они, как сказать, им надо подставиться под новую науку. Когда что-то новое уходит, им надо по-любому как-то подстроиться под ней, иначе их ложь сразу скроется. Да, Поэтому да. каждый раз что-то новое уходит, новый толкователь уходит. И он А, говорит это так. а нововведенец, Постоянно а меняется. Никогда нововведенец же нету хуже одного гея, и не, того Локи? же. Вот Локи. почему, если истина, подождите, если истина там миллион у ваших толкователей, почему на одном не можете остановиться, которого сам Мухаммад помолился? Вам что, этого не хватает, что ли? Вы угораете? Почему вам, если не угодно, если вам не угодно, вы в сортир выкидываете Ибн Аббаса, самого лучшего толкователя? Вам что? Как вы можете считать себя мусульманами, выкидывая его в туалет? Это комфортный Сортир. ислам называется, комфортный ислам. Есть категория вопросов, которые очень важны. Которые нам не устраивают, сейчас которых мы которые могут... опозоримся, да. Не, неправильное поведение может вывести из ислама и все такое. Такие вопросы. И есть такие вот, которые, если там сказано, что земля такая, Я не такая. спрашиваю у Из-за любого этого, араба, все не идентично мне углубляясь, мы говорят, не что это можем кит. выдвинуться. Подожди, все Мы идентично можем не говорят, что это углубляться кит. в это, понимаешь? Потому что это не такой вопрос, который может человека там кардинально вывести из ислама что-то. Мы можем просто положиться вот тут есть Аллах, лучше Как это знает. не может вывести? Как Бля, это вы не может такие вывести? чушь говорите, Ты за Султан, себя вы что что, говоришь? Как Для серьезно? это не может безбожника, вывести? да, я понимаю, для безбожника это чушь, который себя считает Богом. Ну, извини, не все Мы такие. себя не считаем Богом, ты вот сейчас клеветой занимаешься, ты же лжешь. На кого? На кого я клевещу? На меня, как раз вот- допустим. Кто себя Нет, Богом ты считает? скажи мне, Когда я ты сказал? считаешь, Я скажу. подожди, Сколько раз ты секундочку. шайтанов видел, напомни мне, сколько раз ты шайтанов до этого видел, братан, напомни мне. Обличие людей, да? Ну, не знаю. Не, этого не было. Сейчас ты вообще знаешь, что она А ты не хитрый, дал мне как свой Аллах. договорить, я Посмотри, ну поэтому... твоя хитрость, да она и хитрый, как свой Аллах, но твоя хитрость не Да, пройдет со мной, братан. представляешь, Я представь, умнее, чем твой Аллах. Представь, я хотел эту аудиторию обмануть, которая меня знает не первый день, мои убеждения, что якобы я считаю, что видел сатаны, хотя я 1000 раз им же говорил, Он что все-таки не вывел может с человек. ислама. Ну, Он я все-таки все-таки и вывел с умудрился ислама. сегодня их обмануть, Ну, да? как ни крути, я ж тебя вывел. Я ж тебя обманул. Обман, А как если- говорят, обманули дурака за 4 кулака. давай, Понимаешь, короче? давай, Тебя допустим. обманул, вывел с ислама, братан. Ну, давай, Успокойся. ну, я заново зашел же в ислам, все. А тебе помог и выйти, и зайти.
Ну, и за это, я надеюсь, ты тоже в итоге вернешься в ислам, надеюсь. Может, я тебя тоже могу чем-то там отблагодарить. Такие уже не Вот ты возвращаются. мне должен, не забывай. Я говорю, если ты вернешься в ислам, я твой должник. Обязательно. Вот просто Такого потому, не было. Сейчас сам не меняй слова. Свое слово что дал, я, муж. да, дал, как если ты будешь мусульман, Мусульманское я дал слово слово. дал, Я держи давал. мусульманское Да, слово. да, я давал Ты слово. сказал, Все честно. если моя истина окажется правдой, моя религия окажется истиной, то Не, я я не тебе так из сказал. 70 мест одно место дарю. Ты не Я так говорил не про сказал. религии, про Я ничего. не сомневался в Всё. своей религии. Я так не говорил. Я не О, сомневался нет, в ты своей так религии. сказал, ты так Я сказал. сказал, если Поэтому ты держи свое вернешься, слово. я Одно держу, место в раю проблем мое, нет. без бури, помнишь? Проблем нет, если мне будет дана Все, такая власть, и ты окажешься из списка, где я кого-то могу спасти, без проблем, я даю тебе слово, я просто с удовольствием, потому что я вижу сейчас на каком-то пути, мне достаточно узнать, что ты с этого пути обратно вернулся, этой радости мне будет достаточно, чтобы попытаться тебя спасти. не, братан, Не, этого мне этой будет пути ты не достаточно. говорил. Подожди, Не, остановись на я этом сейчас и говорю, закончим. Иначе я я сейчас сейчас тебе я опять, подожди, толкование, я иначе я сейчас сейчас тебе толкую опять это. ислама выведу. И ты Я больше толкую не это. заведу в ислам. Да, я Понимаешь, толкую братан? то, что Ты там даже не сказал. поймешь, что я себя Толкование с это ислама нужно. вывел. Ты Я даже не тогда тебе поймешь, что я сказал, тебя с ислама. да, я тебе сказал же, да, обязательно, если у тебя будет хотя бы крупица веры, ты умрешь, обязательно, я дал тебе слово. У Аллаха Ну, вера не будет, братан, я заранее тебе говорю. вот тогда как я могу тебе помочь? Ну, можешь, у тебя 70 мест есть, любого спасти можешь. Неверующего не могу я туда, тем Ты более вышедшего можешь из ислама, 70 человек спасти. у которых в руках была истина, они выбросили эту истину, их я точно не Ну, смогу. они якобы, подожди, нет, это им предписано Аллахом. Это не моя вина, братан. Ну, ты Это, можешь меня то есть, спасти. тебя Аллах заставил, да? Подожди. Ну, представь, Заставил. Аллах это предписал, но ты можешь меня спасти. Сделал так, чтобы я тебя якобы вывел и завел ислам, и ты мне был должен. Из-за этого Да. якобы ты мне потом в судный день спасешь и заведешь рай. Вот так, может, Аллах Ну предписал. давай мы Поэтому... это попытаемся сделать. Пока я жив, буду молиться, чтобы ты Хорошо тогда. вернулся на Хорошо истину. тогда. А после того, как ты вернешься, я исполню Да не, братан. свои Да не, обещания, братан. если Аллах, Ну, мы я сейчас окажусь фантазируем, там. конечно. Знаешь, как... Знаешь, наша фантазия на уровне 3-летнего ребенка сейчас, на самом Ну, деле. ну да. Ты же тоже, Прикинулся им. ну ты Знаешь, же то, утверждаешь, что что рая сравниться с нет. тобой. Знаешь, мне уже плохо Ну от да, я этого. понял. Я просто не такой гений, чтобы утверждать, что рая нет, как ты, да? То есть и еще-то этого нет. Ну я не такой гений, что поделать? Я надеюсь на что-то лучшее, на лучший переход и что-то лучшее, чем эта жизнь. Лучше, да? Хотя бы Что-то как минимум такая же жизнь, как минимум. Зачем тебе Но эта жизнь? я в ад, где котел горит, где под котел закидывают женщины, в котеле горишь ты, я в такие бред не верю. Где большие грудастые бабы, которые тебя, не знаю, 72 за тобой будут бегать, короче. А от одной тут этой жизни не спастись, там от 72 надо спастись, короче. Нет, спасибо, братан. Иди сам, короче. Тебе, походу, не повезло, как бы, не знаю, женщинам, что ли, такое. Но иногда приятно, когда они Идеально, бегают за тобой. нормально. Ошибку, я кашку, самогатия. Есть Не, нормально, просто тебе кантуша, да. ну, для мужчин же Нормально. приятно, когда бегают за ними женщины. Так что в этом ничего такого я не вижу. Султан, а ты видел, как они будут выглядеть? Султан, Как ты видел, Представь, как они картину, будут? 72, не, подожди, ну как приятно, кому будет, за ним бегают 72 больших грудастых баб. Да, ну, я не могу представить такую картину. Ну, Ужасный сон в моей жизни будет. ну, ты же сможешь спрятаться от них там за деревом, который там... Куда ты спрятаешься от них, они твои? Не спрятаешься, братан. То Одной... есть они тебя в покое не оставят, да, короче? Ты что, они тебя ни одно пустое, не знаю, ни один квадратный метр рая не оставят свободным для тебя. Они тебя хотя бы, тебе позволят там покушать, там выпить, или хотя бы для этого отпустят, Нет. как думаешь? Не, с каждой там, если не ошибаюсь, по 42 или по 45 лет будешь совокупляться.
О, блин, тебе надо будет запастись едой, чтобы не отвлекаться на еду или что-то такое. Получается, это вино, еда, это все не для нас, потому что мы, получается, будем заняты только этим. Ты знаешь прикол в чем? Не-не-не. 72. И каждая из них ты с ней будешь 42-45 лет совокупляться. С каждой. И без остановки. Потом на следующую перепрыгнешь, пока Аллах будет зашивать одну. Заново делать девственницу. Это девственную плеву будет зашивать. И пока ты прыгнешь на третью, он вторую будет зашивать. И так по кругу. Тебе голые тысячи у тебя будут. Голых кефирских детей, мальчиков, которых ты будешь смотреть и еще больше возбуждаться. Будет тебе преподносить вино, там разные, там, эти, знаешь, сладости, там, с рая, туда-сюда. А ты будешь салам алейкум кидать, и у тебя где-то вдалеке посмотришь, увидишь котел, в котором горят твои предки. И ты на них будешь смотреть, салам алексус, знаешь, и дальше будешь свой салам кидать своим гурям. И дальше Нормальная будешь, тема, да? будешь хвала Ой, Господу блин, за как то, что не красавчик ты, попался. какой ты чеченец, блин, перед своими предками, чем ты хочешь заниматься, а? Они не увидят ничего такого, поверь мне. Они не увидят. Даже я не думаю, Конечно, что не увидят. два 72 грудастых человека. баб, которые тебя окружают, они не увидят. И тысячи голых мальчиков не увидят, от Ты которого ты будешь сравниваешь возбужден. это с хостелом, когда все друг на друга смотрят, где в одной Когда комнате по Аллах будет 5 человек показывать, живут. Да, без когда Аллах хостела. будет показывать обитателям, например, какими они могли быть, получается, от этого, когда они на вас будут смотреть, когда ты салам алейкум кидаешь, это ничего они не увидят, да? Нормально, красавчик. А что, ты должен же знать, что Бог тебе даровал, а что было бы, если бы ты Вот, этого не сделал? Вот ты что ты будешь... тогда врешь, что они не увидят? Подожди, ты что тогда врешь, что они не увидят? То Они есть, увидят, они должны знать, как ты там салам алейкум кидаешь я 72 понял. То есть они будут именно на бесстыжник, а? своих Вообще родственников позор смотреть. тебе. Позор тебе. Чем ты Посмотри, хочешь они заниматься? будут, Чем ты они, мечтаешь заниматься перед своими они из предками, а? миллиардов людей будут смотреть именно на своих родственников, да? Ох, вот они в раю, наши родственники. Да, конечно, Это да, я не твоих знаю. родственников тебе Это я не знаю. покажут, твоих родственников мусульман, чем они занимаются. И ты будешь салам алейкум кидать, братан. То есть в огне, Понимаешь? будучи в огне, огонь погаснет, Прикол. и Вот большой в чем. экран И там тебе не появится. стыдно. И ты мечтаешь про это, понимаешь? Позор тебе. Это то, что... Видят, не Знаешь, в чем знаю, как между там, нами что разница? будет, это тебе лучше знать. Ты же в Аллаха веришь. Я знаю, что Ну, это как ни жизнь крути, как бы они не увидели, они увидят то, чем вы занимаетесь, будучи Да? горящим в аду, и скажут, а вот что вы могли получить. Понимаешь? А ты будешь там 72 грудастыми бабами, короче, по кругу, знаешь, пока Аллах одной зашивает, пока второй зашивает, по 75 лет, понимаешь, пока тебе тысячи голых мальчиков, от которых ты все больше будешь возбуждаться, будут преподносить тебе вина и все остальное. Преподношение. И от этого ты еще мечтаешь этому всему. Или Вообще когда ты бегаешь красавчик, от них, да? вообще красавчик. Когда Все, ты короче, ты бегаешь от них, истинный да? мусульманин. Ну, что поделать? Я мусульманин, и я знаю, что это с жизнью не связано. Это все будет чисто. Красавчик, ты не Чисто чеченец, виде. братан, ты не чеченец, ты Да, мусульманин. я в Ты жизни чеченец, мусульманин, там вот я ты буду четко сказал. обитателем рая, иншаллах. Ты Я в жизни жизнь будешь чеченец, там я чеченцем, буду обитателем рая. а ты на В этом один смысле. волосочек чеченца не похож. Один Да, волосочек чеченца за тебя не да, дал бы, понимаешь? Один да. волосочек А чеченца что? не дал бы за тебя. Хорошо, что это не такие, как ты, должны Я определять. тебе сильнее Есть скажу. более... Я один волосочек своей собаке не дал бы за тебя. Извини меня. Это черная собака, да? Это Султан черная снова собака. здесь. Это бельгийская овчарка, малинуа, которая, знаешь, просто говоришь, мусульманин любого разрывает. Ты хотя бы, надеюсь, вместе с ним за столом не ешь, а то ты знаешь, что они грязные. Не, вот Слюна у у них нее грязная. свое место, она на своем месте, у нее вообще Да? Ну, самогатян, хорошо. у нее вообще она Хорошо, меня... хорошо. Ну, хотя бы Ну, это. он для меня не шайтан, он миллион раз лучше всех вместе взятых с вашим пророком и Аллахом, всех вместе взятых, она лучше, одна эта собака. У тебя Да, собака в чем трахал служит?
Давай, Локи, я тебя хочу спросить, у тебя и тех, которые вышли из ислама. Вот после выхода из ислама новое, что вы попробовали из еды или из каких-то там удовольствий? Ничего, я кушаю то чеченское традиционное блюдо. Где я живу, есть чеченские рестораны, заказываю, постоянно кушаю, без проблем, всегда, я никогда, не знаю, там, захочу, поехал, я как всегда живу, ничего не изменил. Что, хочешь узнать, ел ли я свинину? Нет, я потому что мясо не ем. Если я ел бы, любитель был бы мяса, я поел бы. Я даже, единственное, что я ем, это куриную или индючью грудинку ем, и все. Я больше мяса не ем. Я просто ни морское не ем, ни мясо не ем. Чтоб ты понимал. Почему? А если хотел бы, то хотел бы, даже будучи мусульманином, воспользовался пятой сурой, 5 аятом, который дозволяет есть то, что едят неверующие, которые были в Писании иудеи, христиане, все, что они едят, то ты можешь есть. Как в христианстве разрешено есть свинину, ты можешь есть свинину, без проблем. Халял слова вообще нет. Можешь убрать спокойно. Можешь жениться на их женщин без проблем. Да, с девушек я могу на их жениться, хотя ты утверждаешь других аятов, что они наши злейшие враги, в любое время их надо мочить. Ну, почему-то Аллах нам разрешает. Ну, это к тому, что, знаешь, не, ты плен поймал, она униженная, тебе платит дань, тебе она понравилась, тебе разрешает Аллах на нее жениться, и все. Нет, не то, что ты она хорошая. Ты ее просто взял, подожди, ты просто захватил село, допустим, и ты им говоришь, прими ислам, или будьте униженными, платить дань. Если отказываешь, мы вас убиваем. Они говорят, мы ислам не принимаем, мы униженными будем платить дань. И тебе одна тёлка понравилась. Это тебе Аллах разрешает на нее жениться. Вопрос закрыт. Я понял. Просто в сегодняшнем мире я не могу в мирное время там христианская семья там взять себе Будучи чеченцем, нет. Будучи чеченцем, нет. Мусульманином будешь говорить. Мы же говорим вот, вот видишь противоречие чеченства и мусульманства. Не говори, что ты чеченец, блин. Мусульманин ты. Не беси меня, султан. Ну, извини, друг. Сейчас ты чеченцев не в лучшем. Ты сейчас как нацистов их преподносишь. Не надо это на мою нацию. Такой, нет. Ты говори, если хочешь так объяснить, объясняй людям. Я противоречие тебе показываю перед всеми людьми, которые тут сидят. Перед всеми людьми, которые тут сидят, я тебе противоречие показываю, которые не соответствуют чеченству. Быть чеченцем и быть мусульманином, понимаешь? Тут это просто земля и небо, понимаешь? Две разные вещи. Никогда в жизни не может быть чеченец мусульманином. То есть христианка. Вообще обстановка. Для чеченца христианка запретна. Да? Для чеченца просто чеченца. Для чеченца чеченка только разрешена по факту. Султан. Да? То есть, который там да, и для чеченки чеченец только разрешен по факту. А гулять можно Султан. с ним? Не так? Гулять не можно? так? Да или нет? Да или нет, если ты чеченец? Ответь. Да или я нет? тебе сейчас кое-что Да открываю. или нет? Гулять можно? У тебя жена есть? У тебя жена есть? Нет у меня жены, ты же знаешь это, я же говорил. И что, Смотри, на кем ты гулять планируешь жениться? На чеченке или на кем? На христианке или на иудейке? На кем ты будешь жениться? Я абсолютно уверен, что на чеченке. А я же говорю тебе, ты говоришь о запретах. Вот. О запретах. Нет, Вот. можно гулять с ними? Вот, понимаешь? Ты не Локи, можешь скажи быть мне, мусульманином твое и чеченцем. Чеченец может гулять? А почему ты не христианин. женишься на христианке или на какой-то другой, или на, не знаю, просто на русской, например? Почему ты? Он ждет, пока ему родители принесут. Подождите. Не. Почему? Скажи, почему? Мне не хватало, чтобы ее там еще моей традициям учить. И то, что ей не нравится, говорит, тебе должно это нравиться. И как воспримут твои родители, твоя окружность? Конечно, то же самое. Зачем? Ты что, чеченку не нашел? Зачем ты это сделал? Вот. Чеченство не разрешает, а ислам разрешает. А ты просто видишь объясни людям. А люди тебя как нациста сейчас будут воспринимать. Ты просто для людей объясни. Ты не говори просто так. Ты попытайся и для них разъяснить общую суть. Почему они от этого отклоняются в целом? Слышь, Султан, Они же чтобы не подумали, что ты нацист, понимаешь?
женитьба на женщине с другой культуры – это нетолерантность. Потому что женщина, она всегда принимает культуру мужа. А можно с ней гулять тогда? Скажи мне, развлекаться можно? Что значит можно? А по каким традициям? По тем же, которые ты любой возьми, который запрещает жениться на других культурных людей, на другой культуре людей. Ну, с ними можно просто... то есть этого человека считают позорником, если он с ней развлекался или гулял там. Ну, понятно, о чем я говорю. Он считается позорником. Если женитьба запрещена, то, соответственно, и гулянка то же самое. То есть он считается позорником, да? У меня такой же Позорником вопрос не к знаю, Локи. но... Ну, как считать? У меня вопрос именно в этом. То есть он, если жениться, тоже считается каким-то постыдным поступком. А если он с ней нагулял, это называется постыдным поступком? Твой вопрос был о нацизме. Я тебе объясняю, что самые нацисты могут брать женщин других культур, потому что женщина все равно примет твою культуру. Это всегда так происходит. Ребята, все, если я много тут говорил, не давал другим, если что, заранее извиняюсь. Все, я молчу, слушаю, короче. Не, вот это, Локи, что ты задавай. говорил там Милтон, касаемо Милтон. нацизма, Сейчас, жениться на другой. секундочку. По Ага. очереди только, не перебивайте, порядок не нарушайте просто, и все. Я просто Можно тогда слушаю. сказать, да? Я все, давайте. Вот молодой человек там говорил, что это типа жениться или там что-то сделать, как в отношении девушки, значит, другой национальности или кого-то там является каким-то проявлением нетолерантности или нацизма. Как-то я логики не совсем понял, почему это так. То есть люди биологические организмы, они могут как бы встречаться, видеться и там... Ты про меня? Вы же говорили, да, про то, Нет, что я наоборот, это- я сказал, что он говорит, что почему позор жениться на другой национальности, другой веры, а я ему объясняю, что это не нацизм, это наоборот. Даже нацист, он может взять женщину с другой культуры, она все равно примет твою культуру. Это вообще никак не связано. Султан, Нет, тебе в вопрос принципе. хочу задать. Нет, люди-то в итоге-то они биологические организмы. С кем хотят они, с теми как бы гуляют и соединяются, там танцуют, условно говоря. А ведь их никто не может ограничить, в принципе. Есть нации, Это же природные условия. Есть порядки у некоторых наций, все равно, которые это не пытаются максимально от этого предостеречь, потому что это может не к хорошим последствиям может где-то привести. Нет. Ну, я это правильно, людям всегда конечно. объясняю. Да, я просто пытаюсь это правильно до людей, которые я встречаю, других наций, правильно это преподнести, как есть. Ну, просто говорить, что для нас запретно жениться на это людей надо уважать, как бы, тем более, которые считаются с другими людьми. Вот мусульмане, он может сказать, не считаются, да? Но как не мусульманин хотя бы, он должен считаться с мнением людьми и доносить до них, хотя бы культурно, да, доносить до них, что он имеет в виду, почему это, или что-то, чтобы они поняли, да, что-то разумное в этом увидели. Я всегда так делаю, хотя я мусульманин. Понятно, да? Если есть такая культурная особенность, значит, она просто есть. Это не плохо, не хорошо. Вот в этой культуре это так. Все. А ну, народ, минуточку, можно 2 секунды там. Локи, ты тут? Открой микрофон по-братски. Да, я тут. Вот я с Султаном разговаривал, ты мне даешь шмут и сам начинаешь. Все, Балаган, говори, просто мы не договорили, я же говорю сейчас, В смысле не извиняюсь договорили? перед Ты всеми, молчал потому- вообще, я понимаю, у тебя есть кнопка, но ты же молчал, я же с ним разговаривал. Когда это? Изначально? Ну да, уже ты замолчал, Ну с ним диалог просто знаешь закончился. почему? Он Ага. просто вчера слился, поэтому я его поймал, просто хотел как бы добить. Ну ты его Я поймал, добил. попроси помолчать, я тебе что, биомусор какой-то просто так мут даешь, зачем? В смысле? Какой? Я Прямом же тебе смысле. говорю, давай сейчас продолжай, все, я Сейчас время продолжаем, мне с твоего дозволения не надо, не делай такие вещи, я же не тупой человек. Попроси, я замолчу. Ну, к примеру, я вчера с ним вел диалог последний, он ушел. Да мне все Я равно, что ты продолжил с ним свой вчера диалог. делал. Я говорю, я с ним веду диалог, ты закрываешь мне микрофон и начинаешь сам говорить. С моей стороны это выглядит как высокомерие с твоей стороны, понимаешь? Нет, Я понимаю, у ничего, тебя есть никакого кнопка, у меня ее высокомерия. нет. Я же говорю тебе, я продолжил вчерашний диалог, и все.
Неправильно друг друга поняли, не надо этих конфликтов, эта Да ситуация. нету он- конфликта, это не первый раз. Нет. Просто попроси, если хочешь сказать, я замолчу, микрофон закрою, брат. Никто же не говорит никому замолчать тут. Да Ничего я нету. говорю, я замолчу, если меня попросят. Нету в этом ничего такого. Не, Что не здесь будет все тебя орут никто- опять? Чего не все орете? будет никто просить тебя, чтобы ты замолчал тут. Нормально, как бы. Не знаю, он уже несколько дней тут на всех быкует, у него несколько админок, он самый лучший админ, короче, туда-сюда, несколько предупреждений, я его уже 2 раза в группе блокировал из-за того, что он матюкается, 2 раза никого не разблокировал, он все равно наглеет, я После ему все того, равно как ты мне объясняю, замечание в группе я ему сделал, все равно объясняю, он не понимает. послушай, Кроме не тебя надо вот все сейчас вот понимают, как, не знаю, ну что с тобой. послушай, давай Я будем перед всеми честны. извинился, сказал, что диалог продолжил вчерашний, и все. Зачем ты клеветой занимаешься? Скажи мне по-братски, зачем ты из меня матершинника сейчас делаешь? Зачем? За что? Вот скажи. Потому что было такое Ты вот переписка, такой, я да? не знаю, Ругайся. что есть. Ну, Ты это смотри, я сам знаешь. матюкнулся, там, ты Нет, мне что ли? замечание сделали, я больше не стал матюкаться. Что ты, зачем ты клеветишь? Ну, было же такое. И не ты мне закрывал микрофон. Ладно, Ой, ребят, Не давайте вот микрофон, с эти группы кто моменты тебя в выкидывал? личке обсудите здесь чуть по-другому, Веди да? себя Группу нормально, кто как тебя мужчина, выкидывал за по-братски. мать? Как Нет, с мужчина, группы я по-братски, тебя Думаешь, прошу обстановку тебя. разрядить, задать Султану вопрос. О, сейчас вы прям разрядите, да. Это сейчас еще хуже будет тут. Я справедлив со всеми, я никогда ничего не нарушаю. Просто я его несколько раз из-за мат, за все простил, человек не понимает. Сейчас несколько раз на других быковал, на других религий, наций, там все, я несколько раз мутил его микрофон, и ему все прощаешь, а другими я давно уже укинул бы. Он не понимает, человек не знает, Клянусь, думает. вот клянусь, ты лжец. Где я здесь Ой, религию я задевал? сейчас переписку, Локи, ладно, блокируй. сейчас переписку закину, подожди. Ладно, пока Где я тебе будете сказал, можно, скажи? Султан, вот ты говорил насчет Ибн Аббаса. Ты сказал, что эти толкователи, которые были после Ибн Аббаса, они тоже знали, что Ибн Аббас был, и что довод, короче, является его толкованием, но делали свое толкование. Но тебе вот Локи как раз и объясняет вот это, что эти толкователи приходили чисто с развитием науки. Как только люди понимали, что Солнце не могло ни в какой мутный источник закатиться где-то на Земле, выходил там какой-то Анавави или кто-то и говорил, ну, такого быть не могло, другое толкование давал. И вот так оно продолжалось, вот даже для примера последний, ну, он не толкователь, но вот Закир Найк сейчас нашел где-то там, что где-то передавалось, что Земля круглая, короче, там он как-то перевел, что это какое-то яйцо, короче, за 1500 лет вот арабы не додумались до этого, а индус вот сейчас растолковал как-то по-новому, когда поняли, что Земля круглая. Ну вот, и ты сказал, что это как бы не довод, но разве вот это не является вот как раз очевидно, видно, что эти толкователи все, они просто подгоняют Коран полностью под науку и так далее. По-моему, это очевидно. Тебе так не кажется? Ну, это твое мнение, я не буду тебе ничего говорить. Тут у некоторых другое время, то мнение, короче, другое. И то есть у тех же противников ислама, вот ты тоже, например, противник ислама, у тебя это мнение, у других там некоторые различаются мнения. Ну, сколько людей, столько и мнений. Ну, как Султан, я сказать? тебя Они поправлю. максимально, смотри, Я, современный человек я тебя больше поправлю просто может секунду, я не понять. противник ислама, я сам бывший мусульманин. Я не Ну вот противник бывший, ислама. это ты же сам понимаешь, что это бывший мусульманин, для него мусульманство это хуже, чем для любого, который вообще не был в исламе. Поэтому ты Ну, вообще... для меня это просто ложь. Это просто Ну, ложь. я Это не понял, значит, я что я понял. что ненавижу или что-то там. Это ложь. И все вот для меня. Если... Ну, я понял. Это для многих, для тех же 8 миллиардов, сколько людей, тоже он как бы ложь ислам. Ну, что поделать? Тоже для 7 миллиардов людей, не 7, а 7 миллиардов людей христианство ложь, например. Для 9 с лишним миллиардов людей иудаизм ложь. Ну, то есть, если мы эти все моменты разбирать будем, то мы до бесконечности будем крутиться, да? Вот, а как Земля вокруг своей оси, по своей там оси или что-то такое там. То есть это бесконечно будет, Ну, понимаешь? короче, Поэтому вот это для тебя не является доводом, да, что в Коране как будто были я ошибки, вот он тебе считаю, приводит. Это ты не считаешь не, доводом, что это я толкователи потом считаю, переделывают это, чтобы не, это подходило.
Я понял тебя. Я считаю с мнением Ибн Аббаса, уж тем более считаю, что он, если за него пророк, алейхиссалату вассалам, сделал дуа, то он однозначно мусульманин должен считаться с его мнением. Ну, это не значит, что я не буду считаться с сомнением и других, там отвергать всячески, это не может быть, потому что Аббас сказал так. То есть это все слепо за одним следовать в исламе это не очень так поощряется. То есть надо общую там картину там вырисовывать, там общему там какому знаменателю, да, во всех вопросах, если ты копаешь. Султан, ты врешь просто. Где это сказано, приведи. Ну, Не ври, люди. Я просто Нигде не вмешиваюсь из-за сказано. того, что ты Я врешь. сегодняшний, как ученые там делают, я говорю, вообще мусульманин, он когда докопает, хочет Я докопаться же тебе до истины. объяснил, как ученые делают, почему они это делают. сейчас, Локи, Ну можно все, я вот понял. один момент? Дополнить можно к султану? Вот, Дополнить. сейчас у меня просто еще один вопрос тоже к султану будет. Там одному я задавал, Таймас, просто у меня... Да, можете можно? вы зададите вопрос? Я Да. просто скажу в дополнение султана. Вот смотрите, вы ссылаетесь там на эти как его, сахихи и там источники, там, сборники. Но эти фактически, все эти сахихи, они, по сути, со слов этих авторов даже не Нет, это большинство записывались. Коран. Это же ведь как бы Это главный Коран священнослужитель, большинство. даже муфтият. А? Нет, это Коран Не, большинство. не, ну, много, вот, это когда приводятся слова Ибн Аббаса, так называемого, так это все равно все будет идти из сахихов. Так эти сахихи, они как бы тоже как собирательные книги, которые собирались и корректировались и редактировались по мере необходимости. Вот я так понимаю, все равно, как необходимо было политическим режимам, кто владел ситуацией, именно не религиозной, а реальной властью, кто обладал, все равно по необходимости корректировал по мере необходимости эти источники. Поэтому их там невозможно брать за абсолют в любом случае. Вот я вот сидел, слушал, да, вот дискуссию Локи и Султана, вот, которая так длительно и долго длилась. Вот сколько знаю Султана, блин, извини, братан, но я вот прям вот просто смотрю, ты настолько тщеславный, ты вот все знаешь, ты говоришь, что точно будет рай, ты утверждаешь, что все вот только Аллах, только мусульмане, вот все, я классный мусульманин. Я такой, откуда ты это вообще все берешь, откуда ты знаешь, что это есть какая-то истина? Как ты можешь это утверждать и так точно утверждать, еще считать то, что только Ёж это поймет, а люди мы тупые, мы ничего не поймем. Один ты все понял, все, решил ты, что достоверно, а что не является достоверным. Как такое вообще может быть? Ты тщеславный, ты тот самый грешник, вот, нарушаешь сам же свою заповедь. Ты об этом не думал, что ты сидишь вот изо дня в день пытаешься людям только свою точку зрения навязать, которую все опровергают, но ты по-своему там, отталкиваясь там от какого-то писания, которое тебе запрещает думать по-своему, уже решил, что является достоверным, и ты уже знаешь, что есть рай, и только так можно попасть в рай. Ну это же мое решение. Это же мое решение. Я же, вот как христианин, да, решает быть христианином и считает веру истины Христа, что он Бог или что Троица, который вообще объяснить сегодня архисложно неверующим, да? То есть я выбрал, вот я считаю это истиной, как и те миллиарды людей. То есть ты считаешь, но ты же сидел и утверждал. Ты Локи сидел и утверждал. Ты прямо сидел и утверждал это. Ты говоришь, я знаю, что так будет, я знаю, что я правильно делаю, я знаю, что это все не просто так. Но как ты можешь утверждать нам, людям, которые наоборот могут тебе сказать, а я знаю, что это не так. Вот, допустим, как кто-то мне, с чем ты будешь апеллировать? Я понял тебя. То есть, получается, я это делаю, будучи неуверенным, что я прав. Так какой я тогда мусульманин? А как ты тогда можешь быть уверенным, что ты прав? Как ты можешь быть уверен? Как ты можешь доказать в том, что ты уверен в этом? Абсурдно. Я уверен, конечно. Я лицемер, получается, если будучи неуверенным так говорю. Секунду, пожалуйста. И самое смешное, знаешь, самое в этой истории смешное, он вообще ни хрена об исламе никогда не изучал и утверждает, что это истина, уверен, что это истина, не зная, что значит слово «истина», его значение, и не зная вообще ислам. Ну ты же Вот показал. Он человек, который где родился,
там и пригодился, и защищает чисто свои убеждения. Он, чтобы вы понимали, он не защищает ислам, он защищает типа, в кавычках, свое, навязанное через насилие его предков. А ты что защищаешь? Ты же тоже Но он своё защищает хотя бы логику. Здравый В смысл нем и я вижу, что правду. он защищает логику и здравый смысл, а ты защищаешь просто писание, то, что написано, и еще Маршал по-своему души, это Султан, можно маршал еще трактуешь. души. один вопрос тебе? Смотрите, Маршал, Султан, всем один привет. вопрос тебе еще можно? маршал. Столько людей тут, и у них различаются мнения. Все равно тех же атеистов, девистов, буддистов, ну сколько тут, не знаю, ну неверующих, там, в ислам. У них Самое тоже главное, есть что ты свобода один мнения. мусульманин, ты верный, Не, только как ты говоришь, так и должно быть. Вот и все, братан. Самое я главное, вот говорю, что это тоже кто так. из вас прав тогда? Вы между собой почему не спорите? Вы Так же мы тоже отталкиваемся от меняете. логики, понимаешь, братан? А ты отталкиваешься от того, что там Аллах сказал, или какой-то Аббас, или какой-то Захья, Ахья и т.д. Я понял, Это я понял. неинтересно, этих людей сейчас нету. Как ты можешь Не, доказать, что они несли правильные вещи и говорили правду, что они я от Бога? понял. Как я могу Я тебе тебе, Лучше доверять? скажи, я понял лучше тебя, скажи, братан. отталкиваются от Деда Морозов. Султан, Вот, вот допустим, смотри, у меня тут есть только что тоже понятие о был же Боге, один братан. мусульманин, У меня есть понятие о этот Боге, но мастер ты мне Умарович. Вы навязываешь даже с своего ним в одном Бога. вопросе, вы Какое у тоже не тебя сходились. понятие Бога? Какое у тебя понятие Бога? Просто, вот смотри, у Да тебя просто какое мне понятие Бога? достаточно того, что эта земля существует. Все, а то, что там ты рассказываешь, что будут шайтаны, какие-то игнаты и т.д., мне это не интересно. Я знаю, что Бог А есть, это тебе, 100%. смотри, Но мне тебе не нужно для интересно? этого религия, не нужна. Зачем она Я тебе? понял, У тебя есть мозги, чтобы осознавать, что есть понял. хорошо, что есть плохо. Все, Я зачем тебя тебе понял. религия? Друг, смотри, а тебе интересно вот тех же мнения, как другие люди представляют Бога? Тут, я уверен, 50 разновидностей точно есть, которые Так я по-разному тебе представляют Бога. отвечу, Тебе Я не интересно? признаю религии, вообще не признаю, они Не, не я не нужны. о Зачем она религии. нужна? Я Она не из о людей религии. дураков делает таких же, как делают патриотами. Вот то же самое. Вот Ну, патриотам скажут, идите воюйте, они скажут, о, все, мы пойдем, нам сказали, и там все. Вот то же самое я религия, понял. понимаешь? Я Одно и понял. то же. Вы А ты, сделают из людей дураков и пользуются ими, я понял. апеллируя Ты тем, кем что себя сказал Бог. считаешь? А ты кем себя считаешь? Просто Атеистом? человеком, homo sapiens, обычным разумным человеком. Все, никем себя не считаю, обычным человеком. Не, вот, так А ты все же кем себя могут. считаешь? И Тут, святым, что ли, нет, каким-то? Я вот я этого не могу понять. мусульманин, Просто например, ты, просто в ты плане тщеславный духовности. слишком. Ты слишком Не, тщеславный мусульманин, в плане, братишка. ну, тебе понятным языком, скажем, в плане веры, там, сверхъестественных чьих-то вещей, или там исторически, неважно, ну, если ты не хочешь слова религии, или там убеждения, да, это и, ну, кем ты ближе, атеистам, ну, кому ты ближе себя считаешь? Кто ты, скорее Да всего? какая разница, кому себя считаешь? Сам факт Да? того, что у Не, меня я просто хочу есть спросить понятие о Боге, тебя не один будет вопрос. никаких чудес. Ты рассказываешь о чудесах, которых никогда не видел, их не существует, их не будет. Ты их не увидишь. Ты просто живешь в обманутом мире. Я же тебе объясняю это. А ты в Я истинном все. мире. Я тоже могу тебе того же сказать, любому сказать. Но это же бесконечно мы будем крутиться. Вот так. А ты не можешь мне свою точку зрения доказать. Если бы ты мог доказать, то я бы тебе сказал, извини, друг, действительно тут ни один не может мне свою точку зрения никому доказать. Потому что с точки Смотри, зрения Султан, одного там более такая фантастичнее, чем другого. То есть почему ты меня фантастики там порицаешь? Разве твоя идеология не фантастична? Другая, чья-то другая не фантастична? Конечно, фантастична. Так что никто не имеет права порицать именно в том, что не видели, не, это же фантастика. Понимаешь? Хотя ты Султан, дословно это смотри. не говоришь, но И понятно. самое интересное, мусульмане ни над кем не насмехаются. Это только Вот вы делаете насмешки, а потом мусульмане сюда приходят, настаивают свои позиции, вам разъясняют, вам от этого весело становится, я так понимаю. Насмехается? Вот Кто смотрите, вот насмехается? вы даже рядом сейчас, вот Султан и Мастер Умарович. Вот, Султан, ты говоришь, мы там все логи, вот вы даже оба мусульманина, но вот Мастер Умарович говорил, что Ибн Аббас это вообще его мнение, а ты говоришь, нет, Ибн Аббаса тоже надо слушать. И вот так все мусульмане. Вот вы даже, мы хоть не говорим, что мы там все атеисты, деисты, и мы там все заодно что-то там, но вот вы говорите, что вы мусульмане, но вы с друг другом, двух мусульман не найти, у которых одинаковая религия. Это вот двух мусульман невозможно найти, у которых одинаковая религия. Зато Это Таймас, первое. я И вам вот второе, отвечаю.
подожди, мастер. Этот, Султан, вот я тебя хотел спросить, вот я тебе доводы приводил, вот тоже, которые Локи сказал, что там, как подгоняли религию под науку и так далее. Ты сказал, это все не довод. Тут мне просто интересно, что должно было случиться, вот что мы должны привести из хадисов, из Корана, чтобы ты понял, что это была неправда, что это вымысел или что-то. Вот что бы ты увидел и сказал бы, нет, вот все, нет, теперь вот это точно неправда. Или что-то. Вот что должно было там случиться еще? Ну, ты же бывший мусульманин, правильно же? Бывший мусульманин? Или якобы Да, да. мусульманин? Ну да, я понял. То есть ты Не точно не говори сможешь якобы. мне ничего преподнести, потому что ты Не говори уже как... якобы. Я молился и все так далее. Я очень сильно даже религию Ну ты соблюдал. же не интересовался своей религией, согласись. Ты сейчас Пармата, со слов Пармата узнал свою религию там 2-3 года назад, и вдруг ударом для тебя это стало. Ну вот ты откуда знаешь? Вот Смотри, Султан, смотри, я сейчас Султан. тебе скажу, вот как есть. Вывел меня из религии, да, канал Бхармата, но я уже, когда на этот канал попал, у меня уже было столько сомнений, столько всего, потому что я как раз изучал религию. Просто Бхармат уже, когда он до винтиков это все разбирает. Таймас, У извиняюсь. меня столько не было, Извиняюсь, конечно, Таймас. знаний. Таймас, извиняюсь. За твою защиту. Султан, он хотя бы послушал Пармата и понял. А ты, он умнее тебя по-любому, а ты хотя бы до сих пор не понимаешь. Так Ну, что умнее, конечно. лучше бы я про это не говорил бы. Сам Да, себя да. не позорь. Ну Таймас, да, извиняюсь. да, позор. Именно с твоей, ну то, что ты думаешь, должно быть позором. Конечно, позор определяешь ты и те, которые на твоей волне. Вот это высокомерие. Это то, что называется высокомерие. То тщеславие, которое мне сейчас хочет один человек тут Ты сам приписать. почему тогда Вот на это и есть человека тщеславие. высокомеришь? Это Султан, ты тщеславие. сам на человека высокомеришь. Говорит, ты только узнал, чем ты на человека высокомеришь. Ты сказал ему, что ты только узнал через Пармата. Как бы он не узнал, он умнее тебя оказался в итоге. Как ни Умный крути. человек, И до сих умный пор человек не будет. этой стадии баранов. Умный человек не будет. Таймас, можешь продолжить, все, извиняюсь. Умный Да, человек не будет так. да нет, конечно. И, Султан, вот нету истины. Это, дай тоже сказать. Вот ты говоришь, у нас нету истины. Но мы вот и не утверждаем, что у нас какая-то истина есть, понимаешь? Просто вот как раз, что отсюда можно понять, это что там истины нету. Вот это можно точно этот вывод сделать. Ну, если ты подойдешь к этому, нормально все это посмотришь. А что у нас истина есть, никто не говорит. Вот у меня нету Да, я никакой понял. истины там, чтобы я точно знал, что будет там, или какую ногу надо первую мыть. У меня такого нету. Ну, Таймас, без обид, я же изначально знаю вот вашу всех религию, то есть вы уже признали, что никогда не познаете истину там, то есть вы до конца жизни, да, кто-то будет эту допускать, другой допускать. Я это изначально знаю, я не буду, я вас не забиваю этим. А Там, ты познал истину, ты познал истину. Я истину, вот, которую принимает мое сердце, например, познал. А вот вы... Что значит принимает? Что значит принимает мое сердце? Ты где родился? Тебе пиписку отрезали, сказали, ты будешь мусульманином. Ты продолжаешь быть мусульманином. То есть тем, кем ты родился и кем тебя сделали. Что Да. ты вообще свой рот открываешь про истину? Не надо, Я не могу понять. не надо лишнее позволять себе, рот, не рот, тут это лишнее, короче, надо... Что значит лишнее? Ты свой рот открываешь, лишнее говорят, типа, познал истину и... Вообще скажи, что значит истина? Я же не Дай говорил про определение твой род, слова что истина. исходит. Не, я же не говорил про твой род и что Дай мне определение слова истина. Не надо тут эти высокомерные какие-то вещи тут вытворять. Дай определение слова истина. Истина? А для тебя что истина? Как ты определяешь истину? По фактам? По Дай определение слова истина. У каждого своя истина. Вот это для меня... Дай определение слова истина русского слова, которого ты используешь. Дай определение слова. Для кого? Для атеиста или для кого? Блядь, Вот это само слово. Что с тобой? Вообще я не непонятно. знаю истину, потому что в моем понимании Тогда истина, потому что мы ты говорим о религии. используешь слово на истине, не на истине, подай истину. Не знаю вообще значения этого слова. Ты вообще тупой, что ли?
Успокойся, братан. Успокойся, не надо тут прыгать. Успокойся, разговаривай, как все Ты разговаривают. говоришь штаны, например. Штаны. Ты же понимаешь, что такое штаны? А ты Ты, где блядь, был? думаешь, штаны? Для меня штаны это платье, что ли? Что за тупые А ты вещи где говоришь? был? Ты где был Ты все это используешь время? слово истина, тупое ты существо. Не Ты где понимаю был? даже значение Ты этого где слова. Ты был? серьезно? Ты всю жизнь был Короче, вы бараном? поняли, с кем вы разговариваете, друзья. Не-не-не-не. Мы разговариваем с тобой, который всю жизнь Давай свою 90% был бараном, хлеборезку. как Всё, он сам замолкни. утверждает. Мы не утверждаем, что мы были бараном, а ты утверждаешь, что ты 90% жизни был бараном, и мы тебя должны серьезно воспринимать. Ты это хочешь? Султан, он тебе просто сказал, дай определение слова истина. Что такое это слово, что оно значит? А ты начинаешь, у каждого своя... Понимаешь, что ты не то говоришь? Я говорю, для меня, то, что мы сейчас затрагиваем религию. Правильно? Мы тут говорим о религии, а не науках каких-то там. Истина, да, это то, что так, это определение. Мне это не нужно. Я это Ну в да. школе, если меня на уроке там спросят, на уроке там какой-то водопад, Тебе- я ему Ну да, тебе это не нужно. не нужно, потому что я в свое время, в отличие от тебя, по головой там попытался все обдумать, а ты 90% жизни, к сожалению, проспал, дружище. Поэтому между нами большая разница. Честно, Султан, брат мой, вот ты на фоне Пармата смотришься, как этот слон и моська смотрел, читал? Да. Знаешь, сколько лет Пармат? Очень жалок, неграмотен. Не-не-не. Вот честно, это не Хорошо, в я не оскорбление. На Я самом индеец. деле хочется, чтобы развивались, а вы узконаправленные люди. Мы не понимаешь? будем развиваться, если ты Да хочешь. вам чтобы это не мы нужно, были. ты сам Не это оскорбляйте, жалок, не жалок. Человек Не-не. просто не знает, что Я в истина, что контексте нет. диалога говорю, он для меня Не. жалок на фоне Жалок, Пармата. вот ты вот. Ты для жалей себя и оставь, себе что для подобных. тебя. Да Себе я и для подобных тебя жалей, оставлю, себя что-то жалей. я не пойму, меня жизнь не Нет, учишь. Я нет, тебе говорю, смотрите, в каком контексте. мы делимся Я тут говорю, не мнением. оскорбляй Мы делимся людей, мнением. людей не Я не оскорбляй. оскорбил никого, я разъяснил, что это в формате. Да. Человек зашел, утверждает, что он на истине, вы все тупые, я познал истину. У человека так спрашивают хотя бы значение слова, которое он использует. Кто Он говорит, вообще что все уходит тупые? от вопроса и начинает оскорблять других. Типа ты 90%, 90 жизни был тупым, глупым и так далее. Короче, вместо того, чтобы сказать нет ответа, начинает дальше умничать и высокомерить, что он на истине, все остальные заблуждаются, дебилы и так далее. Кто так говорит? Тут никакого, диалога быть не может. Не может. Ты всегда на это переходишь, понимаешь? Ты всегда это делаешь. Из себя там наговариваешь. Что мне делать, Я если говорю. ты человек, который используешь слова, не зная их значения? С кем мне говорить? Все понимают. Правильно. Так, Султан, он хотя бы чем-то может апеллировать, понимаешь, на основе исламской литературы. А ты не знаешь исламскую литературу, но ты ее под себя переделал и говоришь, что и пытаешься доказать нам своим суждением, говоря то, что исламская литература это говно недостоверно, а вы что, действительно этому верите? Типа, понимаешь, вот о чем речь идет. А по Хармату он конкретно ссылается на что-то. Он не своим суждением это твердит. На исторический Самое главное, когда я у тебя, Султан, спросил, вот что мы должны оттуда привести, чтобы вот ты понял, например, или кто-то понял, что это неправда, или что-то вот, или что там должно быть. Может, там этого нету, да, но что там было, и ты бы сказал, ну да, это неправда точно. Ты говоришь, нет такого, вы ничего привести не можете. Это уже, Я извиняюсь. Что тебе можно доказать? Ты и так не поменял. Ты уже сразу сказал, я все равно ничего не поменяю. Я приду, поговорю с вами, но мнение я все равно не изменю, что бы вы там ни сказали. Не, вот То есть, правильно. это уже как бы ни о чем разговор даже. Да, ты прав. А можно поинтересоваться, только вступил в вашу группу, ребята? Я хотел просто, я недавно увидел, недавно на эти ролики наткнулся касаемо ислама, да. Много чего реально
открыла глаза, думать насчет чего есть, короче, да. Но у меня такой интерес вот к формату. Недавно я наткнулся на ролик, ты был где-то в гостях, и ты там сказал, что ты можешь рассказать много чего за языческую культуру и даже много чего за осетинскую культуру языческую. Я вот не знал, как тебя найти, и вот здесь сейчас подписался, мне вот это интересно. Что ты можешь сказать о языческой культуре осетин? О, что-то опять про осетин пошло. Ну, слушать Мияги, Эншпиля там, допустим, вот. Да подождите, дайте вопрос он задал, дайте ответить. Ну, что за базар? Не, я не осетин, я наполовину, у меня мать осетинка, отец у меня лезгин. Мне вот интересно просто. Не, отвечаю, да, приветствую тебя. Речь не о языческой культуре, я говорил, язычество осетинское, я вообще, можно сказать, не знаю, только поверхностно. Там был, в общем, вопросы там, аланы, не аланы, насчет этого, это было там. Да, До да, этого да. были, короче, до этого была тема, и к этому было, типа, ответить на это. Ага. Ну, понял тебя, братуха, Но ты понял. точно живешь в Осетии. Вот ты хоть Я наполовину лезгин говоришь, 100% живу в Осетии, потому что у да, тебя да. акцент чисто осетинский. Да, во Владике живу. А я Дагну родился здесь, в Осетии, да. Наполовину говоришь, но ты чисто осетинский акцент у тебя. Ну, я здесь родился, да, пахан, Даг, видать, когда-то там прадеды, что-то кровью вместе щеманулись с Дагестана, видать, понял? И вот здесь корни пустили, короче, в Осетии. Мать осетинка у меня. Здесь родился, на осетинском говорю, короче. Ну, так. Ну, вот формат сильно тебе зауважал я, братуха. Очень много духа в тебе, да, это все открывать, эту правду людям показывать. И это, ну, мало кто так. И будь осторожен, братуха, это такая тема, сам понимаешь. Я просто смотрю на тебя, в тебе столько духа, да, просто... Я извиняюсь за выражение, много этих долбоебов, которые могут что-нибудь левое намутить, подмутить, короче, из-за этого. Большое уважение тебе, брат. Можно не Да, волноваться. спасибо. Его большинство захотят только исправить. То есть те крайности, это еще... Почему ты, Султан, отвечаешь за большинство, притом будучи полностью невежественным в любом вопросе, в том числе и в данном вопросе? Ты читал все мои комментарии? Ты смотришь все мои эфиры, где мне каждый день заходят и отрубают голову, короче, призывают, там деньги предлагают, $1000, кто скажет, где он, $6000, кто скажет, где он. А ты сидишь и за большинство отвечаешь. Я знаю. Мне миллион предлагали лично, помнишь, Пармат, я тебе скидывал? Мы угорали еще. Я смотрю, там читаю. Смотрите, я не об этом, ребята. Если мы приведем даже самого ярого такого, да, из этих мусульман, которые хотят вот тебя, скажем, ну, как ты говоришь, убить, и он добрался до тебя, и перед ним стоит вопрос: друг, ты сейчас можешь его исправить на истинный путь, или можешь убить? Что ты выбираешь? Как ты думаешь, что бы он выбрал? А у него таких мыслей не будет, кто придет. Это придет полный долбоеб, извиняюсь еще раз за выражение, который не будет думать, что ему выбирать. Ну, я говорю, вот, мы стремимся... Извини, на один раз тебе, короче, простили, второй раз простили, третий раз не простим. Давай используй другие выражения. Султан, как ты говоришь, его могут исправить или же убить, да? А если он неисправим, потому что он знает, что для него это, ну, это не истина, тогда что, убить? Остается только убить его. Другого варианта нет у них, у мусульман. Ну да, если они с этой целью до него добрались, что если он и так, и сяк, и ничего не хочет там, они, конечно же, сделают это. Если с этой целью они до него добрались, нашли, то... Просто, знаете, и по меньшей мере за какие-то призывы против мусульман, например, который там иракец, Коран, который сжигал,
который там карикатуры сделал, это меньшее зло для них, чем делает формат для них в их мышлении, понимаешь? Формат вообще их разносит, короче, полностью. И Так точно. поэтому это знаю. больше опасности. Да, я это знаю. Поэтому мы всячески пытаемся предостеречь от большого зла, как бы, чтобы не было такого. Султан, тебе вопрос. Вот ты после всей информации, вот это все, шадик дацин, зарналила, что динча, бейр, шичалу, маги, шадик, вот, ишаил информация, анкарич. Все равно, вообще, сомнение у моя отхаяти. Да, один я вообще сомнения. А не нации шит, а то порядок ши, сун саватер, ада чите, бейр шит, они адени, меня адени. Сунга, он вид асхабу, бейр шдала, сунда ту бош, лялиш, ор сунда ту цадалич, должно шичи алер сунда ту, дюхор шичи алер, хьюк зуди не бош, лялиш, талялла, лилар бакун элчи. Вы преподносите, как это вам нужно. Не, хончи, цан ицахи анден, иш том хилли бюхом тудя. Пацаны, по-русски, пожалуйста, по-русски. Мы Не же тут знали все они, русские что тоже. такое сунна. То есть Абу Бакр, Умар, Осман не знали, что такое сунна. И они не знали, что в первую очередь нужно жениться на 9-летней или на двоюродной сестре. Вот после этого устраивать свою личную жизнь на взрослых. То есть они этого не знали, что это сунна. То есть мы сегодня гении узнали. Нет. Я Алло, когда говорю, алло, я Султан, знаю, что говорю. Султан, речь не о том, что это сунна, не обязательно. Речь не об этом. Речь о том, что посланник от нашего Вселенного Творца, который утверждается, что сотворил нас, наш организм, какой он есть, дозволил, внимание, не обязал, а вообще просто дозволил жениться на двоюродную сестру. То есть женитьба на двоюродной сестре – это рецессивные гены включаются. Это на 90% больной ребенок. То есть он дозволил вредно носить и обрек свою лучшую уму мусульман на вечное тупое существование, на слабую генетику, на слабый тупой интеллект, на тупую башку. Я бы посмотрел на твою Каабу, если бы там англичане нефть не нашли бы. Им повезло, что там нефть нашли, и они сейчас на людей чуть-чуть могут походить. Мы бы с тобой сейчас смотрели бы на полуобезьян-то. Не найди там нефть, Англия. Вот в чем причина. Бог может такое дозволить. Бог может сказать своей умме, которая за ней последовала, которой он истину дал, наилучшую дорогу дал, позволить этим людям совершать такое, что наносит вред всей их общине и обрекает их на отсталость, быть тупыми, бросаться на ослов, на баранов. Посмотри вообще, чем эти люди занимаются, полмира. Тебе повезло, благодаря языческим традициям твоих предков, которые запрещают в 7-м поколении вообще жениться на родственницах, благодаря чему ты имеешь хоть какой-то интеллект, хоть какую-то генетику здоровую. Посмотри на этих людей. Полмира, 1000 лет мусульмане, следуют твоему Аллаху, сунне, посмотри на них. Полностью поддерживаю. Султан, здравствуйте еще раз. Там, если это что, все правильно делают, что ли? То есть ты считаешь, что вот те, которые эти вещи делают, что они правильно, они пример мусульман, они лицо ислама. Ты еще Бачи Бази скажи, что лицо ислама для полного вот этого. Так а ты, братан, скажи хоть одного нормального великого человека, который мыслил логически из ислама, который там, не знаю, ну, считается реально великим человеком. Не тот, который отталкивался там религиозностью какой-то, а вот конкретно, который в науке там чего-то людей уже там, да, на уровне Теслы там, допустим, или кого-то еще. Ну найди этих людей, или там музыкантов каких-нибудь там на уровне Моцарта.
Он тебе вот об этом говорит, а не о том, что вот дураки ходят там, кричат Аллах Акбар и взрываются. Он тебе в общем говорит всю проблему о том, что вы на месте стоите, делаете намаз, который непонятно зачем вы делаете, и тратите вообще время вообще на это. Зачем это делать? То есть, Которые блин, можно Бог потратить создал тебя не для того, другими. чтобы ты ходил там каждый день по 5 раз в день ему намаз сделал. Понимаешь? Пойми это то, что Почему ты только делаешь на намаз, Султан, это не еще вы говорит о том, говорите, что это истина какая-то. Султан, вы еще говорите, что нам выгодно, но где наши выгоды? Типа мы же вас не призываем там вступить в язычество, деизм, там, грубо говоря, изучать там какой-нибудь татарский, марийский язык. Вот, а эти же вас деньги зарабатывают и заставляют свой язык изучать, а для нас, мы даже вам рай не обещаем ничего такого. Вот где наши выгоды? А кто говорит сейчас о выгоде? Мы же не говорили, что... Я не говорил, что тебе или кому-то выгодно, чтобы я стал язычником или кем-то такое. Мы об этом сейчас речи даже не было. Мы что-то о другом же говорим. Причем тут это? Ну, вы как-то сказали там выгоды или не выгоды, я не помню, типа вы тут все говорите свою... Блин, я забыл просто, что вы сказали. Да, правильно, были слова про выгоду. Батыр, будь другом, между нами возраст, я думаю, не такая разница, просто мы попроще друг другом. На ты, если будем говорить, мне будет легче, а то мне не по себе, когда я ты говорю, вы мне говорят. Хорошо, хорошо, Султан. Это всегда проще. Вот чем славились, вот у нас, например, что мне нравится, что у чеченцев, там, дагестанцев, вот мы друг к другу сразу на ты переходим и проще общаться там. Не нужно ничего такого. Вот это мне очень нравится у нас, например. А как же аят про член своего отца, не? Я не понял, при чем тут то, что я говорю о простоте, когда все просто между людьми. Ну, это называется Никто не превозносение нации. возмущается. Никто не возмущается, никто не говорит, что ты говори со мной на вы, знаешь, кто я? Я черт какой-то или что-то такое. Не, это наоборот. Это Ты не гордишься своим отцом. Ты не гордишься своим отцом. Антивысокомерие. Ты не гордишься своим отцом. Ты не гордишься своим отцом. Мой отец не был высокомерным, и я тоже Ты не буду гордишься своим отцом. Или ты его позорищем считаешь? Любой должен гордиться. Но не Ты превозносить. гордишься или нет? Я не про любого говорю. Или позоришься он, или ты гордишься своим отцом? Скажи. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я говорю, я не Скажи превозношу. мне, просто скажи, не знаю, ну ты скажи, что ты гордишься или нет. Не надо говорить, что я хочу сказать. Гордишься или нет? Ну, не знаю, тут все знают, что ты хочешь сказать. Да Ну, или нет? Скажи это тогда, сколько не раз знаю, говорю. тебе просто скажи, тебе стыдно, подожди. Тебе стыдно сказать, ответить на вопрос, гордишься ты своим отцом или нет? Или Я твой не отец, не знаю, отцом может, горжусь. или твой Я- отец, подожди, пол поменял, что отцом ли? Я не горжусь. могу понять. Смотри, я отцом горжусь. Его О, отца, я даже всё. я скажу тебе. Стоп, забордел. Гордишься отцом, тебе Мухаммад сказал, что делать. Дальше не спорим. Все, тема закрыта. А это может быть, кстати... Нет, там о национализме говорится. Не Мухаммад гордиться я своим горжусь. отцом. Не, Там против Мухаммадом они национализма тоже я говорит. горжусь, например. Да. Не спорь, Султан. Закрыли Ну? тему, все. Все, не позорься дальше. Закрыли тему. Какой? Стихаря делай это. Стихаря надо делать. Не позорься на публику. И меня позорят такие, как вы. То, тут не что смогут. Мухаммад сказал. Ну? Делать надо стихаря, не позорься. Стихаря Я делай не то, что он сказал превозношу сделать. свою нацию над другими. Если ты это хочешь. Я не превозношу. Я не считаю. Своим что мы отцом лучше или остальных своей людей. нацией. Понимаешь, не связано. Я не буду. Я не превозношу свою нацию над Это другими. не превозношение, алло, не превозношение, а призыв времен Джахилии, призыв к своим народам, причисление себя предкам языческим и гордость ими. Это считается высокомерием в исламе.
Ты гордишься, значит, ты высокомерный. Все, иди пятую Высокомерие, эту то, что у нас в сердце, отца. то, что у нас в сердце, это и есть высокомерие. Всевышний знает, насколько я высокомерен. Или... Всевышнего там вообще нету. Всевышнего там нету. Твой араб, если для тебя Всевышний, это твои проблемы. Ну тогда араб в твоем языке скажем, этот араб знает в моем сердце. Если ты Аллаха называешь арабом, давай он знает, что в моем сердце. Султан, ты хороший человек, вот реально я тебя слушаю, ты мне нравишься. Я понимаю, что ты пытаешься свою идеологию продвигать, возможно, в чем-то ты прав для себя, но ты сейчас ошибаешься хотя бы в том, что ты, ну, короче, это тупиковая ветвь развития, как у гомосексуализма примерно нет будущего, так и у ислама нет его. Ну, ислам не знаю, вот гомосексуализм зачем сюда впутывать? Я это не понимаю. Аналогии, ничего личного, это аналогии мои личные. Аналог, просто сравниваешь. Да не то сравниваешь, уже еще. Ну, это явно разные, как небо и земля. Вообще бесконечно Султан, разница. Султан, Мгм. можно вам Да, можно да. обратиться? Султан, Да, можно конечно. к вам обратиться? Извините Конечно. меня, пожалуйста. Я Вопрос. второй или третий день. Вопрос. Да, у меня вопрос к вам. Я уже где-то, ну, я вас здесь вижу вот второй день подряд, вроде как бы. Я не знаю, сколько вы здесь находитесь, вот именно в этом чате, сколько здесь с людьми общаетесь. Но у меня стал такой вопрос. Вот здесь вот, по идее, разговоры идут ни о чем. Ну, то, что сейчас вот тема зашла, вы пытаетесь перетащить одеяло в свою сторону, люди из чата перетаскивают ее на свою сторону. Просто если вести диспут правильно, то нужно приводить действительно какие-то свои доводы, какие-то факты, а не свое личное видение на эту ситуацию. То есть Просто, будет видите, нельзя. некрасиво складывается разговор. Вы же, наверное, вы же взрослый человек, вы же, наверное, сами это тоже понимаете. То, что нужно приводить какие-то доводы. Друг, будь другом. И я сейчас Батыру тоже говорю, попроще с друг другом будем общаться, на ты, хорошо? Попроще, чтобы и мне просто было. То есть, Хорошо. то есть все получается, то есть ничья у нас получается. Мне же никто не может свою идеологию тоже доказать, да, свое там. И мы сейчас говорим о сверхъестественном, да, то, что о божественном тут говорится. Они не могут мне доказать свое мнение о Султан, божественном. Ничья же получается, правильно? Так нет, я понимаю, просто если вы углубитесь, подождите, пожалуйста, если вы углубитесь в канал, то вы найдете большое количество достоверных всяких хадисов, в котором говорится о том, что в действительности эта религия не подобает нашему народу, что действительно эта религия полностью не подобает нашему народу. Ну да, это Если вы углубитесь. Смотри, знаешь, кто знал? Смотри, он сейчас говорит, никто не может привязать свою идеологию, не знаю, сейчас вот только недавно я его вывел с ислама и потом сам завел его в ислам. И он после этого он говорит, что он не может кому-то кто-то привязать какую-то идеологию. Хотел бы, вывел бы, больше не завел бы. Захотел, завел, потому что из него чеченца не выйдет. Потому что надо было, да? Потому что надо было. Да, потому что надо было. Я так захотел, а не Аллах. Я захотел так, а не Аллах. Ну, я тебе по жизни обязан, потому что ты чуть не бросил меня в вечный огонь, но все-таки одумался и вернул меня на путь истины. Я тебе обязан по гроб жизни. Опять употребляешь слово истина, не зная вообще, что оно значит. Ты что за глупый человек, я не могу понять. Ну, Нахрена ты используешь слова, значения которых ты вообще вдуплять не вдупляешь? А ты знаешь, что такое рецессивный ген? Ты тоже тупой. Я ему это доказывал сейчас. Я ему это сейчас доказал же. Я его на 2 пальцах обвел, вывел с ислама по его типа хадисам, источникам, аятам и завел его. Он сам понимает, насколько он глуп. Да, я очень Пармат, глуп. я Но могу зато тебе есть задать гений. вопрос? Истамбул. Исматулла, что за претензии? Пармат, Ты ж могу вопрос всегда- задать один? Почему ты его тупым называешь? Потому что он не знает слова истина и продолжает его употреблять. Истина — это то, что Ты есть только на что самом деле. проснулся, что ли? Это Тебе все вопрос знают, не что такое задавали, истина. что это есть. Ты только что проснулся. Я ему до Вы этого знаете, что задал такое вопрос, истина. что такое истина. Он не Исматулла, знает его значения, но продолжает его использовать.
Куда ты Исматулла, вообще скрываешь? да, я отвечу Исматулле. Исматулла, знаешь почему? Потому что он, как никто другой, который 95% жизни был тупым, как он сам, он понимает, что такое тупым, поэтому он может на это ссылаться. Он может на это ссылаться. Потому что Вообще, я а знаю, вот что такое. на это ссылаться, на то Ну, ссылаться, я говорю, ты такого-то и можешь говорить, такого-то. что ты лучше других знаешь, что такое Я тебе тупизм. задал простой вопрос. Какого хрена ты используешь слово, значение которого ты вообще не знаешь? Ну, Простой я с тобой вопрос. по этому поводу не спорил же. Не знаю. Вот я просто отвечаю Но ты Исматулле. продолжаешь его использовать. Тебя кто-то вернул на истину тут. Ну, Да. просто пустословит. Я шмово, не Смотрите, я ну, sen позволять. Не, серьезно, Султан. Сажим зуб, сажим ахит, нохчу, баш, представьте, шо, сажим ахита, малбол адман, сажим. Успокойся. السيق أنقل خيتون حلقة وأبزوات سوى حاجة سينيت خود سيكم الله تأهم سألون أس ما هو تون سيدو يردوسون حاجة أوحك يالك هما داسون أوحك يالك هما داسون ناحك إيردك داسر آلة شخور دارون هو داس مديسة سطحاني على كاس بويل بوها عودة اللي بوها كورت ناقوس خدابة يقوزة ما خواتيوة نوحشي قام يوعاش حسسا ناقوس ذكر مورا Ocean kupuje dorajući očitvo. Odvić o lijelu što dečna šubo ogduca o šta dečna šlijel deš. I štupo isto što ja šuovuj. شو خيل بناتش نيو عاجوز O jel te nije pridurak. ما هاي بقى دولدي أهويتي Da jedan, da, bagan da ovdje, da je luti, ja je pozor, короче. Говнюк, хвардин хаймар, чах я ло. Говно, маярил. Ему тут про чеченство говорят, он тут смеется, ха-ха-ха. И еще себя чеченцем называют, ничего себе. Можно вопрос чеченцам? Он уже улетел, короче, на Но я Аль-Бурак. вот хотел бы вас спросить. Вот вы здесь на повышенных тонах так общаетесь, эмоционально довольно-таки. Если бы не этот ресурс, а реальная жизнь, если бы вы сидели за столом, чем бы это закончилось все, как вы считаете? Пеньком ему под зад закончилось бы. Чем закончилось бы? Бедуин какой-то. Духа нету у мусульман. Они Просто боятся я смерти. Знаешь, разница в чем? Чеченец не боится смерти. Он не боится смерти, он доверяется Творцу. Я понимаю. А мусульманин... Это закончилось бы тем, что ты мог себе нормальный... Извини, Локи. Это закончилось бы тем, что ни одну группу достойных мужчин он не мог бы подойти и открыть свою пасть и начать разговор. Потому что... Я понимаю. Он за свои слова отвечать не может. Никто с ним не сидел бы и никто с ним не разговаривал. Просто это выглядит со стороны, как на него... Баран в селе, и, короче, ну окей, есть баран, и все насмехались бы, окей. Пахармат, я тебя очень уважаю, ты изменил мое отношение к чеченцам, потому что здесь я вижу, что чеченцы думающие, размышляющие, которые умеют общаться, основываясь на фактах, да, свою точку зрения ставить. И тебе за это, вот, и твоим, как сказать, коллегам, да, которые тут участвуют. Вот со стороны я вижу, как вы, ну, да, он говорит, может быть, заблуждаетесь, какие-то вещи неправильные, да, но со стороны выглядит, как очень много людей на него накинулось. И со стороны просто немного вот становится, как-то хочется его защитить, хочется ему сказать, рассказать, объяснить более спокойно. Ну вот как-то вот я хотел бы это сказать. Спасибо. Уже по почти 3 месяца, если не больше, он тут сидит. Ему я личку объяснял, что ему не просил. Тут даже только что просили на чеченском. Он ничего не понимает. Человек вообще все уже. На него можно конкретно крест поставить и все. Исламский тролль. Но это защита, это включается защита у человека, естественно, когда на него толпа нападает, он включает защиту, это психологически, это, ну, понятно. Я поспорю. Так его никто сюда насильно не заводил. Он уже месяц с лишним здесь. Со всех сторон. С нормальной, с простой, не знаю, с милостью, с пониманием. Со всех сторон ему объяснили. Но этот человек
просто ни на секунду, ни на тютельку не изменился. Он такой же тупой баран, каким он и был в начале. Все, хватит с ним уже дальше, короче, невозможно. Разрешите Анти, но вопрос? по его Разрешите речи вопрос? по его речи большинство мусульмов сообразительнее будет, честно сказать. Да вот, я его слушаю. Просто, смотри, Разрешите вопрос? чтобы вы понимали, чтобы представили, какую картину, есть еще один у нас канал, где в основном сидят все чеченцы. Его там пинком под зад выкинули оттуда. Потому что он не считается там чеченцем. Оттуда заходят люди, когда видят его тут ему задают вопросы. Понимаешь? Настолько он его уже везде выкидывает, его не признают везде. Не знаю, где он там, чем он, никем он рот не откроет свой. Это который радио Маршу? Да, оттуда его выкинули. Разрешите вопрос, пожалуйста? Так, меня слышно? Да. Задавай. Есть ли в исламе какие-то течения? Ну, там, вот как раз-таки ваххабизм, там, ну, еще какие-то там течения. В них есть разница или ислам, он везде один и тот же? Вот такой вот вопрос. Может, загуглишь, братан? Да уже столько информации по этому Нет, поводу я в просто... интернете. Шииты с суннитами ненавидят друг друга. Они сейчас Вот. объединились совместно против Израиля. Потому Нет, что не Израиль объединились. показывает зубы. А шииты и суиты, они друг друга готовы поубивать просто на самом Нет, деле. это Но уже... их объединяет сейчас Нет, война это... против Израиля. Все. Нет, у меня религиозный вопрос, а не политический, понимаешь? Мне вот интересно по религии. Вот мне интересно, ну, я наткнулся на этот канал, и меня вот приятно удивил чувак, вот как он объясняет на самом деле. Вот я просто не разбираюсь в предмете, и вот он круто объясняет, и мне очень нравится. И вот поэтому я здесь задал вопрос, потому что здесь, я думаю, мне люди объяснят. Давай по-быстрому. У них Но разные это очень долгий толкователи, вопрос. у них разные сунны и разные толкователи. Вот в чем разница. Вот про что я... Вот, Там ислам, по куча сути, он один течений, и тот. которые все друг друга называют кафирами. Там просто их куча, этих течений. Когда человек вообще приходит в ислам, если он реально его изучает, он вообще хрен разберется, куда, что, мутазилиты, хабашиты, эти, салафиты, матуридиты, ашариты. Исмаилиты. Короче, да, там только среди суфистов только, там столько будет разных суфистов только, а это только одни суфисты. Там молочные. Короче говоря, лучше не вникать вообще в ислам. Да, это сейчас лекцию надо делать, чтобы это все объяснить. Вот сейчас ты, братуха, сказал, что они объединились против Израиля, шииты и сунниты, а по сути сунниты всю дорогу с друг другом шиитов ненавидели. И вот это Фри, Палестина, вот эта вся тема, ни одна суннитское движение туда не залезла, пока Иран, шииты, не начали огрызаться с ними конкретно, и теперь сунниты с ними побратались, теперь они братья, сунниты Не вместе с побратались, шиитами. нет. Многие сунниты, да я тебе даже больше скажу, болели за Израиль, вот что сказать. Было такое. Потому что они турки, ненавидят про больше турков, всех. про турков не забывай. Почему это все там побратились? Нет, турки вообще никак. Они делят сейчас это земли просто. Что делит? Сирия была шиитской, Турция. Сирию делят. Сирию пытаются сейчас поделить. Эрдоган пытается поделить с одной стороны. Иран ушел оттуда. Израиль южный забирает земли. Сверху пытается султанат турецкий поднять свою голову, но не может по экономическим моментам. Есть ролик у Хармата «Дети в исламе. Отношения детей». И вот эта история Бачебази и Айша, она непосредственно что там как. Конкретно про детей, что-то там обобщенное, по-моему, нет. Я, если честно, да, я первый раз наткнулся в Ютубе вот на это видео, где он говорит за Айшу, что ей было 6 лет, да. Я когда-то, я живу в Осетии, да, я тоже
в мечеть ходил, короче, одно время, тоже в исламе был, да. И вот сейчас я когда эти вещи узнал, вообще я его послушал, да, я вообще попутал, если честно, у меня все в голове перевернулось. Столько моментов там таких стрёмных для джигита, для кавказца, реально, просто вот реально стрёмных движений в этой религии, короче. И я вот благодарен, что я увидел Братан, не вот этого рассказывай, человека, что он на многое глаза открыл. не рассказывай открыто, что ты вышел, если ты не уверен, что тебя завтра не прибьют. А если ты вышел, то они должны твою голову забрать у тебя. Это не Куда распространяется. Шариата нет в России. Да ни очку Есть. ничего с тобой не будет, ты живешь в светском государстве, никто тебе башку не отрежет, все нормально. Ну смотри, Главное не куда придёт. афишировать между ними, этими товарищами. Да, лучше не афишируй. Ну, я думаю, что шариат открыто никто не будет делать, но втихаря никто не отменял, я думаю, что все равно есть какие-то радикалы, могут, так знаете, вот из позыва души, может быть, что-нибудь сотворить. Планируется вообще ролик про детей в исламе, то как они, например, детей избивают при этом в своих учебных заведениях палками. Это прям интересно посмотреть и показать будущее их. А, было на эфире, по-моему, что-то по-моему, что такое показывал. Ну да, это как-то скомпоновать, мне кажется, было бы лучше. Тем много, ну это спрашиваю у авторов, мы не знаем. Друзья, вот всех приветствую, вопрос имеется. Вот интересно, как несколько там, я не знаю, людей Мухаммеда смогли столько людей захватить и сделать мусульманами в то время. Захватнические войны с помощью караваны захватывали там соседей, сколотили из рабов армию. Мне кажется, чисто за счет жестокости и, как сказать, ну вот то, что это от Бога реально навязал эту религию и до такой степени жестокостью и террором такому огромному количеству людей смог это навязать. Обычные арабы, но я не думаю, что они могли бы пойти повоевать с чужим племенем и всех их женщин изнасиловать, поубивать, порезать мужчин, снимать с пацанов штаны, чтобы смотреть, выросли ли у них волосы, чтобы его казнить. Чисто вот за счет вот этой жестокости, террора. Это как-то так. На земле действует дьявол, а как вы хотели? Не, ну а христианство как приходило? Кровавым мечом и огнем крестили Русь. То же самое. Христианство тоже шагало. Не, ну христианство это не про Русь, ты сейчас как-то неправильно говоришь, что там христианство пришло, Русь и т.д. и т.п. В смысле неправильно я говорю? Смотри, какая ситуация. Были княжества, княжество Московское, а оно покрестилось, этот Долгорукий или какой там князь, не помню, и постепенно все Владимир. были язычниками. Да, Владимир это чуть южнее, это Украина. Вот. Но тоже Русь, киевское понятие такое, типа якобы. Но Все, я если понял, о что- чем ты. Все, можешь не прорать, я понял, согласен с тобой. Не, ну, мы говорим про то, как ислам зародился, грубо говоря, и вот так вышел в массу. Она не зародилась в Киевской Руси, это вообще Римская империя. Там оно, да, уже пришло, я не знаю, там, наверное, элиты приняли и уже насильственно тоже христианизировали народ. Нет, Набери в смотри. интернете, видео называется «Ливанка разоблачила ислам там за 5 минут». Вот посмотри, она там рассказывает всю историю, вот как Мухаммед пошел проповедовать, я говорю, вот там вкратце она грамотно рассказала. Вот если интересно про ислам, как он так вот развился, вот послушай. Вот в самую первую очередь, мне кажется, они постоянно смотрели на евреев. Вот я даже сколько сиры раньше слушал, еще будучи мусульманином. Вот просто, если их послушаешь, эти сиры, то я вообще не знаю, чем занимались эти арабы. Там постоянно вот что-то упоминание, там финики какие-то. Но финики умели растить только евреи. Потом они там осаждают замки еврейские. Ну, замки умели строить только евреи. Там, то есть, вот они даже постоянно изучают эту сиру, вообще не понимают, чем вообще арабы занимались. У них евреи постоянно какой-то высший сорт. Мне кажется, они также вот и смотрели на эту их религию, и до них как-то дошло, давайте свою какую-то придумаем. Что-то от них, так и вышло на самом деле.
Ну, Это вот идея так завертелась. про собирательный образ работает, что нет. В те времена лжепророков было очень много на самом деле. В те времена люди были безграмотные, не умели ни читать, ни писать, разговаривали на разных языках. И, соответственно, можно было внушить любую дичь в голову, будь то христианство, иудаизм, мусульманство или еще что-либо, в голову любому, потому что он не может ни читать, ни писать, ни сказки, сказания, а если ему предложить концепцию вот такого единобожия, и согласится он или не согласится, уже решать его судьбу дальнейшую. Да, интернета не было, где можно найти опровержение. Все А кто верили сейчас на язык. повествовал про пророков? А кто тогда праведные-то пророки? Кто этих праведных и неправедных пророков-то, лжепророков Да определяет? нету Тоже расшифруйте. праведных, расшифрую сейчас, нету праведных пророков или неправедных пророков. Было просто такое массовое движение пророков, объединение. Просто один начинал говорить тебе, как говорится, внушение. Очень много по этому поводу фильмов, книг снято вообще. И рассказывается о тех временах, как это все происходило на самом деле. Забыл, Омар, по-моему, называется сериал. Аль-Фараби Омар, где как раз пророк внушал, лечил детей. Он был как бы колдуном, по сути, и он объединил вокруг себя очень много сподвижников, которые ему поклонялись, потому что он спас одного ребенка в селении, потом другого вылечил или еще что-то. И пошло, поехало, и он целую империю построил на этом фоне. То есть лжепророки, они все, человек себя объявляет, вот вон с Богом общается. Почему-то Бог всемогущий со всеми не общается напрямую, а вот только с ними общается. Вот только одному он дает. Формат уже объяснил это все дело. Почему только одному? У каждого в сердце Бог есть. Каждый может с ним поговорить. И не нужен никакой ни посредник, ни религия, ни пророк, который тебе разъяснит, как нужно. Иди, садись, выходи в поле, разговаривай с Богом со своим, если он у тебя есть. Даже в те времена просто были эти проекты такие, определять людей, которые будут промывать другим людям мозги. Но это паломники, все верно. Паломники, которые переходили в то или иное селение, будь то христианские, будь то мусульманские, и начинали рассказывать. В ту же Японию прибывали, и там христианство навязывали. Голландцы приплыли туда и начали рассказывать, что есть единый Бог, что он вот такой хороший, всепрощающий, что рабство плохо, это плохо, вот это хорошо, будьте с нами там. Люди добрые, и пошло, и поехало, и все присоединялись, а кому это было по душе, кому это было интересно. А то Бхарма-то не было, когда обсуждался институт рабства. Там. Можем к этому институту вернуться, чтобы Бхарма дал разъяснение по нему? Да, давай. Бхарма, тогда к Насчет вам чего? вопрос. Ну, сейчас я задам вопрос касаемо того, что вот пришло ниспослание ислама, соответственно, я так понимаю, декларируется свобода, равенство и братство. Так почему институт рабства-то не был упразднен с момента, как сказать, пророчества? И я так понимаю, Свобода, еще равенство. еще дополнительно хотел уточнить. Вот если автоматически ты принимаешь ислам, будучи, то есть не подразумевало ли это автоматическое освобождение тебя из этих оков, условно говоря? Свобода, равенство и братство – это только внутри своей секты. Но и даже в этом случае у них противоречие. Как я уже говорил, ислам – это двоемыслие, двуличие и лицемерие. И любой, кто посмеет сказать, что белое – это белое, черное – это черное, это уже инакомыслие. Вот они сказали, что белое – черное. Ты будешь это говорить. Либо свою голову положишь. Вот такие вот люди, вот такая вот секта. Вот положение Вот раба это тоже, Бхарма, равенство и смотри. братство, оно как бы декларируется, что оно чисто внутри секты, однозначно. Но и внутри секты у них были рабы-мусульмане. То есть вот такой вот бред. А вот еще, кстати, в учении говорится о том, что
вот именно положение раба, оно такое весьма вольготное в плане того, что раб кушает еду, которая, ну, хозяина еду. Также если хозяин может сам голодать, но раб должен быть накормлен, там, ему там лучшая постель дается. Это соответствует действительности? Конечно, не соответствует. Чепуха. Конечно, нет. Он должен просто обувать его, кормить его и не бить его. Ну, потому что это имущество, понимаешь? Если он будет голодный, он будет худой, слабый. Продажа от этого будет, ну, он будет меньше стоить. А вся экономика халифата, ислама, она строится исключительно на работорговле. Все. На работорговле и на захвате чужих земель и трофеев. А возлежание с рабыней как происходит? То есть дозволение ее настроения и спрашивается, или это по желанию хозяина? В любое время Нет, должна принимать? у рабыни, у раба ничего вообще не спрашивают. Это собственно. Просто берут и пользуются. Как своей собственностью. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Аль-Валя. А куда, интересно, раб пойдет жаловаться, если его права какие-то не соблюдаются? В суд по правам рабов? В Женевскую конвенцию. У рабов тогда не было никакого права. Там была диктатура. Приказали все. Ослушался, голову на отсечение. Единственный вариант пожалуется после смерти, все, наверное. Был опыт такой, что реально соблюдающих вот этих вот верующих вразумляли, и они на следующий день там либо через неделю писали и прям говорили, и сейчас вот здесь с нами из последних. Ну, я пару месяцев назад отставил ислам. Может, 2 или 3 месяца где-то. Машаллах, машаллах. Первый Ну, ты месяц говоришь, где-то смотрел, пытался это все одуплить. Но у ты меня и говоришь, так были там сомнения какие-то, но все равно принять это до конца тяжело получается. Уже реально что-то выдумываешь там у себя в голове, что-то как-то пытаешься это все вот оправдать, есть тут реально люди, какую-то которые ложь. прям не сомневались, вот уверенные, как этот товарищ сегодняшний, пришли и остались на праведном пути. Ну, есть такие люди, которых вообще факты, аргументы, на них ничего не работает. Вот я у него даже спросил, что там должно было случиться, чтобы ты подумал, что это что-то неправда. То есть у меня откуда сомнения были? Я ислам изучал, когда уже там я знал, что пророк женился на 9-летней, да, там 6 лет посватался. Я тогда сразу не вышел, но у меня столько было сомнений только от одного этого. Потом ты читаешь, узнаешь там за всю жестокость, за все эти военные походы, и за прочее, все дальше, потом несоответствие, потом сам ловишь на лжи каких-то алимов. И все равно ты вот реально вот Харма там объяснял как-то про двоемыслие. Как-то ты все равно это в голове у себя пытаешься уместить. Тебе же не хочется, ну как ты выйдешь из ислама, у тебя вся родня в исламе, все. Более того, кто-то вообще начал нормально, вот конкретно если про себя говорю, из-за меня. И Слушай, как я сейчас вообще выйду из ислама? Это тяжелый такой вопрос. Как боролся со страхом? Реально, ты с детства по-любому тебя воспитывали в исламе? Ну, меня не скажу, что прям с детства воспитывали в исламе. Да, там отец молился, ну, так не было таких прям знаний. Это вот я уже, когда сам взрослый стал, где-то в 20 с чем-то лет, я конкретно уже начал изучать, потом понял, что суфизм это вообще не ислам. Потом ты реально уже по источникам, по этим всем смотришь, понимаешь, что суфизм это вообще, что они там то хадисы выдумывают, то какую-то чепуху несут, ни на что не опираются. Ну и все, дальше уже конкретно был верующим. Но чем дальше ты реально, когда изучаешь, тем больше у тебя сомнений и появляется. Это, если ты вообще разумный человек, то так оно и будет. Потому что как можно этого человека
принять, когда он столько всего сделал. Просто у меня вот вопрос в голове возникает, когда вот с каким-то непробиваемым разговариваешь, что должен был еще сделать пророк Мухаммад, чтобы он подумал, что он не пророк? Ну вот что он должен был сделать еще? У него должен был быть целый гарем этих маленьких девочек или что? Он женился на маленьком, убивал людей, ну сколько насилия, вот этого всего прочего, рабства, рабыни, я не знаю, ну что еще он должен был сделать? В открытую быть голубым? Сказать. Ну, что он мог бы сделать? Изнасиловать кактус, чтобы понять, что он не пророк. А есть люди, ну, абсолютно непробиваемые. Там не растут, там только финиковые деревья растут. Я вот считаю, самый важный опыт вот таких, как Таймас. Они как раз знают, как с этим бороться, как переходить от этого тяжелого состояния в адекватность. Да, но люди тоже разные есть. Вот я, например, еще будучи салафитом, иногда спорил с суфистами. Я понимаю, что есть люди, до которых вообще ничего не дойдет. Вот я ему прямо прямой аят из Корана, я ему объяснял, и он мне говорил, что нет, это запрещено. То есть этот аят в Коране, это человек говорит, что он лишний там, он вообще там не нужен. Хотя он верит, что это вот извечное слово Аллаха, которое там не спаслали, но это абсолютно лишний аят, который не то, что лишний, он еще и вводит, получается, в заблуждение. Он говорит, что нет, да нет, такого нету. Просто потому, что ему так истолковал вот его там, имам в его селе. Но я ему объясняю, подожди, ну хорошо, если твой имам сошел с ума и начнет какую-то чепуху нести, ты же должен открыть источники и проверить, твой имам сошел с ума или нет. Просто там, ну, прочти это, мало ли он там сейчас тебе какую-то чепуху несет вообще полную, которая к исламу не относится. Но люди такие есть, вот их абсолютно не пробить. Он просто говорит, да, ты что, ты вот не понимаешь, ты дурачок. Хотя он сам ничего вообще о религии не знает. Я не знаю, есть такие люди, я понимаю, что с ними даже вообще бесполезно разговаривать. У меня такие друзья, азербайджанцы были. То же самое. Вот непробиваемые, вот хоть убейся, там свои понятия тоже об этом всем. Я вот знаете, что думаю? Надо давить именно на информацию о женщинах и детях. Отсюда будет начинаться смерть ислама. Потому что все-таки состояние женщины не 8 век, 7, а все-таки 21. И влияние женщины совсем другое. Вот так вот, мне кажется. Да, Отношение к женщине у всех должно быть как у чеченцев. Вот так как чеченская женщина защищена, так все должны женщину защищать. Да не, вряд ли. Кто-нибудь здесь есть из администраторов? Да не, вряд ли через женщин или детей до них достучишься. Потому что, сам понимаешь, в исламе женщина это вообще ничто. Она есть, как бы, но ее как бы и нет. Мы сейчас говорим про наше опыт, не про исламское государство. Мы же не с ними общаемся, не с этим. Секундочку, пожалуйста. Хан, напиши мне в личку, пожалуйста, будь добр, если ты меня слышишь. Спасибо. И вот насчет через отношения к женщинам, ну не знаю, вот даже через историю вот того, как нам этот ислам навязывали, вот я, честно, еще ни с кем не общался именно вот так, но я вот у Бхармата на эфирах сидел, и там тоже были дагестанцы, которые заходили и говорили, что да, правильно сделали, что изнасиловали, что мы платили им дань там женщинами, зато сейчас мы, альхамдулилля, мусульмане. Вот до такого животного вообще чем можно достучаться? Вообще, что ему сказать? Почему я про женщин говорю? Потому что все равно исторически сложилось в нашем постсоветском пространстве, что многие остались без отцов. Вот, и поэтому культ матери какой-то все равно присутствует. Верующий, он неверующий, для него все равно святая. Вот в этом направлении мыслить, как-то двигаться. И, соответственно, детей то же самое. Каждый себя отождествляет с ребенком. Вот, и вот обращение, как их избивают, этих детей. Этих медресе. То же самое через себя, может быть, пропускать. Приветствую. Да не, вряд ли это поможет. Ну, если показывать, что детей избивают, тысячи мол будут искать тысячи оправданий на этот счет. Да, вот я сейчас понимаю, все, что мы всегда говорили, когда там что-то происходило, нам показывали видео, как что-то происходит, мы всегда говорили, это не ислам.
Но вот сейчас, наоборот, понятно, что как раз вон то ислам. Это просто мы были не мусульмане. А вон то это как раз и есть ислам. Вот как-то это нужно донести до людей. Я всех приветствую. Далеко ходить не надо. Сейчас в Сирии друзов убивают просто за то, что они друзы. Поэтому как раз-таки ислам, он во всей красе и по сей день. Того друза тоже. Ислам убивает. Ребят, а не допускайте, что вот эти люди просто одержимые. Об об этих людях, который движим какой-либо идеей, да, идеологией, некий идеалист, скажем так, да, он движим идеалами. И вот эти люди, они движимы религиозными идеями, религиозной идеей, религиозными идеалами. Конечно, они одержимые, и любой человек, он одержимый, который неистово верит во что-то, и таким образом, если ему то, во что оно верит, говорит совершать насилие, да, он это будет совершать, потому что он одержим, все правильно, он одержим идеей, не бесами, там, не всякой вот этой чепухой, которая придумана, а именно идеей. В его голове есть идея. Идея это и есть дух, по сути. Если смотреть именно с Я не религиозной знаю, стороны. Вот смотрите, вы тут обсуждаете то, что нереально донести до людей то, что вот вы хотите открыть им глаза, чтобы они услышали, увидели. Я вам ничего не навязываю. И есть в Библии книжки определенные, где говорят о будущем, это Откровение, Даниила есть Исаия, где говорят про будущее. И там об этих людях так сказано, то, что они увидят, не будут видеть, услышат и не услышат. Им что ни делай, бесполезно будет. Вот это очень нехорошо, вот эти книжки, я тебе хочу сказать. И скажу почему. Потому что ты, когда начинаешь опираться на одну идеологию определенную, ты также становишься невидящий, неслышащий, потому что ты загружен определенной информацией. Понимаешь? И вот эти книжки все, которые рассказывают о будущем, там, о небудущем, они как раз-таки и программируют людей. Ты это можешь так считать. Если бы эти стихи воспринимались точно так же, как и вами, то апостолы не должны были никуда идти, а просто как вы посмотреть. Они все равно ничего не услышат и в своей секте Я вам закончат доказать свою не могу, религию. смотри, вы только можете уверовать. Если вам Всевышний лично не придет, не скажет, вы не уверуете по-другому. То есть с вами лично не поговорит, не придет, там свидетельств такое не будет. Люди есть такие непробиваемые, которые, пока его до конца не опустят, у него безвыходная Так ситуация. никто не хочет их, один никто шанс не у него хочет будет их обратиться, пробить. выход из ситуации. Все. Алло, По-другому никак. никто не хочет непробиваемых людей здесь пробивать. Просто их используют, чтобы... Я же незаконно... Подождите, пожалуйста. Алло. Подождите на секунду, пожалуйста. Никто не хочет их переубедить. Их просто используют, чтобы используя их как грушу, сделать содержательную беседу для мусульман, которые задумываются, которые понимают, которые слышат. Я говорю о некоторых людей, я еще раз изначально сказал. Есть некоторые люди, которые слышат, не услышат, видят, не видят. По барабану, поймут, не поймут, вообще не имеет значения. Не волнует, они поймут или не поймут. Для них тут никто не старается. Они идут лесом. Я вот считаю, что... Ты говорил, что вот если было бы так, да, апостолы бы не пошли бы проповедовать, да, по всему миру. Но надо еще прочитать то слово, когда апостол Павел говорит: наше оружие не плотское, но наше оружие — сила Божья. То есть была проявлена сила Божья. ожирение конфетами. Не об этом речь. Человек говорит, что эти люди не слышат, вы зря стараетесь, они одержимые.
То есть он говорит, что наша проповедь к здравому смыслу, призыв к здравому Нет, смыслу, я она не говорю бессмысленна. этого. И Я не я ему говорю этого. Не надо отвечаю, если переворачивать, вы домысливать. точно Не надо как и домысливать вы, того, что я точно говорю. как и вы, подождите, Если ты... пожалуйста, да задолбали уже. Если бы эти люди, апостолы, воспринимали бы эти слова точно так же, как и вы, то они никуда не пошли бы и не проповедовали. Сказав, все равно эти люди одержимы, они нас не поймут. Просто я показываю на аналогии, что его вот этот тезис, он как бы бессмысленный. Есть результаты. Наша деятельность имеет смысл, она дает результаты. Мы же знаем это, мы же не просто Да, так да, тут да, сидим. согласен, брат, согласен. Могу сказать теперь, о чем я говорил, пытался донести, а не то, что мне пытаются там домыслить до моих слов. Накидывают. Я тебе о том говорю, что у человека есть выбор. И ему вы правильно делаете, что вы им открываете глаза. Но по поводу того, что сказали, это типа проповедовать, ну, у человека есть законное право, он свободный человек. То есть это право ни Бог сам, никто не может отобрать и у него выбирать. Он на то и свободный человек, что он может выбирать. Вы можете, я еще раз говорю, открывать глаза, чтобы у них был выбор. Но повлиять на тех людей, которые не слышат, не видят, никак вы не можете, и все, на это забить можно. На этих людей, просто сконцентрироваться на тех людей, которые более-менее соображают и слышат. Все. Жан, смотри, даже написано, один посадил, второй посеял, второй поливает, а Бог возвращает, да? Но этот человек сеет. За человеком выбор. Этот Жан, выбор никто не может нарушить. этот человек сеет, он свое дело делает, остальное уже Бог будет делать. Он не все может делать. Он не Но все то, что может, а он делает, взращивает то, что у него немногие внутри. Если он верует, он может, его не убеждает, не спорит, показывает. Он может уверовать только в это. Все. Если он выбирает уверовать в это, Бог в нем взращивает это. Человек, однажды услышав, что его идеал делал такие грехи, да, там с ребенком спал или убивал, он не может смириться с этим, он не может спокойно уже жить. Он может и будет молиться или там читать свое Писание, но внутри у него уже борьба началась. И эта борьба дает это слово, это сеянное слово. Это я согласен, что слово, В да, свое но время. как раз таки... И да, даст плод. Ну да, Чеченские вообще, братья, приветствую вас. Скажите, что вашему брату сейчас передать? У меня 5 минуточек услышать. Мат, это женщина из Израиля, она чеченца там одного встретила, преступника, короче. Я встретила. Я не встречала его. Я сейчас захожу к ним, буду делать им перевязки. Уцаев Мурат. Что ему передать от вас? Формат тут есть? О чем скажете? Скажите, пожалуйста, Если формату. честно, у меня нету слов, чтобы ему передать. Что я ему передал? Ну, понял, ты вообще что-нибудь осознал? Как у тебя настроение? Ну, не знаю, короче. Прометей поняла. Спрошу, как у него настроение и что он осознал. Скажите ему, Дэл Маршалл Дойл, если вы запомните. Можно девушке с Израиля? Я вчера еще хотел вопрос задать, сейчас задам вопрос. Быстренько, а то я сейчас уже заходить буду к ним, потом не смогу, Да, вот телефон скажи, должна буду вот отдать. там есть люди, которые эмигрировали оттуда, в Израиль, отсюда, я их знаю лично. Они поддерживают убийство женщин и детей там, жителей Газы. Вот вы их осуждаете, этих людей, которые поддерживают это, своих сограждан? Проще сказать, которые переживают за Газу, вот этих людей? Нет, которые поддерживают убийство невинных женщин и детей, не причастных к какой-либо преступной деятельности.
В Газе, Если да? вы осуждаете своих сограждан, да. В Газе невинные женщины и дети, которых мы должны осуждать. И вот это? Вот там есть, наверное, есть которые люди, которые невинные. И я так понимаю, есть, которые вы оцениваете как преступников, а есть невинные люди, и женщины, и дети. Отсекая какое-нибудь верование. Вот если Хотелось бы ихнее ваше... убийство, ихнее убийство, вы, тех людей, которые поддерживают убийство невинных женщин и детей, этих людей, своих сограждан, вы осуждаете их? Хотелось бы мне верить в ваши слова, но там нету невинных женщин и детей. Я вас услышал, я ваш ответ услышал. Все. Этим чеченцам, чтобы они возвращались к себе на родину, чтобы они строили себе свою страну, чтобы растили детей, чтобы вкладывали в свой народ. Они... Ну, как понять, там нет невинных женщин и детей, как это понять? Харвард, Там это, это- это уже человек нацистской идеологии. Можете его выкинуть из чата? Есть у вас как бы модераторы? Вы явно услышали, невинных женщин и детей для этого человека нет. Такие можно с такими людьми вообще не поддерживать беседу какую-либо вообще в принципе. Смотри, если с библейской стороны смотреть, да, этот человек верующий, то ей говорит Господь, то, что этот народ возвысил себя до того, что они не признают Бога. И чтобы они признали его должен ненавидеть весь мир. И тогда они обратятся к Господу. Типа, то, что сейчас они делают, они не правы 100% даже со стороны Бога. Но там не могут осуждать его верующие люди, потому что Господь говорит, молитесь за них, потому что это их первенцы, это их данное право их. То есть я так понял, которые там находятся, эти люди, живущие в Газе, независимо от их там каких-то убеждений, это просто народ Амалека, который, то есть, подлежит с точки зрения их уничтожению, да? Нет, со стороны Господа они, вот евреи даже, то есть первые, они не правы. То, что они делают, это неправы. Но осуждать их, как говорить, либо о чем, об этих людях, не могут они. Они могут только их благословлять. Для чего это делается? Для того, чтобы весь мир возненавидел их, и после этого, когда они останутся изгоями, обратились к Господу. То есть у них такое спасение. Жан, А можно я вам задам встречный вопрос и побежала? Скажите, вы осуждаете войну Чечни? Я не знаю, смотря в каких темах я ориентируюсь, я скажу всем. Я осуждаю любое насилие над любым человеком. Невинным человеком. То есть по Чечне вы не можете сказать, да? Вот за тех, кого вы ищете, невинных женщин и смотри, детей... за Чечню... Нет, вот совершенно осуждаю тех людей, которые убили... Дайте договорить, пожалуйста. Вы просили меня про невинных женщин я вам и отвечу детей. тогда. Я осуждаю всех, кто убил невинных женщин и детей. Я осуждаю всех. Я считаю, что они должны быть наказаны по всей строгости. По-человечески, Как вам нравится Не, а что такое, что такого? вот эти С какого женщины перепуга должны быть убиты женщины и дети? Не, а Остановитесь что на вы? секунду. То есть, Не, вот войну в вы Чечне вы не осуждаете, да? Правильно? Я осуждаю любое насилие. Войну в Чечне Если осуждаю. вы осуждаете всеми такую своими войну, фибрами, вы да. не можете придерживаться того, чего вы говорите дальше. Так вот нынешнее Я осуждаю. поколение Я тех вам сказал, первых- я поправился. Пусть Да, она я договорит, поправился. зачем вы ее перебиваете? Пусть договорит человек. Вот, да, давайте. Вот те, кто были тоже в свое время невинные женщины и дети, ныне сейчас террористы, которые подросли, они безумно детьми еще радовались, когда в Чечне убивали и чеченцев, и не чеченцев. Еще 8 лет назад они радовались тому, что в России, на Кавказе были теракты, что погибали и чеченцы, и не чеченцы. Вам это нравится? Вы все ищете невинных женщин и детей, которые подрастают, а пораньше Я радуются? считаю, смотрите, я вам отвечу. Есть вот человек, совершивший преступление, деяние, он несет ответственность сам лично, конкретно. Ни одна женщина, ни один ребенок, ни один другой мужчина не несет коллективной ответственности за кого-либо. Если в отношении вас совершили преступление кто-либо, не надо это потом возмездие отправлять неопределенному кругу лиц. В этом заключался мой вопрос. Ну, ваш Каждый вопрос человек такая, вы может- знаете, полить воду ваш вопрос называется. А сути-то вы не знаете, поэтому вам легко и говорить.
Не, Газе ну вы были хотите, зеленые ну я коридоры? вас услышал. В вашем понимании есть коллективная ответственность, есть ответственность женщин и детей. Я вас услышал. Так вы сказали прямо. Послушайте, Газе если были мой муж, зеленые коридоры? еще такой подход вот со стороны, чтобы вам было еще, может быть, понятнее. Мой муж взял вашу сестру в плен, привел ее к нам домой. Я женщина, мирная женщина. Никто ж не знает, какая я действительно. Я очень рада тому, что муж мой привел вашу сестру как пленницу, насилует ее, мучает ее. И при этом я смотрю на это и закрываю глаза. И мои дети тоже. Я уже невинная соучастница и просто смотрю на это, и дети мои смотрят на это и считают это нормой. Я уже мирная или еще нет? Отличный вопрос. Эсфирь, можно вопрос? Зеленые Эсфирь, это коридоры вы были? говорите, да? Вот вы запутываете, на самом деле, Ас, занимаетесь можно я демагогией. спрошу? Ну, Ас, вот, если можете ответить, да? Ас, Можно можно я я отвечу? спрошу? Ты много раз уже сказал, давай я спрошу. А скажите, пожалуйста, а зеленые коридоры были в Газе, нет? Да он не в курсе Я об не, этом, я, он не не, я не понимает, в курсе, что я это этих гуманитарная деталей не в курсе. Я лишь спросил ведь об одном. Ас, я не спрашиваю. Я спросил об одном, всего лишь. Мой вопрос был простой. Осуждается ли им, девушкой, Ну, она все убийство? правильно, АЭС ответила. Подожди, дьявол в деталях, понимаешь, она тебе что ответила? Дьявол в деталях. Это Хамас начал взрывать первый. Октябрь кровавый. Нужно сначала в детали окунуться и посмотреть, как они прячутся там за спинами детей, как они там ставят свои пусковые ракеты на Израиль, направляют. Они же прячутся за спинами, это действует так ИГИЛ. Они всегда везде так прятались. Ну, смотри, за женщинами я вам и детьми. отвечу. Они погибают. Это мирное население, оно всегда будет погибать. Их пытаются вывести оттуда. Ну кто пойдет выводить оттуда детей за ручку? Вот там головорезы. Человеку, который не имеет отношения к войне, бессмысленно что-то объяснять, как она ведется и как она работает. Он Конечно, инфантильно конечно. То есть... относится к этому. Он не понимает, что все эти террористы будут сидеть среди мирного населения. Храмы. От них все отказались. Никто им не помог, все их там кинули, короче. И сейчас говорить о том, кто там виноват, кто нет, короче, надо в первую очередь спросить одноверцев, которые забили. Никто не говорит о том, что кто виноват и кто нет. Но я так понимаю, все равно есть фактор присутствия невинных людей, которые ни с чем не имеют отношения к войне. Это дети разных возрастов. Есть другие группы людей, также, которые не причастны. Великую Отечественную вспомни, Великую Отечественную, любую войну вспомни, всегда гибли люди мирные всегда, и дети гибли. Это понятно, осуждать, не осуждать, это все пацифизм, это все вот это вот, я против, ради всего хорошего, против всего плохого, я вот такой здесь хороший, вот я против всего вот этого, я осуждаю их. А что толку от этого твоего осуждаю их? Что толку-то от этого осуждать? Есть толк в том, что я не поощряю никакие убийства. Вот и все. Невинных ну, людей. А что я вот это то же самое осуждаю. Султан здесь пришел и говорит, а я вот считаю, что вот так вот, это твое личное субъективное мнение, осуждаю я, вот и все. А есть еще объективные вещи, действительно, как ведется война, как люди друг другу глотки рвут просто, глотки рвут вообще. Там, вы находите эти действия оправданными, я так понимаю. Я не оправдываю эти действия. Нет, я не оправдываю убийство. Я говорю, что люди там гибнут. И женщина вот эта вот, которая Эсфирь, она объяснила и начала объяснять, что они там погибают. Потому что прячутся. Если она начнет сейчас рассказывать, как на самом деле, это Восток. Там по-другому война ведется. Иначе. Там не выстраиваются все люди шеренгой и друг дружку стреляют по очереди. Там никто шпагу не хватает. Подлостью только, какой-то хитростью. И тот же самый Израиль только хитростью побеждает. Он уже костылял. И 6 дней войны, когда шло перед с этим, как он, Египет там, за 6 дней они тоже накостыляли. И Ирану накостыляли. Им руки связывают, США, не дают там нормально развести всех в разные стороны и разбомбить их нахрен, фанатиков этих религиозных. ИГИЛ уже показал свое лицо, как он действует, и головы отрезает детям и женщинам. Да, тут сложно быть прям абсолютно правильным или неправильным. Тут уже дело войны показало все. Просто человек подкинул женщину на ответ, а потом начал требовать, чтобы ее убрали под предлогом того, что она нацистская. Да, вот в том-то и дело. Это пацифизм, просто слышал, я в этом пацифизм степень чистой воды.
Да, у нас есть тоже такие здесь люди, которые ходят. Я вот за все хорошее против всего плохого. Я такой белый и пушистый. Да нет, люди всегда воевали за воду воевали, за землю воевали, за религию воевали, за все, за будущее воевали. И кто сильнее, есть такое право Друзья, в мире. друзья, послушайте, пожалуйста, друзья, давайте закончим на этом. Женщина сказала свое мнение. По ее мнению, там нету невиновных. Но у нас не то мнение. Для нас, для этого человека и для меня есть невиновные люди. Нету ни одного народа, который полностью виноват. Мы это не поддерживаем. Для нас это фашизм, нацизм и расизм и шовинизм. У нее свое мнение, пожалуйста, она имеет право так ко всему народу шовинистически отнестись и к детям, и к женщинам. Она себе оценку таким образом ставит. Мы никаким образом это, сколько бы мы здесь ни старались, ни пытались, мы никак не сможем этот момент облегчить. Женщина, не знаю по какой причине, эмоционально, живя вокруг всех этих террористов, наблюдая все эти теракты, нападения, бомбежки нескончаемые всю свою жизнь, уже выработала в себе такую инстинкт в целях или по причине инстинкта самосохранения собственной психики, себе такую вот, у нее, наверное, выработалось такое чувство. Мы не в ее положении, короче, у нее свое понимание, но мы находимся в здравом уме, в добром здравии, мы можем судить здраво. И мы ее абсолютно никак не поддерживаем и никоим образом не сможем оправдать. В данный момент женщина болеет, она больна. Ее ответ никак невозможно никак прокомментировать, либо обмягчить или смягчить и так далее. Давайте закончим на этом. Ни одного народа нету виновного полностью, женщинами, детьми и так далее. Она объективно явно мыслить не может. Формат, слушай, вот ты говоришь, что ты веришь в Бога, ты достаточно, скажем, человек такой научный, начитанный, и Коран изучаешь со всех сторон, веришь в Бога. А для чего ты веришь в Бога вообще? Что это тебе такое дает вообще в жизни? Ну, что это мне дает? Как бы, по-другому я не вижу. Как бы, чтобы рассматривать что-то мне это так, верю я в Бога, что это мне дает? Вот не верю я в Бога, а что мне это даст? Как бы, я такой вариант, в принципе, не рассматриваю. Это то, что у меня есть. Я понял, я достаточно сложный вопрос задал. Просто есть, ты знаешь, что теория эволюции, откуда пошел человек, как люди распределялись по своим местам обитания, создавали страны и все остальное, историю знаешь довольно-таки неплохо, я давно тебя слушаю. Вот у меня такой вопрос. Ну, если будет возможность, и все-таки ты его осмыслишь, этот вопрос, может быть, в своих роликах я услышу от тебя этот ответ. Я думаю, что это дает на самом деле. Некоторым людям это дает веру в то, что мы не попадем, скажем так, в вечность, потому что мы ее представить не можем, что в небытие в такое уйдем. И хочется верить все-таки, что что-то есть там в загробном мире. Но не жизнь, как это трактуется в религии, что жизнь после смерти, это вообще для меня какой-то бред сумасшедшего. Жизнь после смерти. Жизнь сначала идет, потом идет смерть. Но смерть – это не конец пути. И многие хотят именно верить, что вот есть какой-то создатель, который, наверное, как-то придумал, что это все продолжается, потому что бесконечность все-таки она есть, но осознать человек ее не может в полной мере. Спасибо. Может, как-то связано это с состоянием психологическим после многих лет нахождения в религии, и теперь тяжело отвергнуть эту концепцию Бога. Вот я так это думаю. Знаете, вообще присутствие Бога человек ощущает тогда, когда внутри совесть начинает осуждать.
когда он осознает, что есть присутствие Всевышнего, да, которое тебе через интуицию, через мысли подсказывает, что правильно, что неправильно, и ты это осознаешь, и ты понимаешь действительно, начинаешь сопоставлять, и ты понимаешь, что действительно есть Создатель, который внутри тебя начинает действовать, понимаешь? И дает побуждение на то, чтобы открывать и другим людям глаза. О, те, которые уверовали, вернитесь к здравому смыслу, оставьте эти сказки арабов. О, воины Вилаята, Курейши Чуя, верните здравый смысл. Давайте на изучение физики, химии, математики. Оставьте этих ослов и баранов по утрам и вечерам. Перестаньте мечтать о 6-летних девочках. Хармат, можно И вопрос? возбуждайтесь на двоюродных сестер, ибо они часть вашего семейства. Вот и дождались азана мы с вами. Хармат, скажи, пожалуйста, почему в Коране так много про Моисея и фараона написано? Даже не знаю, наверное, это самая яркая, близкая, как бы описанная подробно история, наверное. Потому что Стали евреи. эти писания были авторитетными среди тех народов, кого хотели обмануть арабы. Понял. Вот. Просто есть там и Библия, и так много историй, да, про евреев, про Моисея. А Коран открываешь, и там тоже все практически про Моисея, про фараона. Там, скорее всего, шла же это, вот эта перепалка, короче. Вот иудеев свое писание, там они писать умеют, у них есть свой пророк, а у нас нету, наверное. Ходили там, плакали, короче. И решили себе тоже замутить такую сказку. А вот пока далеко не ушли, вот Хармат, тебя сейчас спрашивали насчет Бога. Ты, может, уже устал от этих вопросов насчет Бога. Я слышал, ты говорил, что это просто твои розовые очки, там нет у тебя никаких доказательств и так далее. Ну, не знаю, мне, наверное, просто самому хочется за что-то зацепиться. И вот я всегда жду, что ты какой-то вот дашь, даже не обязательно довод, какую-то мысль, может, философическую, что-то еще. Может, есть что-то, что не просто делает твою веру просто верой, а какой-то довод в этом. Спасибо. Ну, если честно, чисто в моем понимании, я даже не знаю, как у человека может возникнуть такой вопрос. Вот чисто вот я смотрю, да, вот я сейчас себя осознаю, я не могу представить, что мое сознание, оно просто так откуда-то возникло, где-то возникло само по себе. И именно я в этом осознании, в котором сейчас я проживаю, оказался здесь и сейчас. Просто по какой-то стечению случайных каких-то обстоятельств. Согласитесь, это религиозная концепция все равно. Со стороны, наверное, какого-то иного существа сверху, которое на меня посмотрело бы, может, оно могло бы по-другому как-то посмотреть. Но я лично, без Бога, без бытия, без жизни, как бы того, что выше, не знаю, как я могу существовать, как я могу обитать. То есть я даже, чтобы какие-то аргументы кому-то предлагать, какое-то мнение, предлагать доказательства существования Бога, я даже эту сторону просто не могу рассмотреть. Если бы я критически мог бы увидеть там какие-то аргументы отрицания
Да нет, ты сам появился. Не, это все просто чисто случайно, братан. Другую сторону в своей голове, вот этого соперника в себе, в голове, если бы я мог создать, как других, да, во всех жизненных обстоятельствах, идеологиях, аргументах и так далее, то у меня, наверное, какой-то диалог внутренний состоялся бы, и какие-то аргументы появились бы. Но я не могу его создать. У меня, ну, можно сказать, все, что я есть, это есть вера. Все, что я о себе знаю, все во мне пропитано верой, и я не вижу другую сторону. Поэтому у меня нету никакого мнения, либо аргументов, потому что я не знаю, как человек без веры на это посмотрел бы сам, потому что не оказался в этом состоянии. Поэтому у меня нету какого-то мнения, аргумента. Я Да, представляю, просто как ты сказал, ислам. это с головой даже... Вот просто до этого ты, может, настолько глубоко ты как-то вот так не говорил. И вот еще вопрос, а ты... Это вот лично твои реально мысли? Или ты еще читал какие-то... Вот ты, по-моему, где-то говорил, что ты про деизм что-то читал, и уже на каком-то конструкте, может, ты тоже сам пришел к этой мысли? Или у тебя реально изначально, грубо говоря, когда ты даже ислам оставил, ты вот на этом, грубо говоря, сразу стоял? Ну, сразу мы не стояли, мы вообще, я, будучи мусульманином, открыли этот канал. Мы 3 года почти что дебатировали, дискуссировали между собой сначала, там, часами, каждый божий день почти что 7-8 часов разговаривали там на чеченском основном. И потихоньку, критически обсуждая разные взгляды, опровергая аргументы друг с другом, вот так происходило наше развитие. Сразу такого как бы не было. Хармат, можно вопрос еще? Понял, спасибо, Хармат. Просто я вот когда сейчас ислам оставил, я, может, еще не сел с собой вот так нормально, не подумал обо всем об этом. Я не говорю, что я не верю в Бога или что-то, просто сейчас не знаю даже. Наверное, пока еще рано даже о чем-то думать, просто пока нужно от этого сначала отойти. Хорошо. Так, тебе Спасибо. пока надо изучать ислам, и это тебе поможет, даст тебе уверенность в том, что это бред полнейший, придуманный. То есть ты увидишь там человеческий уровень. И увидев там человеческий уровень, уже будешь искать божественный уровень. Пойдешь уже к Богу. Будучи мусульманами, мы стоим в поклоне перед человеком, который придумал эту религию. Чтобы полностью уверенным стать, полностью освободиться от сомнений и так далее. Это у меня полгода где-то происходило, иногда на меня, короче, страх, ужас наводил, все равно это тяжелая вещь, выйти оттуда. Но помогает в этом именно изучение. Чем дальше ты изучаешь ислам, тем больше ты видишь человеческий почерк. И начинаешь различать божественный почерк и человеческий. Это тебе поможет. Удачи. Хармат, скажи, пожалуйста, а почему вторая сура Корана корова называется? Ну, они просто рандомно взяли оттуда какие-то определенные слова, и просто, ну, автор, составитель этого Корана решил так назвать. Вот там есть где-то там они корову убили, то ли что-то сделали, там ударили корову его ногой. Одно предложение о корове. Они взяли, просто рандомно назвали автор. А это не может быть связано вот с этой индуистской религией, которая была Зороастрим? У них же это корова почитаема. Ну, может быть, конечно. Вот. Камень в Каабе – это однозначно аватар бога Вишну. Черный камень – это в кубической форме, чтобы концентрация на нее была. Это делают индуисты. Также потом обход делают 7 кругов вокруг своего храма. Там многое идет из индуизма, но тут, чтобы сказать именно сура корова, ну, там мусульмане начнут умничать. Тогда вот другое название другой суры откуда, это откуда тогда, и смеяться, короче. Там и без этого есть много моментов, где они вообще
ничего не смогут сказать. Всем салам. Всем салат. Говорите, что хотели. Пока. Сергей, Пармат, ты же был хранитель. Адам, салам. Можешь объяснить один момент? Адам. Пошел, говори. Да, слышно. Да, Суре слышно, говори. 21, Суре 21, аят 4, пророки, сура пророки, начинается со слов, Мухаммед сказал, это Джабраил к нему пришел и принес ему этот аят, или как это? Да, Мухаммед сказал, мой Господь знает то, что говорят на... Типа Джабраил пришел к Мухаммеду и передал ему от Аллаха аят. И начал со слов Мухаммед сказал, это так было или как это работает? Ну, с падающей звездой это истина, братан. Уверуй ты же. Какие еще знамения Господа вы отвергаете? Падающая звезда, братан. Реально, Мухаммед сказал, сура 21, аят 4. Мухаммед сказал, мой Господь знает то, что говорят на небе и на земле, Он слышащий и знающий. Что вообще такое? Микрофон, пожалуйста. Тут смотри, тут же нету. Каля Рабби Я'ламу. Мухаммед тут же нету в оригинале. Почему они туда написали Мухаммед? Нету в оригинале. Каля Рабби Я'ламу. Точнее, Каля Рабби Я'ламу аль-Кауля фи асма'i والأرض وهو السميع العليم عليم. Тут сказано, сказал Тала, Господь мой знает. А кто это сказал? Везде пишет Мухаммед, толкование Мухаммед. Да, нормально сказал. Хармат, как ты считаешь, кто создал нардский эпос? Кто создал нардский эпос, я думаю, это как сказать, кто сделал черкеску или кто придумал лезгинку. Это, скорее всего, общее явление, но каждый народ на свой лад происходящие битвы просто передавали в этих эпосах, кочевыми и так далее. То есть научное исследование, там многие моменты они хорошо описывают, разъясняют. У Долгата вот это первобытное, нардский эпос, героический эпос чеченцев и ингушей. В нем они хорошо разъясняют и сравнивают, приводят аналогию разных битв, кочевых племен, с которыми происходили, приводя из эпоса каких-то, которые приводятся там, да, битвы с врагами, с пришедшими захватчиками и так далее.
Просто нардский Существует ли эпос. нахский эпос? Нардский. Ну, это он называется нардским. Слово, скажем так, обозначение его стало осетинское, скорее всего, слово. Нардский. Сам эпос, он как бы, он не осетинский. У осетин свой эпос, у адыгов свой эпос, у чеченцев, ингушей свой эпос. Но в общем, его название как бы закрепилось как нардский эпос. Просто для общего понимания, нарты это кто? Это богоподобные, великие, короче, герои, сверхлюди. И у каждого кавказского народа они есть. И для обозначения этого, ну, титанский эпос, это уже непонятно, потому что оно как бы более греческий оттенок придает. А когда ты говоришь нардский эпос, то уже понятно, это кавказский, то есть контекст. В чате срач идет. Как же меня эти наркотики задолбали, Господи Боже мой. Только и делаю, что я блокирую. 30 тысяч сообщений лимит у бота. Дюд, что у тебя с аватаром? Месяц только начинается, сразу лимит заканчивается. 30 тысяч сообщений он. За неделю, короче, они посылают. По-любому, товарищи мусульмане. Правильно спрашивают, Гурия, убери свою Гурию оттуда. Я же тебе сказал уже. Я же говорил тебе. Надень хиджаб, черт побери. Забить ее камнями. На ваш вопрос принятый Мурат опустил глаза, ничего не ответил. Они сейчас покорные, пока в плену. Да, что он сказать-то может? То, что он обосрался, попал в такую завязку. Своей головы нету, если в чужую никак не влезешь. Интересно, его свои заберут или нет? Да ладно, вряд ли. Они их там кидают, как пушечное мясо, и все. Они все у них там одноразовые. Ну, им как говорят, ну, если ты сдохнешь, попадешь в рай, ну, к гуриям, к своим. Вот. На самом деле им плевать друг на друга. Они там по большей части даже, вот как дядя Эдж его звали, да, он сказал, что они под наркотиками воюют. Поэтому, что он? Конечно, он ничего не скажет. Но в душе он понимает, может. Под наркотиками 90% военных воюет. Ну, а в чем прикол? Под наркотой воевать. Страха не испытываешь или что? Не знаю, не Наркота выключает разум. Ну, ребят, вы должны понимать, наркоман на войне – это потенциальный труп, покойник. То есть он вообще не осознает, что происходит, как. Он идет, мочит и все. Если только на тот, ну, рассчитано на это.
Так это Наркотики, смотря какой наркотик. да, разный эффект делают там. По-любому они не жрут же какой-нибудь ЛСД, там, не знаю, героин. Условно, если, да, там какой-нибудь будет опиаты, какие-нибудь опиум, то, конечно же, он не сможет воевать. А если какие-то стимуляторы, психоделики, которые дают больше такой, ну, выключает понятие о том, что ты можешь сдохнуть, и только инстинкты Предлагаю работают. тему котиков заморозить. Не знаю, правда или нет, но я слышал то, что скандинавы, вроде, они ели грибы, когда бились. Нет, неправда, это не Не, когда били, съели грибы, это, ну, чепуха. Это неправда. Грибы ты, если поешь, ты никогда не сможешь биться. Там один пантерный схавать, понятно, но чтобы какой-то эффект грибный был, не, это отравление. Это полностью, когда душа в пятки уходит, есть такое выражение, полностью у тебя нету сил даже встать. Вот что является грибным отравлением. Но есть вот эти пантерные мухоморы, не красные, а такие золотистые. Он больше, ну, дает агрессию. Один его схавать, ну, понятно, это будет агрессия. Но не такого эффекта грибного под грибами, чтобы там какие-то глюки, вот этот момент, переход в грибное состояние. В этом состоянии никто не сможет биться и даже на ногах стоять нормально. А пантерный, да. Я его ел один, это да, мощь. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Добрый. Хармат, брат, у меня к тебе вопрос есть очень интересный. Подскажи, ты веришь, что Иисус Христос существовал, жил? Давай начнем с этого. Ну, да, по историческим данным я признаю, что он существовал. И если, ну, по историческим меркам, таких доказательств, таких, скажем так, находок, или как они называются, токов исторических про существование чего-либо, столько как про Иисуса, ну, у нас больше ни о ком нету, ни о Цезаре, ни о других вообще, ни о ком, короче, как об Иисусе. Это самый достоверный персонаж из истории. Брат, еще один такой вопрос. Ты веришь в то, что его учение, то, что чему он учит, это не человеческие какие-то понятия? Типа, пример приведу. Благословите тех, кто проклинает вас. Ну, например, как можно благословить тех, кто проклинает тебя? Ответь, пожалуйста. Вот, да, само учение, которое в Библии описывается, да, от имени, скажем так, этого Иисуса, оно, да, оно не, скажем так, человеку не свойственно. Ага. Брат, еще вот ты все время говоришь, что почему Бог не отправил пророков. Это замечательный вопрос. Но я вот так подумал над этим вопросом. Ну вот, например, у Иисуса Христа пошли 10 учеников, которые, ну, по миру ходили и людям говорили, что Царство Небесное пришло, что Спаситель пришел, и они разговаривали все. Даже у меня вот подруга говорит, а на каком языке они разговаривали? Типа, как еврей может на греческом или на армянском или на другом языке как-то разговаривать? Ну, на 50-й день, когда на них спустился Святой Дух, они все начали разговаривать на разных языках. И, получается, они ходили. Не обязательно же, что именно пророк должен приходить к разным нациям. Ну вот, например, вот я по нации армянин, в Армении пришел Варфоломей. И с него содрали кожу живем. Вот ты веришь вот в эти истории, вот это то, что вот я сейчас говорю? Или это для тебя, брат, сказки? Ну, чтобы мы понимали, да, о чем разговор. Если что-то для тебя уже
начинается как сказка, да, значит, доказательства нужны какие-то. Ну, предъявить. Я понимаю, о чем ты. Смотри, есть такой, ну, например, король Артур. Исторически я признаю, что был такой король, скорее всего. Но уже дальнейшие легенды, что он там из камня вытащил меч Экскалибур, то был там рыцарь у круглого стола, 12 рыцарей. Это, как правило, вот солнечный культ, легенды, сказки, 12 месяцев в году, солнце, которое там главным является и так далее. То есть тут уже дальнейшие вот все эти моменты, их как бы я, ну, более скептически отношусь. Но признаю саму историчность, поскольку мы как бы люди научные, и если есть доказательства, мы как бы признаем. Хорошо, брат, смотри, Армения, я в пример своей нации скажу, Армения как официальную религию приняла в 301 году. Я вот слышал, брат, 2 месяца тебя слушаю, очень интересно, кстати, ты рассуждаешь, все логически, это для меня приемлемо все. Я расскажу коротко, но она история длинная, но я постараюсь коротко рассказать. Вот смотри, нету евреев вообще в этой истории, как Армения приняла христианство. Григорий Просветитель с Рима, его мама была христианкой. Он приехал в Армению, его взяли, заковали, кинули в яму. Это считается, я сам там был лично, это считается тюрьма, она где-то 7 метров в глубину. И после этого, как его кинули в яму, сестра царя увидела сон, что его брат был болен, и она увидела сон, что его брата, царя, может излечить только Григорий Просветитель. Она сон видела. И она же пошла через 13 лет посмотреть, жив ли он там или нет. И она увидела, что он жив там. И она помогла ему. И его брат излечился. Он, получается, вытащили его с этой ямы через 13 лет. Его там какая-то женщина кормила, Григория Просветителя. И его царь выздоровел и поверил, что это истина. И об этом всем писал писарь царя. Он про военные какие-то действия писал. И вот про это действие он тоже написал. Имеется в виду, это официально человек, служащий в правительстве, так скажем, да, у царя, в то время царь же был, во время царя, как бы это официальный документ считается. И ни одного еврея нету в этой истории. Вот Артем, брат, тут надо тебе познакомиться с дядей Эдом, он как раз тоже армянин Америки. Ну, это я говорю, вы сейчас в интернете можете зайти, ребят, все посмотреть. Ни одного еврея в этой истории, как эта страна приняла христианство, ну, ни одного еврея нету. Все армяне были. А ты в курсе, что первая история была с царем Абгаром, когда еще при Христе было, когда у царя сын заболел? Да, брат, это письмо, я читал эти письма, да, я читал их 7 писем, но они как бы учеными недостоверны или как-то так, поэтому я это и не говорю. Я говорю то, что вот, например, у царя Писарь, он, во-первых, военный какой-то учредитель был, он что-то про войну там писал, что-то про страну писал, и начал писать то, что Просветитель какой-то пришел, излечил царя. Это уже официальный документ. Вот это то, что, брат, ты говоришь, да, есть такое, 7 писем, по-моему, если я не ошибаюсь. Но ученые как бы их не признают. Я поэтому это не стал говорить. Слышите, да, меня, ребят? Да. Ну, это я пример, вот свою историю. А там сам был, где он в яме, там жил, я думаю, это 5-6 квадратных метров. Я говорю, как человек здесь? Я просто и в этом, это Араратская долина, я там служил, там много скорпионов, змей и все такое. Я думаю, как его не покусали? Ну, как он остался? Это тоже фантастика какая-то.
Артем, а можно тебе, да, вопрос? Да, брат, А, да. а как ты относишься к тому, что в христианстве вообще преклоняются перед иконами, крест носят? Очень плохо, брат, очень плохо. По-моему, это неприемлемая вещь, но это, понимаешь, это с христианством никак не связано. Человек идет, преклоняется. В Евангелии такого нету. Преклоняйтесь иконам. Полностью поддерживаю, полностью Это с поддерживаю. религией никак не связано, ребят. С религией это не связано. Я думаю, что эта часть язычества прикреплена к христианству. Может быть, брат, может быть. В религии я просто все 4 Евангелия читал, Деяния апостолов читал, ребят, по несколько раз Евангелие читал. Нету в религии такого. В истинном христианстве, христианство идет от Христа, правильно? Да, Это да, Евангелие. Там осуждает, даже не осуждается, а просто прямым текстом говорится, что не делайте, да, себе идолов для поклонения и кумиров. Да, есть такое. Да. И просто, когда у некоторых христиан спрашиваю, я говорю, почему крест носишь? Говорят, ну, потому что это память о том, что Иисус был распят на кресте, это чтобы мы помнили. Я говорю, а если бы в те времена автомат Калашникова был, его расстреляли бы, вы что, Калашник на шее Брат, носили это, бы? да, я с тобой согласен, это с религией, ребят, вот это эти вопросы, они с религией не связаны. Ну, кто-то может, я не знаю, крест носить, кто-то машину там сделать себе носить и сказать, это Конечно. с религией не связано. Я просто не понимаю, когда еще, знаешь, вот придумывают, храмы строят, какая-то там Матрона, женщина какая-то, и начинает Бога оставлять, и идут к какой-то картинке женщине там преклоняться. Это тоже вообще осуждаю. Да, брат, это плохо, я ничего не скажу, я и не говорю, что это хорошо, но это, я говорю, с религией не связано. В истинном Это с религией. христианстве отличается, знаешь, от государственной религии. Вот истинное христианство и христианство на государственном уровне – это как две стороны, знаешь, вот монеты, как говорится. Брат, я с тобой согласен, но а как истина должна прийти, если, допустим, вот мы смотрим, мусульманство мечом пошло, да? Ну а христианство, я-то сам смотрю, я-то христианин, да, ребят, мне очень интересны эти моменты. Вот я на примере свою страну беру, надо же со своей начать, да? Никого не убили, ну, может быть, конечно, там какие-то там, может, 5% язычников встали, может быть, я вот эти истории еще не смотрел. Их убили, может быть, это я не отрицаю. Язычники тоже очень сильно верили. Они жертвоприношение человека делали. Как бы с этим вопросов нет. Я другое говорю. А как истина должна прийти? Через государство. А как еще она должна прийти? Вот, допустим, ко мне пришло, я сон увидел, или что-то я увидел, или ангела увидел. Как я народу донесу там? Вот в России 150 миллионов. Это же должно же что-то случиться, чтобы до верхушки дошли, чтобы поверили они. Артем, нужно делать как Блиновская, успешный успех. Вот человек заявляет, что он обучает людей успешным делам. Вот просто стань успешным и готово. То же самое с религией. Приходит Мухаммед и говорит, смотрите, я супер успешный человек, я все могу, у меня прямая связь с Аллахом. Если что надо будет, я его спрошу, вам передам. Подчиняйтесь мне, потому что вами руководит Аллах через меня. Все. Достаточно. Я вам даже вот пример приведу, ребят. Я и Библию читал, Тору, да, так скажем, Тора, Евангелие, я отличаю их. Смотрите, пророк Давид, который считается святым у евреев, который от его рода родился Иисус Христос, он увидел женщину, которая мыла одежду, и так и пишется. И он убил его мужа, я коротко рассказываю, да, убил его мужа по факту и взял ее в жены. Это один пример. Второй пример Лота, который переспал со своими дочерями. Да, как бы у него 2 дочки были, когда с Содом и Гоморры его вытащили, ангелы. Я вот говорю, это грех для меня. Я считаю это греховным делом. Вот если мусульмане будут говорить, вот, допустим, вот этот момент, Мухаммед, это грех был. Да, это для меня допустимо. Человек говорит, вот это грех. Но когда человек говорит, например, этот пророк, он пророк, но он святой? Какой святой? Взял чужую жену, убил его, взял ее жены. Какой святой? Где ты здесь святость видишь? Это зачем вам верить в Писание сотни лет или тысячи лет назад, если, например, сейчас что-то случается, например, какие-то там зверства в Украине, да, вот заявляют журналисты, смотри, тут пришли русские, короче, и это самое, наделали зверств. Приходят русские и говорят, да нет, это все фейк.
И все, и вы даже видео не будете верить, потому что это можно сгенерировать. Если вы на видео, на котором видите, что кто-то кого-то убивает или там еще что-то делает, то как вы можете верить каким-то там писаниям, каким-то писюрам, которые можно было переписать на что угодно за сотни лет. И каждый себя объявляет каким-то пророком, толкователем, не знаю, там, связным каким-то очередным айтишником от Бога и так дальше. Имеется в виду, почему, ребят, я вот поднялся, чтобы пообщаться. Вот возьмите христианство, учение какое, да? Как можно молиться за того, кто проклинает тебя? Как это возможно человеческому мозгу? Это явно показывает, что кто это Я говорит, он объясню, не почему. человек. Нет, этому человеку было выгодно, чтобы люди были очень покорными, чтобы Надо они, даже иметь если такое их будут понимание, бить, чтобы это говорить, понимаешь? И такое понимание, это не человеческое понимание. Молиться за то, кто проклинает вас. так Ну, это ж кто-то задумайся, я тебе написал. что говорю. Нет, это ж Задумайся. кто-то Вот ты с написал, что ребенком Иисус идешь. именно вот так вот говорил. Но где факты, что вообще Иисус что-то такое говорил? Вот Евангелие Иоанна. Иоанн сказал, что Иисус сказал, и пошла понеслась. Моя бабушка сидела на вокзале, слышала, как ее дедушка, бабушка и так Нет, дальше. смотри. И все. Смотри, евангелисты, они свидетели того, что было. Они то, что видели, они писали. Вот это называется Евангелие. Вот, например, я ученик, я вижу то, что Почему говорит. я должен этому Ну, дай верить, что договорю, они да, то, мысль я, что видели, то я писали? мысль свою не договорил, а ты уже что-то говоришь. Вот смотри, евангелисты – это свидетели того, что происходило. Они что... Артем, брат, смотри, в христианстве это почему говорится, да, благословляйте проклинающих вас, да, то есть Бог хочет этим сказать, что не будьте такими, как они. Как Допустим, язычники, да. Да. как язычники, не надо, допустим, уподобляться нечестивым людям, да, допустим, ты будь светом для остальных, Да, да. понимаешь? Не, брат, я с тобой согласен, Если, но это не да, если ты не человеческие будешь светом для остальных и будешь такой же, как и он, проклинающий, в чем отличие? Никакого отличия не будет перед Богом. Да, Бог вот же это сердца Дело в видит. том, что брат, клятвы не если, работают. Вот если мы проклинайте смотрим... меня кто хотите, мне от этого пофигу. Вот прокляните меня, пожалуйста, кто может. Не, ну, брат, Понимаете, ты в сейчас чем какую-то дело? ерунду говоришь. Прокляните меня сейчас, кто говорит. Мы благословим тебя, дело не в этом. Дай Бог тебе здоровья. Возьми, Так, прочитай а вот мне эту от хуйню, этого что говорит, пофиг. Если что я буду говорит. болен, ваше здоровье от Бога вместе с Богом никак мне не поможет. Как благословение, так и проклинание никак не Харма, ты работает. здесь, брат? Давай я Вообще. с тобой пообщаюсь, а то начинается эта ерунда. Тигр, а ты видел, да, один ученый, когда делал эксперимент, когда взял 2 стакана воды и над одним стаканом он матерные слова говорил, да, оскорбления, а над другим стаканом благословенные слова, там, доброту, там, все остальное. И заморозил оба стакана. И в чем отличие было? Даже кристаллы воды, потому что слова — это вибрация, да? То есть даже вибрация слов повлияла на кристаллы воды. Точно А вы так же попробуйте повторить то же самое дома. Если вы и то покажете же всегда, что самое, это работает, я вам послушай, поверю. и то же самое, действительно, вот всякие неправильные слова, всякая гниль, плохое слово, да, когда ты в адрес другого говоришь, вообще из уст человека выходит, это на генном уровне человека меняет вообще человека полностью. Друг, вот это вот то, что ты говоришь, это документальный фильм есть. Они там разные слова говорят, и ислам, и христианство, и там Гитлер, и все это вообще, это весь документальный фильм, это фейк полный. 100% это фейк, потому что есть люди, которые проклинают миллионы людей, вот сейчас, в данном моменте, и им ничего не случается, они себе живут, отправляют войска в другую страну и так дальше. А есть люди, которые просто спят, и дом прилетает ракета. Учеными не одобрена, она учеными не утверждена. Вот. Так что если брать воду из 2 разных источников и поставить в холодильник, у них будут совершенно разные кристаллы. Вот. Так что это только гипотеза. У вас микрофон очень сильно шумит. Пожалуйста, выключите его. Когда не говорите. Харман. Алло.
Да, слышно. Брат, короче, вот я что хотел тебе сказать. По поводу, вот, допустим, вот моей страны. Я не знаю, ты знал об этом, не знал. Но это очень интересная история. Там никаких евреев нету. Вот ты говоришь, брат, еврей, я подумал, а на самом деле везде, допустим, может быть, где... Я начал изучать досконально. Брат, нету там никаких евреев. И почему сон увидела царя сестра? Почему сон увидела? Почему он 13 лет там не умер? Это яма, брат, 6 квадратных метров, 7 метров где-то в глубину. В интернете пробьешь, там фотографии есть. Увидишь. Не знаю, брат, по-моему, вот одно из доказательств. Я 100% уверен, в других нациях тоже такое будет. Просто я не знаю сейчас. Если, допустим, вот тебе или зрителям интересно, я могу через неделю опять подтянуться, да, по поводу разговора. Изучу и там, допустим, еще 2 примера приведу. Имеется, почему, вот я что хочу сказать, брат, я не думаю, вот говорят, поднимаются, говорят, вот авраамическая религия, вот я по поводу христианства только сейчас могу вот поговорить, пообщаться, вот я не считаю ее, придуманной религией или что-то, потому что я смотрю учение, а учение, как я смотрю, оно нечеловеческое, понятия нечеловеческие. Артем, к вам один вопрос по христианству. Призывает ли Бог то есть люди в своих молитвах, когда молятся Богу, не обращаются к Богу, есть ли призывание уничтожать другие народы? Вот в христианской вере есть или нет? Как еще раз? Есть ли в христианстве призывание уничтожать другие народы? Или... Нету, конечно, я тебе говорю, у нас говорят, благослови проклинающего тебя. Возможно, 50-й псалом. 50-й псалом изучите, пожалуйста. Это не христианство. Псалом это Старый Завет. Я объясню. Христианство это Новый Завет, который Бог отправил через Иисуса Христа, через Его Сына. Это Новый Завет для человечества. Если Бог сделал через Моисея завет для евреев, то через Иисуса Христа Он сделал Новый Завет с человеком. Это как бы договор сделал Бог с человеком. Любите ближнего своего. Вы знаете 50-й псалом? Слышали о такой молитве? Вася, тебе же сказали, что это Старый Завет, это лор просто для Где доказательства? В смысле? 50-й псалом молятся все православные, не знаю, церкви в данное время. Каждую службу. Все православные, да, все? Всех ты спросил, все помолились, да, при тебе? Харма, даже вот армяне, брат, нету ни православного, ни католицизма, ничего. Вот говоришь апостольское, говорят, какое христианство? Апостольское. Или говорят григорианское, через то, что из Григория Просветителя она пришла. Вот даже по поводу этого, мы даже армяне не по все. Для меня вот все христиане как христиане, да, допустим. Я с ними общаюсь и смотрю, вот у человека шизофрения или он нормальный, адекватный. Хоть католики или протестанты, или кто-то там еще. Но вы допускаете, что в молитве есть призыв уничтожать другие народы или нет? У всех... Да я тебе сказал, нет, Артем, Артем, я тебе больше скажу, у большинства населения планеты христианское понимание добра и зла, у большинства, даже у многих мусульман. Это микрофон. У кого-то микрофон очень сильно шумит, пожалуйста. От ветра, если вы на ветру где-то. Выключайте, когда не говорите, пожалуйста. Ну, я вам зачитаю слова из молитвы, что они не уничтожили народы, о которых Господь говорил им, и перемешались с ними. Вот как эти слова воспринимать вообще? Потому что это Старый Завет? Или что? Или там ошибочка по Фрейду? Это псалом из псалтыря, да, ты читаешь 10-й? 50-й псалом. В 50-м нет ничего. Там Давид кается в своих грехах. Алло, слышно, да, меня? Да, слышно. Пхармат, брат, зайди 21 псалом, прочитай, смотри, какое пророчество точное.
Псалом 21, там про распятие Иисуса. Получается, Давид 1000 лет назад родился. Ну вот это как пророчество идет, Псалом 21. А то, что вот вы говорите, то, что в Старом Завете Бог сделал Новый Завет с человечеством. Я не говорю, Старый Завет не актуален, но он актуален для евреев. Они не признают Иисуса. Слышите, да, меня? Алло. Да, слышим, говорите. Ну вот я этому мужику хотел сказать. Смотри, мы не обрезаемся, мы едим свинину, мы делаем то, что вот, например, мы шаббат в субботу день, как бы у нас нету такого. Это Старый Завет. Бог через своего Сына отправил для человечества Новый Завет. Ладно, Бхармат, брат, все остальные, я понимаю, тут про ислам идет речь, я просто хотел пообщаться. Спасибо вам, то, что выслушали. Всего вам хорошего. Пожалуйста, и тебе тоже. Хотите, Можно, прочитаю можно просто пообщаться? пророчество о Мухаммеде, хотите, из Библии? Похоже вот на него пророчество. Зачитать, нет? Исайя 42? Нет, Даниила 11:36. Лжепророк из пустыни? Нет, читаю вам. И будет поступать царь тот по своей произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Бог крепости, на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями. Вот это слово «дорогими камнями» я проверил. На иврите там вообще просто написано «камень». Камень возвеличит. Вот вам не кажется, это камень в кибле, который все устремлены в поклоне? Ну, да, без лжепророка, как бы, Библия, концепция Библии, она была бы не окончательной. Как бы есть закон пророчества о приходе Мессии, приход Мессии, а потом лжепророк, которого всякую дичь должен творить. И без него, как бы, без Мухаммеда, концепция была бы неполная, она, как бы, да, завершилась. Ну, там не это только пророчество, скажем так, да, для меня, в кавычках, пусть будет так. Про Мухаммеда, там много таких там. И про пустыни, из пустыни лжепророка, который волк в овечьей шкуре там. Это, если вы знаете, зачитайте, пожалуйста, чтобы я запомнил. Очень интересно мне всегда вот это. А вот кто пусть знает Библию, пусть помнит, о чем ты говоришь. А про лжепророка, который из пустыни, там, вроде этого что-то. Есть там? Где Христос говорит, не верьте, будут говорить вам, там Христос, в пустыне или в пещерах. И потом говорит, когда я приду, увидят все мой приход. Вот этот момент. Не. Именно лжепророк из пустыни, там, вроде этого, что волк в овечьей шкуре, что-то вроде этого там было. Я вот не помню. Всем салам алейкум. Армат, слушай. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи та'ала ва баракату ва салат. Оливье, винегрет, Цезарь. Говорите, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Вы в прямом эфире, вас слушают 100 050 человек, говорите.
Вылетел, не слышал про Цезарь, ничего, блин. Вот. Слушай, Кармат, я вот тебе такой вопрос хочу задать. Вот с точки зрения твоего мироубеждения, вот то, что ты все вот это прошел, да, вот как ты считаешь, э, нормально ли, ну, допустим, пить спиртное, не напиваться, а просто выпить? И нормально ли человеку есть, ну, допустим, не халяльное мясо, там, продукты и вот все остальное? Ну, ты как бы понял мой вопрос, я просто немножко его завуалировал. Ну, в смысле, никакого халяля, не халяля не существует. Это арабская культура, у них что-то кушать, что-то. Они верблюды любят. Иудеи верблюд запрещено кушать. У арабов верблюд очень вкусный, там самое главное животное в пустыне. Они без нее как бы там и так сдохли бы, там саранчу ели, ходили. Это их культура. У меня в культуре это, ну, в основном черемша и барашка. Маша Аллах, очень вкусное. Мы его едим. Хочу Машаллах, я там с машаллах. беконом. Бургер люблю очень. Бекон это, ну, такого вкуса я не видел. Попробовал вот беконом. Бургер, придающий вот этот вкус беконский, он отличный. Человек может кушать все, что ему нравится, все, что он хочет. В чем причина? В чем вопрос? Красавчик, я тебя понял. И вот такой еще простой вопрос. Тебе салат Цезарь нравится или не очень? Да, нравится, нравится. Все, спасибо. Спасибо, всем хорошего дня. Тебе нравится это, тебе не нравится это. Что нравится Амиру Кстати, вот Муминину? насчет, пацаны, вот насчет Ему нравится этих салам Цезарь. мяса, очень интересный есть стих в Ветхом Завете, когда фараон просит Моисея сделать жертву своему Богу. А Моисей говорит, если я сделаю здесь жертву, то, ну, якобы его осудят народ египетский. И он уходит в Египет и там делает жертву. Один из участников этой группы говорил, что якобы евреи делали жертвоприношение детей Богу. Но на самом деле, чтобы вы понимали, и египтяне, они возвеличивали в божество быка, вола, да, вол написано у нас. Вол это бык просто. И всяких копытных, да. А Господь им говорит, сжигайте их. То есть вот здесь нам надо поразмыслить вообще, почему так все. Свинота вот это запрещена, вот это, к чему это все было. Потому что в то время египтяне вообще в жертвоприношение делали именно свиней, потому что они жирные. А если вы обращаете внимание, где написано тук, то тук это переводится жир, надо сжигать на костре, чтобы был приятный запах. И вот здесь суть не в мясе животных, а вот в этих намерениях этих людей, которые приносят жертвы. Египет вообще описан в Ветхом Завете как Мицраим. То есть не Египет, а у него имя есть Мицраим. Что для нас, для читателей, уводит более глубокий смысл понять, кто такой Мицраим. А Мицраим это один из сынов Хама. А Хам это беззаконник от начала потопа. И вот здесь мы уже, читая, понимаем, что жертвы, которые делал Мицраим, вот этих свиней сжигал, ну, приношение Богу, а Господь говорит, сжигай их идолов, то есть вола и вот этих овец всех. И когда египтяне смотрели то, что творят евреи, для них это вообще было богохульство. То есть понимаете, да, вообще суть в чем идет вообще более глубокая, не просто читать надо, а вникать вообще, что там происходит. Вот я к чему закончил. Можно вопрос? Доброго времени суток, всех приветствую. У меня вопрос следующий вот к аудитории. Вчера, мне кажется, в обсуждениях этот вопрос частично затрагивался. Я вот хотел бы к нему вернуться. Именно вот в контексте так называемого вот покорности,
рабство, раболепство и так далее, да. Наверняка при попытке ответить на этот вопрос нас может увести там в область психологии или же общественной психологии. Так вот, вчера затрагивалось, вот как люди, да, вот, в частности, отказываются от свободы, от тех возможностей, которые им предоставляет цивилизованный мир, там, и так далее. Вот та парадигма, да, более-менее такая цивилизованная, европейская, западная, либеральная, демократическая. И они вдруг берутся вот, вступают, ну, берут как бы вот эти положения ислама, становятся мусульманами, вот особенно вот этой самой такой жесткой ветви, да, под названием салафизм, этого догматизма. Вот. Ну, мне понятно случай с мужчинами, да, почему? Потому что я считаю, что ислам, он довольно такой ультрапатриархальный, да, он очень ориентирован на мужчину. Мужчина там, ну, достаточно почетное положение, очень привилегированное положение занимает. А вот возникает вопрос с женщинами, да, вот почему они добровольно вдруг вступают в эту, скажем, секту, да, магометанства и соглашаются жить под этим нормам, берут на себя такое огромное количество ограничений и обязательств. Ведь если так посмотреть, ислам, положение женщины в исламе, оно же довольно презренное. Просто, ну, то есть женщина не может, там можно пройтись по пунктам, да, то, что, во-первых, ни один пророк не был женщиной, никогда не могли быть. Ну, там у шиитов, правда, есть, что там ангел Джибриль являлся к Фатиме, но это тоже такой очень сложный богословский спор внутренний. Вот, женщина не может возглавлять верховную власть, она не может быть судьей, она не может там, значит, быть имамом и так далее, да. Ну и непосредственно там то, что касается рая, там гури и прочее, да, сколько плюшек для мужчин. Вот, и, соответственно, вопрос, да, вот как женщины в этих условиях соглашаются, особенно вот тут на Кавказе я вижу, да, огромное количество, где они добровольно сами, вот принять на себя вот эту презренную роль. Ну, потому что там агитация идет, где все как предвыборная кампания у президента. Вот сегодня предвыборная кампания, плакаты, обещания и так дальше. А когда уже ты стал, принял религию, то ты уже проголосовал, понимаешь? Вот так оно плюс-минус идет. Я приношу свои извинения, я ошибся 105-м псалом. Плюс пусть любой, кто со мной хотел спорить, прочитает и поймет, о чем я в предыдущей дискуссии вел. Это самое. Что я имел в виду. А касаемо вот моих знакомых, например, которые приняли ислам, то они одним словом охарактеризовали любовь. Вот полюбила женщина, девушка мусульманина и готова за ним идти на край света. Все. Ну и смотри, с нее снимается огромная часть ответственности. Что она просто, Я к тому, по что сути, дома сидит, за детьми следит и все. Да, не надо никаких контрактов, бизнесов, развиваться, что-то открывать какие-то фирмы. Можно просто положить на мужа мусульманина, который все порешает. Но это же очень странная альтернатива, да, то есть, ну, наверное, среди женщин же тоже есть разные, да, то есть люди, есть, которые имеют амбиции, есть, которые имеют способности, там, умственные, интеллектуальные, но здесь они полностью ограничиваются. Нет у них возможности, то есть они все живут по каким-то общим стандартам, общим правилам. Вот там же Не могут. смотрите, как рекламируют. Смотри, мусульманин не пьет, не бьет, свинину не кушает, очень уважительный к родителям и так далее, и так далее. Там очень много рекламы, понимаете? А обычно, например, я знаю, русские, украинские женщины, они уже устали от этого, что муж какой-то алкаш, постоянно там какими-то там движениями занимается. Чести у него нет, совести у него нет, родителей он не уважает. А тут смотри, мусульманин придет, он уважает своих родителей, все будет в шоколаде, он не боится труда, он сильный человек и так дальше. И он Бога своего боится. И все, что как бы сказать будет против Бога, он этого нарушать не будет. Поэтому принимает девочка ислам, и все будет хорошо. Вот в чем реклама. Нет, я согласен, что роль пропаганды, она, конечно, ну, очень значима, да, безусловно. И другое дело, допустим, уже подрастающие девочки, нынешние, которые уже просто, ну,
это уже чистая индоктринация, да, то есть они рождаются уже, родители им с детства это уже все внедряют, они даже их одевание, вот, то есть полностью, да, то есть хиджаб даже там уже с 5-6 лет они ходят. Вот. Но другое дело, вот я говорю именно о поколении, вот, о нашем, о моем поколении, да, то есть люди, которые выросли в 90-х, они-то ведь вдохнули вкус этой свободы, да, они учились там, получали общее образование, да, они как бы жили в другой парадигме, и в какой-то момент они принимают решение, да, все-таки стать частью вот этой ветви ислама, уйти в это. Разве они не видят вот в сравнении, да, что было и как стало? Вот тут вот Они очень не интересно. нашли себя в обычной жизни. Нет смысла жизни. Вот смысл непонятен. Для чего здесь? Вот просто жить, родить детей и умереть. Вот ислам тебе вот предлагает истинную религию, и там будет много всего нового, что ты еще не понял. Потому что это светская жизнь, она, ну как бы ты пока работаешь, пока ты здоров, пока все нормально. Как только у тебя какие-то проблемы, все, ты залетаешь в долги и так далее, так далее, так далее. Все очень плохо. И Бог тебе вообще ничего не поможет. А тут, короче, тут другие дела вообще. Тут уважение, стабильность, 5 раз в день, молитва и так дальше. И люди ищут свое предназначение. Почему? Ну, в обычной жизни смысла нет. Вот для этой девушки. Ну, она там дожила, не знаю, 20 лет. Никого там хорошего не встретила, культурного и так дальше. Очень мало людей сейчас, ну, которых можно встретить, которые как бы не нарушают твои границы и так дальше. А тут ей рассказывают, что в исламе все по-другому. Это как на острове каком-то. Все четенько, все слажено. Все боятся Бога Не, до но тут мозга. важный вопрос. Ей рассказывают именно так, как есть в исламе, полностью раскрывая ее Нет, роль, так его же кто можно она есть. Или трактировать же как угодно. искажает. Конечно же искажать. Тут Хармат уже сколько лет Повтори, занимается. какой Да, псалом ты говорил? к примеру, Какой если псалом, вот, повтори? к примеру, вот, когда, ну, в исламе разрешено дубасить своих жен, всякие проповедники, короче, они пытаются смягчить это, как-то по-другому, короче, выставить, мол, ну, имеется в виду, и вот такого в медиапространстве навалом. Их роль, то, что они будут, у них в раю будет только один выбор, там, мужчина, они пытаются, да, ну, типа, мол, кто тебе, кроме твоего мужа, еще нужен, там, и так далее. Ну, короче говоря, это в основном они по ушам ездят, короче, женщины. Если женщинам будут рассказывать все как есть, то, что их ждет, короче, они, я не знаю, убегут, короче, схватившись за голову. То, что им обещают арабы, короче, после смерти, ну, на том свете. Не, но я, вот, допустим, довольно с интересом наблюдал и общался, то есть и я вижу, что как их сильно многих женщин разрывает изнутри вот этот когнитивный диссонанс, да, то есть с одной стороны мужчина имеет право там, иметь еще жен, да, то есть вот это полигамия там или как называется, да, то есть это разрешено, но с другой стороны они как бы должны это принять, да, то есть, ну, то есть это каноническое положение исламе, это вот как бы догма, это они должны с этим согласиться, но с другой стороны у них есть собственное, да, вот это представление о том, как должны строиться отношения, они должны быть моногамные, да, то есть никаких Так других жен и так далее. И вот у них внутренняя серьезная столкновение. Эти вот проповедники, Да. они и говорят, мол, мужчинам недостаточно там, блин, не знаю, 4 жены, конечно, про наложниц никто еще не говорит, но не близок тот день, точнее, когда и про них начнут рассказывать, короче. В основном и по ушам ездят. Им никто не говорит, как вот к нам заходят сюда в чат девочки, короче, и начинают, там, как сказать, себя защищать. Мол, у нас есть то, все, им скидываешь, короче, вот, типа, вот так-то пишут, так-то говорят. И они это не принимают. Ну, кто-то принимает, кто-то не принимает. Просто выходят, короче, не хотят об этом слышать, короче. Потому что в другом месте им этот бедуиноголовый совсем другие вещи рассказывал, короче. И вот так вот, в основном, это вот связано с тем, что им по ушам ездят. Хорошо, тогда в связи с этим возникает другой вопрос, да, если им искажает подлинную религию, подлинное положение ислама, шариат, то значит ли это, что они придерживаются вообще истинной религии, да? То есть не является для них, и это действительно отчасти на практике подтверждается, что для них ислам в нынешнем виде, да, они там одевают хиджабы, там черные одежды и прочее, выступает вроде, ну, какой-то, я не знаю, субкультуры, да, то есть они просто придерживаются каких-то вот этих атрибутов,
А в действительности, ну, это какой-то рафинированный ислам получается на деле. Многие даже из них не совершают молитву. Они просто как какая-то мода, веяние, да, то есть какие-то социальные нормы, Да, они их да, ты начинают прав, именно придерживаться. так. Да, вот пример приведу. У них это, ну, как ты сказал, они в плане религии, они в нее не углубляются, у них все на поверхности. Это вот это, короче, женщина, извиняюсь за выражение, дырка, там домохозяйка, короче, и такой, в этой роли, короче, им нормально. Некоторые с этим, ну, как сказать, не возникает, их это устраивает, короче. И, знаешь, с одной стороны, я вот не понимаю, когда женщин жалеют, короче, мол, вот, посмотрите, она бедная жена, там, четвертая и так далее. Некоторые из них им нормально, типа, что, они сидят, им там косточку кидают, через, ну, Четко когда как, сказал. короче, ну, хотя бы... Ну, конечно, это поразительно, да, действительно. Я давно это понял, что человек, он ведь не на самом деле, это уже, я же говорю, опять-таки нас к какой-то психологии вводит, что на самом деле он не всегда-то позитивно как бы воспринимает мир, а наоборот, ну, людям буквально нужны негативные эмоции, страдания. Просто многие действительно хотят страдать. Но это уже, я не знаю, там уже, это уже клей. Ты сам откуда, вот, ты где живешь вообще? Ну, так, да, типа, ты с Кавказа? Да. Короче, у меня Дагестан. вот такой момент был. У нас улица есть в Махачкале, 26 называется. И я там не бываю, там, ну, это такое грязное место, короче, где вот эти всякие, короче, собираются хахбушки, короче, и им подобные. И ахишки тоже, которые этих хахбушек ищут. И вот я вот один момент заметил, что там э, куча, короче, этих женщин в никабах, ну, там собираются такие, ну, как сказать, люди с деньгами, короче. Там заведения всякие разные. Идут, короче, туда-сюда, то в одно зайдут, то в другое зайдут. Я не понимал вообще, что вообще происходит, вообще, что они здесь делают, короче, что они здесь ищут, короче. А потом, типа, оказалось, что они ищут там себе богатых, короче, мужчин, короче, и они и готовы и третьими, и четвертыми женами идти, короче. Их вообще это, ну, никак не напрягает. И это, ну, короче говоря, ну, короче, они такие, да, ущербные, можно сказать. Не сочтите это там за оскорбление, там, за какое-то унижение Да, женщин. в Дагестане это вообще поразительная ситуация. Это для отдельного исследования вообще этого социума. И Мне вот то, понравилось, какое положение. сейчас я скину даже в чат, как чеченец, ему задали вопрос, и как он ответил, короче, про многоженство. Вот он вообще как мужчина ответил, короче, достойно. Сейчас я как раз в чат тоже скину этот ролик, можете посмотреть, короче, я не знаю, может кто-то видел его. Хорошо. Я тоже от Хармата узнал. Раньше даже не в курсе был. Ганнибал, ты сейчас в Дагестане живешь? Личные вопросы не задаем. Админ есть тут? Админы, личный вопрос, если человек задает, сразу обрубайте, следите, не забывайте. Хорошо. Сейчас они в Дагестане. Прометей, можно украсть у вас несколько минуток в разговор? Подождите, пожалуйста, минут 10. Я докушаю, приду. Ой, святое дело. Приятного аппетита. Я скинул, короче, этот ролик, можете посмотреть. Мне да, кажется, отлично, я или все посмотрел. молчат? Я как раз хотел сказать по поводу 105-го псалома. Там написано, с 34-й строки написано, что
Они не уничтожили народы, о которых говорил им Господь, и перемешались с язычниками, и их обычаев научились. То есть там в этом завете конкретно для отдельной нации, ну, как предыдущие спикеры говорили, для евреев, конкретно Господь обращается, что вот этих уничтожьте, с этими не мешайтесь, этих не учитесь. Хотя в целом, как бы, христианство, все люди у него равны, то есть всех Бог одинаково любит, все могут покаяться в любой момент и так далее, и так далее, и так далее. Но в своих же молитвах они четко, конкретно заявляют, что вот Бог сказал, тех уничтожить, тех на кол посадить, с теми не дружить, с теми не общаться. Понимаете абсурдность вот этого всего? И то же самое в том же исламе или какой другой религии присутствует. Ты реально сейчас заявляешь, что в молитвах люди говорят, почему все перемешали? Подожди, что, серьезно, что ли? Я скинул Вот в это чат читают в 105-й молитвах? псалом, Да, 34-я строка, 105-й псалом. в молитвах не используют все тексты Ветхого Завета. Ну вот, можно не использовать тексты. Это сильная молитва, как говорят христиане. Живой помощи называется. Вот есть здесь христиане, которые молятся живой помощи? Ганнибал, смотри, такой вопрос сегодня был со стороны. Вот здесь сидит эта женщина Эсфит. Она говорит, ну, по сути, она говорила по Корану, что делать, да, но вот, например, идет один лезгин, воюет там, да, за шариат, за Арабистан, там где-нибудь в Шаме воюет, а потом возвращается как бы к лезгинам. Что с ним должны, что с ним должны, что с ним должны сделать обычные лезгины? А что они с ним сделают? Вот последний полевой командир ИГИЛа был лезгин. Да, я Что с знаю, ним я сделают? знаю. Ничего не сделают. У нас много ребят уехало из районов. Раньше это был самый террористический район. Нам БТРами ворота сносили, короче. Если дома не было никого, короче, мы могли БТРом снести и начать шмонать дом, короче. Там с этими спецназовцами сколько раз хипиши были, короче. Болваны, бля. В районе, мать. Сульман Стальский. Жуан гада, жуан. Каля гада, каля. Ну вот Ганнибал, это действительно вот очень удивительный был период времени, когда им удалось травить непонятные какие-то конфликты, войны людей из нашего народа, да, которого никогда Конечно, туда никаких проблем не было. Туда столько молодых ребят уехало, столько здоровых, ну, таких заряженных пацанов, короче. Просто поехали и умерли. Ни за что, бывает же. Им там наобещали, короче, много чего. Заряженные ребята-то поехали и положили свою жизнь. Не пойми, короче, за кого, короче, там, за этот биомусор, короче, который там обитает. Вот эти вот мочепийцы, верблюжие. Не, но я слышал такую точку зрения, что Сирия, как бы, вот тот конфликт, который вспыхнул в Сирии, это в 2011 году, получается, в 2012, да, вот пик, то он как бы позволил вот этих всех уже, по сути, кого поразила эта ваха-террористическая бацилла, она уже проникла в ним в голову, соответственно, уже все как бы, да, то есть окончательно изменила их сознание. Она как бы позволила этих всех радикальных туда высосать и вытянуть из Кавказа. В противном случае они бы остались Не так, это сеть, пацаны. Они, ну, в большинстве своем, они, как сказать, в плане, ну, они не развитые, да, это сеть, они кроме там барашек, и приходит, короче, там появляется какой-то имбецил, короче, и им рассказывает о там о райских садах, о там о исламе, о том, какой он правильный, о Мухаммаде, короче. И у них нет альтернативы, они не могут, чисто из-за того, что они необразованные ребята, из-за того, что ну, у них знаний не хватает, их вот так вот тянули туда, короче. Там бывали моменты, что, ну, как я знаю, даже вот с наши пацаны туда ехали, местными этими арабами, короче, там, они с чем-то были не согласны, к примеру, и у них конфликты были, их там убивали, короче, казнили, но они против ислама. Все, давайте, пацаны, политику
не обсуждать, пожалуйста. Кстати, две точки зрения я услышал, что либо уезжали люди отбитые в Ахе, либо уезжали люди честные, но обманутые. Так все-таки кто уезжал больше? Люди уезжали за деньгами большими, поэтому под предлогом ислама заработать. Да какой заработать? И о чем? Хан, это же не политика. У нас сосед был лезгин, блин, а он был агитатором вот этой шняги всякой. Сколько молодых пацанов он потянул. У нас сосед был еще армянин. Его тоже потянул. Я не знаю, каким, блин, боком его спецслужбы начали преследовать. Он сейчас там за границей, блин, там остался. А этого агитатора замочили как собаку последнюю, блин. Все во всем деньгах, все вот это. Молодые пацаны вот так уезжают. Ну, я слышал точку зрения, что на самом деле, как бы, когда уже там политика поменялась, спецслужбы сами как бы позволяли им покинуть. То есть говорили, ну пусть уезжает, а там уже они понимали, что их там по-любому, если ждет смерть, чем они останутся здесь и будут вступать в эти ряды там лесных там и так далее, там какие-то группировки создавать. То есть, ну, я не могу 100% утверждать, но такая политика была целенаправленная. Потому что полагали, что они уже завербованы, они уже их обработали, все. Молодых пацанов вот так убивали. У нас был еще участковый такой. О, как раз это когда было, сейчас я тебе скажу, 2007 года. 18-летних, 16-летних пацанов начали обстреливать пятиэтажки. Все думали, что за это, как это. Он оттуда ушел из дома, сказал, что я в село поехал туда, в Азербайджан. И там родители знали, типа он туда, вот, типа уехал он туда. А в итоге потом этого майора замочили. Он, оказывается, агитатор этот, вербовщик был этих ребят. Не только этих, многих ребят в Дагестане. Замочили его где, в Дагестане или там? А? В Дагестане, в Дербенте. Замочили его именно на родине, да, не на войне? Не, я сам, ну, на работе, да, как его, у себя дома, короче. Такие делают такие места. Нет. Сарг, я Из-за поясню, этого это незнание вообще удастся. незнание религии молодых вот этих пацанов, все заливали в уши всякое вот это фуфло и пускали как мясо. Вот так бывает это все дело. Так эти черти на зарплате сидят, как катарской, турецкой и саудовской. Конечно, я еще, когда только это все начиналось в когда только начиналось в Лезгистане вот это движение, я здесь с чеченцами работаю, я знаю, я им говорю, к вам, короче, придет беда, я говорю, через Турцию. Ничего не будет, у нас иман хороший, я говорю, вот посмотришь, я говорю, как они вам сделают, я говорю, ты даже не поймешь, что там произойдет. Это все происходит, все, что в Чечне происходит, это турецкая агентура, вот эта всякая шляпа там все бегает. Плюс туда еще и азербайджанцы приехали со своими помидорами, блин. Самое интересное, нигде не услышал, что турки уезжают туда воевать. Да. У нас, я потому что знаю, что это все как происходило. Ислам, у нас тоже село, Дагестан не такой был, как сейчас. Все бородатые по колено ходят, такие вещи у нас не были. Все светские люди были. Нормально все. Как вот этот ислам вныхнул вот этот Дагестан. Соседа не признает, готов убить. Да, безусловно. Отец на сына, сын на отца. У меня тоже. Все вот это происходит. У меня у бабушки родовое село, я туда поехал, там по соседству. Только не говорите его. Да ладно, А мужик, смотри, Стха, мужик живет бородатый. Я говорю, а почему у тебя сын не ходит в школу? Он говорит, а зачем ему школа, ему Аллах даст знания. Есть такое, закроем эту тему, а то не то место, короче. Наоборот, тема интересная. Вот пусть люди слышат, куда потом одурманены уезжают, их просто там кишки на ветку наматывают, они там вздыхают просто и все. Действительно, тема неотделима от вопросов религии, никак не отделима. Это не политический вопрос, это абсолютно религиозный, психологический. Это в этой среде все это лежит. Эта тема именно это и затрагивает.
Конечно, это все, вот молчишь, вот так все происходит. Если раньше знали бы, как вот этот говорил, как его, вот здесь в чате, админ, когда раньше салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату, там вот это фуфло начал говорить, все на него с подозрением смотрели раньше. А сейчас смотри, как каждый ходит так, начинает выражаться, все ваххабизм навязали, всему Кавказу почти что, все. Но сейчас пик, Да, по идее, по закону жизни должен пойти отток. С пика всегда идет спад. Вот сейчас пик как раз этого пика. Знаешь, Потом, почему не из-за того, что там какой-то, ну, имеется в виду, я понимаю, о чем ты говоришь. Отток начал идти, потому что они поняли, что не будет никакого исламского государства. Они поняли, что их как крыс, короче, там, этих вонючих бедуинов с лица земли стерли, потом короче. в Вонючей страной. 2002 или 2004 году, я не помню, в Сулейманстарском районе, там пир был, я не знаю, как это перевести, вот этот пир, там кто может перевести вот это? Это ваххабиты взорвали, блин, пир, блин, и это не лезгинское, это не наше, короче, наш ислам, это вот так, там, короче, свои темы начали втюхивать. И потом молодые пацаны начали ходить, блин, 18 пацаны в армии не идут, паспорта рвут. Приезжают в Москву, начинают свои вот это фуфло гонять. Сроки дают большие, по 10, по 15 лет. За свои вот это идеологии, которые им навязали. Знаешь, вот в чем дело? Блин, я не хочу, короче, ладно, не буду я об этом говорить, если видишь, админа не поддерживает, ладно. Это с Россией связано. Это не, ну, короче, это не чисто ислам. Это вот с этой страной тоже связано, с местными спецслужбами. То, как они, короче, там нас обрубали. Это вот с ними связано в первую очередь. То, что они давали говорить, короче, нашим. Ну, Ганнибал, здесь это момент я помню, и всегда возникал вот этот вопрос, да, почти такая дилемма, да, то есть яйцо или курица. Это значит, вот Если эти что, радикалы, извини, пожалуйста, от Инкмар, извини, что вмешался. Если вы далеко зайдете, мы вам напомним. Так говорите свободно. понял. Насчет, смотрите, вот насчет вот того, что я хочу сказать. Короче, из Дагестана местные люди, скажем так, которые горели своей, ну, хотели поднять культуру своего народа, как-то, знаете, какую-то пропаганду вести полезную для своего народа, в общество это все понести. Это все обрубалось, короче. И с одной стороны, это было азербайджанское государство, с другой стороны, это было российское государство. Эти этим сдавали, те этим сдавали. И вот всех тех, кто голову подымал, они все там то в тюрьмах сидят, то еще кто-то. Там кто-то, говорят, взорвал, метро, говорят, взорвали, типа на наших свалили, короче, там посадили там кучу людей. Там один из них с нашего села, я с ним общался, он 15 лет отсидел. Но он тоже такой чуть странный, конечно, он на исламе, там такой чуть фриковатый. Он сам тоже людей тянул там кое-куда, короче. И вот так вот обрубали, короче, вообще не давали ничего, все, что связано с нашим народом, типа это там, с одной стороны, это вот и мусульмане, национализм, схватите своего отца, с другой стороны, эти мусора, короче. И вот так вот, короче, это все потихоньку начало глохнуть, короче. В какой-то момент мы с ребятами начали это поднимать, продвигать, там у всех флаги там лезгинские, там, тут, короче, все начали, короче, вспомнили, бля, то, что у них национальность, оказывается, есть. И и туда же влезли, короче, вот эти исламские вот эти проповедники, братья, национализм, это плохо, туда-сюда, короче, вот эту шляпу прогонять, короче. И вот так вот это тоже потихоньку. Ну, сейчас-то вроде еще более-менее нормально, как-то что-то держится, но вот они вот тоже обрубили, короче, эту тему. И потом эти же рассказывают о том, что мы русифицируемся, вот эти вот бедуиноголовые мочепийцы, вот эти мочу пьют, короче, с улыбкой на лице, в Саудовской Аравии ездят, вот эти имбецилы, короче, с одной извилиной, они потом нам рассказывают о том, что, типа, мы русифицируемся. И эти же дебилоиды, короче, нам же потом до этого говорили о том, что там схватите там своих там отцов за коренными зубами и так далее. Дебилы, отвечаю, конченые. Ганнибал, я согласен с многими моментами, но мне кажется, знаешь, в чем глубинная причина на самом деле? Я
ситуацию в Дагестане знаю, ну, не понаслышке, я хорошо знаю ее. Мне кажется, после того, как Советский Союз перестал существовать, то есть вот этот весь коммунистический проект закончился, то, соответственно, что такое Дагестан, да? Дагестан, на самом деле, это союз различных народов. То есть это разные национальности, да, то есть здесь, ну, ладно, Чечня, допустим, да, там моноэтническая, более-менее, да, есть национальные меньшинства, но это республика моноэтническая. То есть у них в целом общие какие-то традиции и так далее, да, то есть у них идентичность какая-то есть единая. В Дагестане все гораздо сложнее. Здесь много титульных национальностей, которые испокон веков, тысячелетиями, может быть, даже, они жили очень самобытной жизнью. И, соответственно, когда уходит глобальный имперский проект, появляется, то есть вот республика, и дальше, естественно, у народа существует вот эта потребность. Тем более это еще и было сопряжено с тем, что все начали переезжать в города, то есть пошла стремительная урбанизация. Люди начали жить вместе не в селах, не в провинциях глухих, да, в горах, там, аулах, а они начали съезжаться в города. Соответственно, возникает вот этот запрос на поиск общей идентичности. Кто мы, да? И вот здесь этой ситуации, вот этим окном очень хорошо воспользовался вот эта хардкорная версия ислама. Опять-таки, ислам не в широком смысле, да, ислам здесь был всегда, так или иначе, ну не всегда, но то есть он и до этого был, да, но он занимал определенную роль. Он просто А в вот воздухе именно вот витал. этот ваха-салафизм, да, вот этот, именно вот эта хардкорная вот эта версия ее, такая самая жесткая, вот эта сектантская, да, она как бы резко проникла и дала молодежи вот эту общую их как бы объединяющую идентичность. Она им сказала: вы там все братья, вы мусульмане и так далее, оставьте все это национальность, это все там и так далее, и так далее. Начали искажать историю. Более того, умудрились, дошли до того, что даже мифологизировали роль имама Шамиля, выставили его вообще ваххабистом. Я помню это прекрасно, да, эти лекции гуляли. И вот мне кажется, вот истоки того, что то, что мы имеем сегодня, да, это лежит именно в этой плоскости. То есть ты хочешь сказать, что в основном собраны вахи были в городе, а в селах оставались суфии и националисты, правильно? Нет, это проникло везде, но я имею в виду, что когда это начало масштабировать, набирать обороты, да, вот этот проект, как он назывался, вот это вот всеохнего банк подполья, да, Имарат, да, Кавказа. Это же был их не глобальный проект, да, превратить Кавказ в такой вот как бы халифат, да. Этот проект провалился, безусловно, он оказался таким утопическим, с одной стороны, и действительно многое молодежь, и здесь я согласен вот с нашим спикером здесь, то, что он провалился, этот проект, да, все поняли, что это тупик, да, но он успел сожрать энное количество жизней, да, то есть, до сих пор трупы покоятся там под землей, что со стороны людей, которые работали на власти, да, то есть служили в правоохранительных органах, и, соответственно, вот эта вся молодежь как бы оболваненная всеми этими идеями. Все, что связано с властью, это все мусор вонючий. Сегодня он твой друг, завтра он тебя, короче, в спину будет стрелять. И таких вот навалом у нас было, вот эти, короче, суперпатриоты, которым бабки скидывали, они себе хаты строили двухэтажные, короче. Ну да, Ганнибал, понимаешь, это же и тоже была благоприятная почва для вот этих всех вербовщиков, для этих всех давлатчиков, да. Они просто приходили к молодому человеку, действительно очень плохо образованному, да, с плохим критическим мышлением, и ему объясняли красивыми словами, речами, что ну вот смотри, какая несправедливость, видишь, вот люди там воруют миллионами, да, они строят огромные дома, а ты как живешь, да. Вот посмотри, что творят менты, да, там на бутылки сажают и прочее, прочее. Ну, я условно, да, сейчас как бы, да, какие они методы применяют. Ну вот посмотри на всю эту вакханалию, да, а мы тебе предлагаем вот что. И это, естественно, срабатывало. Слушай, а можете Да. рассказать про ситуацию в Карачаево-Черкесии, Адыгее, Кабардино-Балкарии? Там как, кстати? Просто слышим только про Дагестан и Чечню в этом плане, да? Но если Черкес есть в чате, в голосовом, то я думаю, может, он ответит. Понял. Я думаю, может, обладаете информацией какой-нибудь?
Это везде так, знаешь. Вот Я думаю, извини, пожалуйста, на данный момент черкесы, адыги – это самое толерантное в этом плане. У них языческие праздники проводятся. Ну, есть свои язычники, которых знают. Ну, они более цивилизованы в этом плане, я думаю. Хармат, вы покушали? Да, покупаю. Я с ваших дебатов украду у всех немножечко времени. Никто не будет против из мужчин? Говорите. Украду на секундочку ваше запатентованное слово, Прометей. Не осуждаю. За то, как вы, свое мнение имеете право высказали. Я просто не могла в тот момент говорить. Касаемо... А все человечество больное, правда? Каждый по-своему, но в чем-то больной. Насчет все-таки сказать, что моя болезнь, может быть, она имеет место быть, как и у всего человечества. Но что касается вашего мнения о том, что я больная, что нельзя судить всех, и женщин, и детей. Я 18 лет работаю врачом. У меня сейчас в отделении лежат дети, которые еще до войны у нас в Израиле лечились онкологические больные. Как до войны? Сейчас время буду опускать. До войны. Как и много лет назад. Все время. Дети лечатся. К ним подходит еврей, неважно кто. Врач, не врач. Вот их слова такие. Слава Аллаху, если Аллах позволит мне, чтобы я выздоровел и выживу, не умру от болезни. Я вырасту, я приду, тебя убью. Женщины, которые уродуются там в Газе мужчинами, приезжают сюда, делают пластику, уезжают в Газу, через месяц возвращаются, пытаясь в больнице сделать теракт. Сколько я повидала таких женщин и детей, не сосчитать, Прометей. Может быть, где-то, конечно, и есть здоровые женщины, здоровые дети, но не здесь. Не тот участок, который является Палестиной, он не является здоровым. Искать там здоровых женщин, здоровых детей, это как искать иголку в стоге сена, а иголку туда никто не положил. Лично я была уже трижды, получила ранение, и 2 из этих ранений последний год назад, это был 12-летний мальчик. Когда мы приехали в арабский сектор, обстреливалось со стороны Ливана, Хизбаллой обстреливались поселки, мы были в арабском поселке, мы оказывали помощь арабу. Вышел 12-летний мальчик и в меня стрельнул. О каких здоровых людях вы хотите здесь поговорить и кого вы ищете? Но я тоже больная, я не отрицаю. И за ваше мнение я вас не осуждаю. Да, я тоже прекрасно вас понимаю. Но все-таки при вопросе, такой провокационный вопрос, да, тоже поставленный. Я не совсем, конечно, доволен этим вопросом, сидя у себя где-то в теплой квартире, там, безопасности, без войны, там, в этом аду, творящим, живущим людям в аду, спрашивать там, такой вопрос задавать, он тоже как бы провокационный. Но все-таки отвечать на него лучше, чем, наверное, я не могу за вас отвечать, но я бы сказал, наверное, они там есть, но мы пока их не видим. И дети, и женщины просят, призывают нас стереть. Мы как бы действуем согласно международным законам, предупреждаем, прежде чем бомбануть. Они сами подкидывают своих детей. То есть как и есть, так же и есть. Тогда это уже более другой эффект. Когда при той политике, той пропаганде, которая ведется против вашего государства, да, при всей мировой леволиберальной вот этой ЛГБТшной призыва вас сложить оружие и дать себя изнасиловать и уничтожить мусульманам. Весь мир кричит об этом вам, да, почти что. Кроме, не считая Америки.
В этой пропаганде, я думаю, лучше все-таки эмоции чуть-чуть подвинуть и стратегически мыслить и отвечать четко по аргументам. Потому что это... Согласна. Согласна с вашим мнением. Но опять же, смотрите, наверное, приходит время, когда устаешь молчать, устаешь обманывать себя и окружающих и говорить, что будем надеяться. Наверное, сейчас то время, вы той же борьбой занимаетесь с вот этим всем радикальным исламом. Сколько лет мы говорили всем и сами себе в первую очередь, что да, мы надеемся, что там есть люди, которые перерастут, которые будут другими. А сколько времени можно молчать? Вот сейчас то время, когда я твердо говорю, что там нету. Учитывая, что для всех людей, кто не понимает, что такое Газа и что за люди там живут, это бежавшие со всего Ближнего Востока, кланы различные, принадлежащие к различным террористическим группировкам. Это Аль-Каида, это ИГИЛ, это Джабхат ан-Нусра и многие-многие другие. Это не те палестинцы, которые в голове у многих людей, которые являются коренными жителями этих земель. Коренными жителями тех земель, которые остались здесь при создании государства Израиль, являются граждане Израиля, арабы. Другие, которые ушли в свое время, надеясь то, что им братья дадут такие же права, и они будут жить как белые люди, ну, чуть-чуть, может быть, не белые, но, по крайней мере, являться гражданами тех стран, куда их позвали. Но их обманули, и гражданами не сделали, сделали уже в котором поколении, ни в одном, ни во втором, беженцами. Да? Вот это были коренные. И сколько из этих коренных убиты в Сирии, убиты на всем Ближнем Востоке. Те, что сейчас в Газе, не являются коренными жителями Газы, и тем более палестинцами. Это для общего кругозора людям, которые думают, что здесь те люди, которые принадлежат к этим землям. Нет, это прибежавшие террористы с Сирии, с Ирака и со всех других ближневосточных стран. Эсфира, можно вопрос вам? Да, пока за рулем можно. А вот как вы считаете, вы, наверное, расставите точки, а вот вы как считаете, насколько была правильна вот эта политика, которая оформилась, да, в 2006 году, когда Ариэль Шарон принял решение, вывел все еврейские поселения с территории Газы, отградили от вот этот анклав, да, то есть построили огромный вот этот забор, стену, ну и сказали, живите как хотите, да, вот они вот то, что на протяжении всего этого времени жили изолированно, и тем самым как бы варились в своем соку, вот там вот это брожение происходило, вот их собственной вот этой идеологии, и какая-то кучка людей там возглавила их под названием Хамас там и так далее. Вот насколько эта ставка была верная, что в конечном счете потом привело вот к 7 октября? Ну, я вернусь к вопросу касаемо Ариэль Шарона, что он сделал. Сначала отвечу, наверное, на то, что вам, ну, вы говорите, что это закрытый анклав, и они бедные, несчастные. Никто в округе, да, Иордания граничит, Египет граничит с Газой, ни одного палестинца к себе на работу не пускали. Вот как братьям, но не пускали. Они не были закрытыми. У них есть 2 выезда из Газы. Это через Египет, это через Израиль. В Израиле они постоянно находились на работе, постоянно лечились. То есть никто не был закрыт. Как вам это вот где-то Эсфир, я прошу прощения, уточню, что я имею в виду под закрытостью. Да? Я имею в виду не просто какая-то глухая изоляция, да, железный занавес, а то, что как бы Израиль оттуда вышел полностью и сказал, вот теперь вы живите как хотите. Да? То есть мы не участвуем в вашей жизни никак. Ну вот, возвращаемся к этому. Это позиция о том, что это не закрытая тюрьма под открытым небом, как это везде говорится, понятно, да? Они абсолютно спокойно перемещались и ездили по Европам. То самое, что сделал Ариэль Шарон. Это предательский поступок. Изгнали силой свой же
народ, оставив без домов, оставив эти дома палестинцам, то есть жителям Газы. Что они были бедные и несчастные, неправильно. Когда там был Гуш-Катиф, то есть поселение Израиля и евреев, этот маленький Гуш-Катиф приносил в казну 250 миллионов шекелей в год. Там были большие сады фруктовые, там были плантации овощей и фруктов, там были маленькие заводики по лову рыбы и переработке. Им оставили, на что они, в принципе, могли дальше продолжить и зарабатывать те же 250 миллионов шекелей в год. Помимо того, что им весь мир бросал несусветные деньги. Никто их не оставлял бедными и несчастными. Тут, мне кажется, я вопрос вот, у меня в в том, что голове не оставить бедными. укладывается. Сабр. Вот к вам попадают раненые из Газы, из Палестины, вы их поправляете, потом они говорят, что мы вернемся, взорвем. А что сделал Яхья Синуар? Он ведь тоже в тюрьме, находясь, болел болезнью, от которой должен был уже считанные месяцы и умереть. Израильский врач ему произвел операцию, причем на голову, на мозг, удалил ему раковую опухоль. Что он сделал, когда его обменяли после плена Шалита, сделка обмена? Он вернулся в Газу. Что он сделал? Он вернулся к своему делу. Несмотря на то, что их лечат, он не лечился в Саудовской Аравии или где-либо у братьев. Они возвращаются туда и делают то же самое. Они другого не знают, и другими эти людьми уже не будут. Это нужно тогда, как Советский Союз держал 2 поколения Германии в оккупации, да, чтобы 2 поколения Германии переродилось. Но нам же не дают такое сделать. Нам же не дают, чтобы мы их контролировали, как положено контролировать. Так, а как мы будем ждать других людей? Откуда? Откуда они родятся? Откуда они будут мозгами другие становиться? Надо их оттуда выжечь просто, и все. Не, он же задал вопрос, почему вы их отгородили от себя? Вы же могли как-то воздействовать на них, ввести свою пропаганду, я не знаю, показать им то, что там Хамас это плохо, там, я не знаю, как-то работать с ними, просто отгородиться от них стеной и ждать потом, не знаю, чуда какого-то, короче, и смотреть, что там произойдет, и после этого получить у себя, короче, там сбоку боевиков и называть потом их после этого боевиками, бомбить их и так далее, там, чтобы под эту бомбежку попадали и дети, там, и женщины и так далее, и тому подобное, тоже, мне кажется, не совсем правильно было с вашей стороны. Вы видели хотя бы это в интернетах, вы видели забор нашей границы с Газой? Ну, в сравнении хотя бы забор Не, я имею в виду Египта и Газы. именно Наш физический забор, забор. ну, Я это имею в виду в забор том плане, что такой, знаете, вот, он такой символический. Если бы стоял у нас, как египетская граница закрыта забором, знаете, как бы радостно было. А вся палестинская автономия у нас в заборе, который вам по пояс, вы перешагнули и пришли. Ну, что это за забор? все равно вы могли с ними работать, и ваша власть не захотела этого делать. А нам Непонятно никто не почему. давал, причем тут... Нет, наша власть тут ни при чем. Нам не давало мировое сообщество с этим работать. Нам всегда говорили, они бедные, несчастные, а вы их мучаете. А закрыли-то им забор, поставили в 95-м году. Это ж не с первых дней создания государства. Но забор поставлен был для чего? Потому что до 95-го года 15 терактов в день. Школы, автобусы с детьми, дискотеки с детьми. Любимое дело это там, где дети. Ну, устали, поставили заборчик. Но он смешной. Вот как она сказала, единственный действенный метод — это жестко взять все под свой контроль и перевоспитывать. Но если они это сделают, то они это сделают в ущерб себе, потому что их все начнут ненавидеть, там, ну, осуждать и так далее. Поэтому если они их могут исправить полностью, то только в ущерб себе. Это уже Эсфир, но все-таки же там же и была сделана неверная ставка именно на Хамас.
в том числе и Нетаньяху сделал ставку на Хамас. То есть он полагал, что, может, какие-то были договоренности, но там была и власть, и палестинской автономии, да, вот то есть, как она, ФАТХ называется и так далее, более умеренной. Но потом пришел Хамас, их всех сбросили, по-моему, с крыш домов, и они установили единичную власть. Ну, естественно, вот за 20 лет они просто перепрошили их, всех этих палестинцев внутри. Ну, смотрите, тот же, да, это было в начале 2000-х, когда ФАТХ уничтожал весь, Хамас уничтожал весь ФАТХ, в том числе палестинского президента Абу Мазана, которого и евреи спасли последним из его всей партии, которых уже перебили. Он последний обратился: спасите, помогите, вывезите. Вывезли. Изменился он, скажите? Вот возьмем даже этого Абу Мазана. Вот он сидит сейчас президент палестинской автономии в Восточном Иерусалиме. Он изменился? Человека можно исправить до 5 лет. Дальше бесполезно. Все. Просто надо учитывать, что это не конфликт Израиля с Палестиной, а это международный конфликт, скорее всего, даже религиозный. Вот, либо какой-то финансовый, потому что когда миллиарды долларов вкладываются в Палестину для того, чтобы она ненавидела Израиль, как бы вы ни хотели, что бы вы ни делали, вы ничего не сделаете, потому что вам просто это не дадут, как вот Свич сказала, в международном плане. Иран докопался до Израиля, кто может сказать? Они же даже не граничат. Так у них идеология не должно быть еврейского государства. Они называют... Ну, такая идеология у них в их... Чего? Откуда? Вот какой предпосылки этому? Между прочим, палестинцы, вот эти вот, которых наши кавказцы, ну, я имею в виду, мусульмане очень любят, да, поддерживают их, ВКонтакте очень много групп. Они в 80-м году уничтожили Ливан, который был жемчужиной арабского мира. Там проживали марониты, сунниты, шииты, там 11 конфессий, там армянских церквей только 2. То есть 2 направления. Жило тогда, все правильно ты говоришь. Да, да, и попали туда беженцы, их из Иордании выгнали, попали туда палестинцы, Ясер Арафат и его армия освобождения Палестины. И что они там натворили? В 80-м году началась война, которая до сих пор перманентно то появляется, то прекращается, но они уничтожили это государство. У меня есть знакомый с Ливана, который у нас здесь работает, у одного магазина автозапчастей, у другого кафешка, вот, и они оба сунниты, и они оба проклинают эту армию освобождения Палестины. И Ясер Арафат. Ты знаешь, если тебе интересно, есть такое понимание, о чем «Черный сентябрь» — это событие 71 или 73 года. Вот прям набери в Ютубе «Черный сентябрь», там точно такие же события хотели сделать в лагере беженцев, только в Иордании. Они хотели хашемитского короля убрать, и как с ними поступил хашемитский король. Вот посмотри, это очень интересно, если тебе эта тема так интересует. Ну, они такие убрали короля чуть позже, но убрали. Они его убили на лестнице мечети Аль-Акса, на святом месте. Они его таки убили. Почему наши мусульмане, дагестанцы, они просто рвут волосы на себе ради Палестины, которые ничего им не сделали хорошего в жизни никогда вообще, только лишь потому, что они ненавидят. Плевать им на Палестину. Евреев просто ненавидят. Про уйгуров вообще ничего не говорят. Просто потому, что евреи, и все. Больше потому что 24/7 в Инстаграме ролики, тонны роликов, где показывают грязных, окровавленных детей, женщин, разрушения и так далее и тому подобное. Вот поэтому они любят. Потому что в большинстве своем это простые люди. Так этот тренд не только среди дагов. Кто-то есть среди вас, у кого хорошо с математикой Пупкина? Почти больше, чем полгода назад проводилась в Палестине, в Газе, вакцинация детей от полиомиелита. Okay? По записям участвовали с нами с арабских стран волонтеры. Свидетельствовали того, что все ли мы сделали и не обманули. Так вот, привито, провакцинировано от полиомиелита в Газе, это, повторяю, чуть больше, чем полгода назад.
было 900 с лишним тысяч детей. У кого с математикой хорошо? Если даже взять 2,5 жителей сектора Газа, если из них 900 с лишним тысяч это дети, убирайте стариков, убирайте тех, кто уже не может рожать. Сколько детей убито? Кто посчитает? Посчитаем, ты за нас, пожалуйста. Из 2,5 Кто там? миллионов 900 тысяч детей, ты сказал? Я тоже не понял, что там. Провакцинировано, я сейчас не помню, 943, по-моему, тысячи детей. От 0 до 14 лет. Вот этот возраст. Если такое количество провакцинировано, ну не мертвые же, наверное, вакцинацию делали, согласитесь? А Так ты если имеешь в виду, такое что доля количество... детей среди населения Ну ты большая, да? говоришь к тому, что... Ты говоришь к Но тому, если что детей... Что не преувеличивают столько цифры, да? убито, а сколько Да, говорят на да, самом да. деле. Да. Там проблема в том, что Абсолютно на самом правильно. деле никто не знает, сколько там людей вообще живет. Они очень много приписывают цифр, чтобы им помощь со всего мира присылали. Поэтому там понять тяжело. Но мое мнение, конечно, там не убили столько людей, как они рассказывают, потому что за каждого убитого добавляются деньги, это очень выгодно. Там проблема в том, что это очень большие бабки со всего мира туда идут. И кто-то даже, наверное, может быть на этом зарабатывать. Но уже пару раз комиссия ООН, хамасовские списки о погибших детях, женщинах, уже несколько раз их поймали, что списки разнятся, и каждый раз, если в первом списке был ребенок, то в следующем списке это уже мужчина от 30 до 45 лет. Поэтому им уже сделали предупреждение о ложных данных, скажем так. А на момент начала войны в Газе было 1 800 000 граждан. Не 2, не 2,5. Я не понимаю, что они возмущаются. Ну, такая воля Аллаха. Вот сказал он, надо бомбить Газу. Вот. Подняли самолет и бомбят. Ну, это же Аллах принимает Аллах за решение. евреев. Да, вот что же это самое? Чем они недовольны, не понимаю. Между прочим, в Цахал служат и мусульмане в том числе, и нормально себя чувствуют. Ну, так вот, Аллах дал им такое, как бы, лицензию такую, вот, и все, и они работают с лицензией. Слушайте, у Израиля союзники мусульмане, Саудия и Иордания, которые сбивают иранские ракеты над Они небом пока Израиля. союзники такие, которые под ковром. Все пока под Они с вами- ковром. Открыто, они с вами открыто, союзники? ну. Еще пока нельзя открыто. Пока есть Иран, они с вами союзники. Ирана не будет, они Иран ненавидят больше, чем вас, если что. Сразу говорю. Ну, тут по факту, у Израиля там никогда не будет союзников. Просто они боятся вас больше, и все. Это проблема. Не стоит, как говорится, У меня, строить ложные надежды. у меня просто еще претензия к Израилю, то что вот, очередная претензия к Израилю, то что они провалили информационную кампанию. Они проиграли, по сути, они выиграли все там битвы там, и так далее. То есть они выигрывают на земле, они меняют реальность, но они проиграли информационную войну. То есть и вот эти весь Это пропалестинский правда. лагерь, да, как пропагандисты, Это- да, вот эти, да, они просто захватили умы людей, огромное количество, они сумели людей, огромное количество, миллионы людей, и включая большинство вот в Дагестане, да, это моя боль, как бы, да, погрузить в альтернативную реальность, убедить вообще в Вот других это вещах вы какие-то совершенно правильно говорите. Вот это есть правда. Вот ты знаешь, Израиль я такие, прекратил короче, информационно евреев работать очень уже уважаю. Извини, лет говори. как лет Знаете, 15 Израиль информационно изречение не одного философа, что у вруна есть куча вариантов, да, своей лжи, а у честного человека только правда одна. Правильно же? Да. Белых красок кто обучал? Знаешь, я Ложь вот должна хочу, быть чтобы настолько прерываем друг друга. чудовищной, чтобы приходилось верить не всем. Сфиль, я не знаю, можно этот вопрос задавать? Я думаю, короче, говорят, что игиловцев привозили в израильские больницы
как, по крайней мере, их высокопоставленных командиров, и там их лечили. Это к вам попадали там Крыма? агиловцы какие-то? Вроде порцов. Отвечаю на этот вопрос, но мало кто этим пытался ковыряться. Настойчивые люди могли бы понять давным-давно. Да, это было. Я объясню почему. С 1979 года, даже раньше, Израиль находится под санкциями. Вы об этом просто, наверное, никто не слышали и не знаете. Нам, в принципе, запрещено быть страной, которая бы работала на международном уровне военных каких-то, продавать оружие, да, и все. Соответственно, когда на нас положили санкции, изготавливать сами оружие какое-либо мы не можем. Вот в тот момент были наложены санкции о том, что мы являемся лишь только гуманитарной страной. И под этими санкциями вынуждают, чуть что, напоминают и махают перед носом этими санкциями и говорят: вы гуманитарная страна на Ближнем Востоке. Санкции видите, не будете выполнять, будет резолюция, наказание. Вот, пожалуйста, примите игиловцев и полечите. Хочешь, не хочешь, нам одеть колпак санкций от международного сообщества, выстрелить себе в голову. Я знаете, как это вижу? А, Только не как обижайтесь, тогда, пожалуйста, не обижайтесь, тогда Израиль но оружие производит и продает по всему миру? Ничего не... Или это Мы санкции раньше производим, были, сейчас в отменены? основном производство оружия у нас идет совместно со странами. У нас в стране не Не, так это не много совсем заводов. так. Вот есть такая компания, Elbit называется. Она производит Да, собственные да, ракеты есть, ТЭЦ. Потом есть. есть Это Рафаэль компания. правильно, Они какие-то сами ракеты, работают. Я говорю, как какие-то Они ракеты, работают очень активно и продают в Россию, система железного даже. купола, Рега, система железного купола остается, такие как ХЕЦ, железный купол, остается внутри страны. Они здесь изготавливаются. Поскольку если они выйдут за пределы, попадут в руки врагам, считайте, мы опять же себя открыли и нам нечем защищаться. Но большая часть это разновидность бомб, ракет. Это совместно заводы в Индии, Германии, в Америке. Это совместные наши заводы с ними. 50 там акций или Понятно. какие. У Спасибо себя мы большое. это делать не можем, так обходим санкции. Хотел сказать по поводу лечения игиловцев. Надо понимать, что Израиль был против асадовцев, против вот этой вот династии, которая там была. Поэтому у них был тогда общий враг с игиловцами. Ну, если вам рассказать секрет больницы, в которой... Оправдание. Если ты хочешь их оправдать, это вообще не оправдание. Если вам рассказать секреты внутри медицинских организаций, да, больниц, то в таких случаях, когда приводятся такие террористы и лечатся, крайне-крайне редко, когда присутствует израильский врач. В основном с ними работают арабы. Евреи отказываются, евреи в стороне. Но в крайних случаях, как возвращается Яхья Синуар, среди арабов не нашелся такой хирург, который бы произвел внутричерепную операцию. Да, делал еврей. Кстати, этому врачу отблагодарили шикарно, взяв после 7 октября, вернее 7 октября, в плен внука этого врача и убив. Вот такая благодарность. Теперь можно вот завершающий вопрос вам? Вот как бы глядя на будущее, а неужели вот борьба за умы вот этих детей Газы, детей, вы же сами сказали, что там после 5 уже бесполезно, до 5 еще можно, да? Вот борьба за умы этих детей Газа, она проиграна. То есть они будут вечно вот воспроизводить у себя там вот эту ненависть, да, как бы постоянно вот вариться в этом, этой индоктринации, да, которая... Или же есть все-таки надежда какая-то их вывести оттуда? Ну, человек такое существо, в какой среде живет и со средой может меняться. Пока это будет такая среда, изменений никаких в этих детях не будет. Это вам примеры
множество на Ближнем Востоке, палестинцы ходили в разные страны и что устраивали. Это же тоже когда-то были дети. Потом уходили в Египет, потом возвращались в Сирию, подросли в Ливан. Они же растут, дети, правильно? Мы же все когда-то росли и становились такими же. Это абсолютно нужно кардинально менять среду, чтобы из них сделать других людей. Исвиль, можно к вам вопрос? Вот мы сейчас говорим про жителей Газы и про то, что их можно перевоспитать в теории. А что насчет непосредственно жителей Израиля, арабов, мусульманского происхождения? Насколько я знаю, там тоже есть проблемы, и это учитывая, что они под полным контролем Израиля. То есть как говоря о том, что... Как можно говорить о том, что в Газе можно что-то сделать, когда есть проблемы даже в ситуации с внутренними арабами? Спасибо. А каких арабов вы точно сейчас или конкретно приводите в пример? Израильских или это палестинская автономия? Я думаю, израильских. Мне кажется, у них недостаточно лояльности к стране. Возможно, у меня просто дезинформация. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо. Касаемо израильских Да. арабов, то есть граждан Израиля. В редких случаях, когда находятся единицы, которые под какой-то кипиш встают и совершают теракт. В основном это прибегающие из палестинской автономии. Израильские арабы очень полюбляют междукланово сами между собой бодаться, убивать, приходить один клан к другому, убивать друг друга. Вот у них это. Им до евреев, в принципе, все равно. Ну так, по большей Я степени. понял. Не дошли, да, еще до... А у них не мы задача, у них, смотрите, у них кровная месть, которая не знаю со скольких времен, и те, кто приходят друг к другу в клан, убивают друг друга, они уже даже не знают и не помнят, откуда ноги растут этой кровной мести. Но старшие воспитывают, знаете, вот тот клан, у нас с ними кровная месть. За что, почему, когда, почем, ничего не объясняется. Все, вот сказали, тот клан, кровная месть с ними. Все, будем ходить друг друга мочить. Ну, хоть как-то так. Очень весело живете. Есть такое, да. Сказочная страна, А вы, если сказочная не земля. секрет, с какой республики в Израиль приехали, Советского Союза? Кавказ или, ну, или где-то другие республики? Нет, если говорить Ну, хорошо, касаемо не говорите, ладно. российской территории, то по маме я имею отношение к бывшему Советскому Союзу. Мама у меня корнями оттуда, скажем так, а папа нет, папа не оттуда. Ну, вы, в общем, не Это с Сибирь, Кавказа. Я оттуда. просто хотел это спросить, да? Нет, я не с Кавказа, но у меня очень папа, имеющий, так скажем, не то чтобы корни, но, наверное, ментальность Кавказа. Просто мне вот удивительно, почему вот таких рассудительных людей не приглашают на телевидение, а зовут постоянно каких-то там, как Хармат говорит, болтусов, вот, которые только в одну сторону дуют и все, и не дают второго мнения, рассуждения и понимания. Не, я никогда бы в политику не пошла. У меня там папа был, этого достаточно насмотрелись, натерпелись. Я нет. Ни за какие деньги, никогда в жизни. Не, ну почему? Мы, по крайней мере, есть сейчас надежда, то, что война закончится, будут такие меняться люди в правительстве, и надежда будет на то, что определенная часть Израиля будет протаскивать именно тех людей, которые прошли войну, которую понимают больше, чем вот эти все дармоеды. Вы знаете, я больше хотел ошибиться, но мне кажется, та война никогда не закончится. К сожалению, великому. Ну, по все войны я не говорю, я говорю вот нынешнюю с Газой. Хотя бы эту закончить. Что у вас там с хасидами? Вроде хотели призывать в армию.
Блин, вот иногда, да, жалко, что в политику не хочется, а иногда хочется. Хочется на 5 минут включить Голду Мэр, всех этих дармоедов разогнать на работу и в армии. Что они делают? Они на стульях попами своими ерзают. Пока им деньги будут отстегивать от казны, такое будет продолжаться вечно. Можно их назвать паразитами общества вашего? В квадрате паразиты. Сфиль, Зачем так тогда... не надо? Они же борются за вас. Вот. Нет, подождите, от них есть польза, они размножаются как минимум. Как мы знаем, либеральное общество не очень любит размножаться, а вот эти ребята с этим помогают. Часть из них уходит, как говорится, в мир, и Но, все. увы, к сожалению, важно не Все количество, а вин-вин. качество тех размножающихся, и что из них потом в будущем будет. А так просто для количества размножаться, то не есть хорошо. Нет, Кто-то я имею в что-то виду, мне... что они же, кто-то же из них все равно уходит из этого и уезжает учиться еще куда-то, или все остаются прямо при своем и дальше учат Тору И и тому единицы подобное. есть, которые осмеливаются, уходят, но от них отказывается вся родня, их начинает травить. Это тоже То есть жизнь в основном тяжелая. нет, не уходит. В основном нет. Нет, Понятно. терпят. А Слушайте, насчет я того, не что понимаю, они... у меня прерывается, я не перебиваю, ребят. Если перебил, извините, пожалуйста. А насчет того, что они молятся за нас, я вам так скажу, мне посредники не нужны, я сама могу, когда сочту нужным. Ну да, это я просто пошутил. А вот знаете, Сфиль, вот скажите, там в Израиле, да, вот показывают вот демонстрации, плакаты, ваше местное население, оно выходит за поддержку Палестины, и там стоп-вар, там пишут вот эти, остановите там то, остановите все. Ну, понятно, в каждой стране есть там какие-то маргиналы или люди с другим мнением. Вот лично вы что думаете об вот таких вот людях, которые, ну, видя вот это 7 октября, вот эти жутчайшие кадры, которые, ну, в принципе, по телеграм-каналам я так общаюсь с людьми оттуда, как бы, наверное, видели практически все или слышали о них. А вот что вы лично думаете о таких людях? Почему они, кто ими движет? Зачем они это все вот устраивают? И причем же они довольно-таки очень массовые демонстрации устраивают, если я прав. Вот. Ну, смотрите, начну с такой прелюдии, да. Бен-Гурион, создавая государство Израиль, мечтал, чтобы государство было таким же государством, как многие другие в мире. И такие мы его мечту исполнили и стали, как и все государства, в которых есть свои левые, свои предатели, свои фанаты, свои даже террористы, если хотите, и такие есть. Что касается тех, кто митинги устраивал, проплаченные люди. Как они по-другому, как своими словами, вот как только так сказать. Это проплаченные люди. Это не есть те, кто там маленькая горстка людей с ними участвовали, у которых действительно были в заложниках там родственники, дети. Лично я не ходила ни на какие митинги, хотя у меня двое 7 октября пострадали. Большая часть это были купленные люди. А А можно... кто их купил? А кто это качает? Это внутри страны или там американцы? Потому что вот показывают демонстрации там по несколько тысяч человек, да, вот эти, которые, безусловно, их семьи пострадали, их жалко, и да. А вот эти вот, которые там, кто вот это все устраивает? Внешняя или внутренняя оппозиция? Внешне. Как начали сегодня и вчера доставать документы, ну, американцы сливают, то есть компания Трампа, это были вмешательства компании Байдена и всеми уважаемого, которого никто не может пристрелить, Сороса. А можно вернуться в тему ислама, пожалуйста? Что-то это Ну капец. да, давайте. Спасибо, если большое, очень интересно.
Анти, ты тут? Да. Слушай, у меня претензия к тебе есть. Выслушаешь? Конечно, каждый день я послушаю. На все языки мира был переведен Хадис 1. Ты, видимо, против того, чтобы люди узнали правду. Я не знаю почему. Я про хадис от Ташкенти, о том, как правильно заходить в хату, как страдают наши братья-мусульмане. Что случилось? Почему ты против? Почему не выпускаешь его на русский язык? Да, есть такое. Виноват. Постараюсь исправиться в будущем, ближайшем. Обещаю. И раскрыть правду всем мусульманам про Саид Ташкент и как заходить в хату, иншаллах. Ну смотри, посмотрим. Да, ждем с нетерпением. Я тут пролетаю на ваши стримы, подсадила двух на работе, двух бедуинов. Русский понимают, потому что учились в России. Очень часто говорят, когда приходят, даже я не успеваю какой-то эфир увидеть, послушать, а они это как-то вот, видимо, скучно вечерами, делать нечего. Приходят, рассказывают, и готов расцеловать его. Ну, то бишь вас, не меня. Уба множится в самых неожиданных местах. Да, Пармет. Да. Даже не думал, даже не мечтал о таком. Харман, Ну, приветствую. Возможно ли задать вопрос? Да, можно. Абхармат, как ты относишься к язычникам? Нормально. Можно с Смотря юмором. каким Если, язычникам. Язычники тут тоже разные. если 3000 Если оборотов ты в секунду, язычник то майя, супер. если вы язычник и исповедующий язычество индейцев майя, то чуть-чуть с подозрением. Язычник — это тот, кто языком, да, работает? Ну нет. Типа Да, имеет свой язык. да. Слушай, Нет, язычник это передавали языком, а не буквами. Да, устная передача. И Ой, что за плохого свои- в том, за что... свою В шутку. английском версии, в латинице у католиков, по-моему, это пеган. Пеган, это как бы деревенщина, по-моему, да? Как бы поганый на русском говорят. От этого это. Я за свою шутку себя осуждаю. Извините. Осуждаем. Кстати, Анти, у тебя же такие ребята, как Халиф, ну, ребята харизматичные тоже, которые умеют общаться. Почему они свой канал не создадут, не будут стримы вести на обширную аудиторию? А что я буду тогда делать? А тебе жалко, что ли? Ты моему Кракену хочешь дать свободу, что ли? Независимость? Он красавчик тот еще, блин. Я уверен, он может даже тебя обойти по хайпу. Я тоже не сомневаюсь в этом, поэтому и как бы не хочу конкурента. Пытаюсь его как-то приблизить, с собой, короче, оставить. Масштабировать надо бизнес, масштабировать. Ромат, а вот где у тебя Согласен. объявление, чтобы, ну, знать, когда стримы идут? Потому что у меня вот очень многие спрашивают тоже. Вот. Я сам тут с твоей помощью вчера нашел эту группу.
Вот объявления где бывают все, когда стримы по ТикТоку и Ну, Телеграм? объявления, в основном ссылку я всегда на главный канал Telegram делаю. Все, спасибо. Для вообще удобства, чтобы знать. На все каналы можно подписаться. Telegram, TikTok, YouTube. В любом случае будет понятно, когда эфир. Включить уведомления. Уже Арман, 24 часа. а ты не 24 часа хотел идет, бы просто записать аудиокнигу, например, Коран прочитать в аудиоформате? Не, он и так записан. А где можно найти письменно закрепленные чеченские адаты? Ну, письменно закрепленные, как бы, по сайтам, по чеченским государственным сайтам можно найти. В основном так, письменно их. По-моему, закреплен. У меня в Телеграме есть, кто-то делал в чате примерный какой-то. Ну, расписывал, я его репостил. Там малая часть. Можно на сайтах найти в основном. А ты сам собираешь? Загуглить. Нет, это как бы... И до этого момента не было в этом необходимости, поскольку все родители передавали это детям, воспитывали своих детей. На сегодня произошел полный коллапс, поэтому, думаю, пришло время их всех собрать и записать. А вот этих оболтусов, которых родители не воспитали, в роду целом у них, короче, не нашлось чеченца, безродной вот этой массе, чтобы их вернуть на корням, думаю, надо уже записать, пришло время. Ну да, кодифицированный труд, да, всех чеченских адатов. Собрать в Да, этой да, форме. да. Я прошу прощения, можно вопрос? Вот я давно его хотел спросить. Я, к сожалению, не сильно погружался в эту тему, и на многих площадках, включая эту, я тоже не видел подробного разбора. Вот относительно положения в исламе по запрету музыки. То есть есть отдельные ролики, да, там и так далее, какие-то споры по этому поводу, но какого-то вот тщательного именно с позиции вот такой как бы критического отношения к исламу я, допустим, не встречал, да, именно по данному вопросу. На Кавказе это очень актуальный момент, потому что тут это настолько гипертрофировали это положение каноническое, хотя считается для каноническим положением, потому что если смотреть в Коране, там вообще есть, по-моему, один аят, я уже не помню, где сказано про какие-то праздные речи, да, то есть в ту бытность, видимо, была какая-то особенность, когда люди приходили, там, какие-то свадьбы или мероприятия, и читали какие-то речи, то есть, видимо, как стихи или еще что-то, да. И вот об этом описывается в Коране. Они это, естественно, притягивают, как сову на глобус, как всегда, да, и трактуют ее в пользу запрета музыки. Естественно, когда их начинаешь припирать, они начинают обращаться к хадисам и каким-то там, значит, источникам. И эти хадисы тоже на проверку оказываются слабыми, вот, потому что об этом говорят отдельно взятые ученые. И дальше уже остается только мнение каких-то авторитетных алимов, да, которые запрещали, да, то есть они возводили это вот запрет, музыку нельзя слушать. Соответственно, у меня вопрос, да, вот, а в чем действительно, чем им настолько неприятна музыка, да, в чем вот это генезис вот этого неприятия музыки и почему существует запрет на него? Это очень странно, да, то есть и здесь на Кавказе это вообще, в Дагестане, там сколько таких случаев в быту, да, там постоянно таксист кого-то везет, включил музыку, им сказали, убери это, там какой-то харам. В общем, это здесь такое, это тому приравнивается к такому бесчестию, безнравственному поступку, прослушиванию музыки. Вот в чем проблема? Ну, это часть вот этой лицемерии-то. Ну, человек оставил все жизненное, но он это, оказывается, оставил не для того, чтобы там как-то исправиться или как
каких-то духовных целях из-за любви к Богу, а чисто по каким-то своим целям. И когда другие радуются, это его бесит. То есть он себя ограничивает в чем-то, но духовно себя не воспитывает, потому что в исламе нет духовного воспитания. Там только практика и внешние признаки, ритуалы. Весь акцент на это. И, соответственно, у него нет инструмента защитить себя от ненависти к другим. То есть он уже, когда другие радуются, когда другие, он оставил курить, когда другой курит, это его бесит. Он хочет убить его, заставить его тоже, чтобы он не курил. Почему? Ну, потому что я же не курю. Я оставил курить, а кто он курить? И находит в этом плане сразу себе оправдание Аллаха. Прячется за Аллахом. И типа Аллах тебе это сказал, тебе не стыдно, траля-ля, короче. Но это полнейшее лицемерие, которое идет. Потом домой он пойдет, там жену будет бить, короче, несправедливость творит у себя в доме, короче. Где люди не видят, будет все, что угодно делать, а потом оправдывает себя, типа, ну, Магомед же сказал там, грехи свои не рассказывайте, скрывайте свои грехи. Типа в благих целях я их скрываю, я не лицемер, короче. А на людей я вот призываю к благому. Вот такая дичь, если честно, даже логически на нее как-то отвечать, ее обосновывать. Но это настолько животный уровень, что нам придется полностью отупеть, чтобы обсудить это. Превратиться в полных баранов, чтобы понять эту идеологию. Но это слишком тяжело объяснить сегодняшним нормальным человеческим языком для нормальных, грамотных, образованных людей. Рай, Лил Блэк пошла. В чат не вышло оповещение. Капец. Рай, Лил Блэк, скажите, пожалуйста, что-нибудь. Всем доброго дня. То, что Парма сказал, там есть другая сторона, почему в исламе музыка, песни, все это запрещено. Сама исламская идеология, это идеология, мы все об этом уже убедились, которая стирает твои национальные корни. То есть, если ты муслим, то ты не должен помнить, не имея своих корней, ты должен быть мусульманином. То есть, что я хочу сказать, что через люди и народы во все времена через песни, танцы передавали свою историю поколениям, свою самобытность, свою культуру. Это не просто песни и танцы были. Там в этих выражалась твоя идентичность, в конце концов, как народности, как национальности. Поэтому для ислама это один из врагов, потому что с такими песнями, танцами ты никогда из него не сделаешь муслима. Тем более нашими танцами, песнями, где передается дух чеченца, я не знаю, самобытность, культуру. То есть это поэтому и запретилось. Если муслим поет, то он должен петь, я не знаю, это заунывный плач какого-то бедуинского араба, где восхваляется какой-то падишах или шах, или какой-то, я не знаю, какой-то араб древности. Вот вся причина запрета. Я это так вижу. Кстати, в исламе вообще никакого нормального творчества нету. Только и можно написать стихи, и то желательно об исламе и так далее. Музыка нельзя, рисовать нельзя. Ну, можно, но там без образов. Ну, короче, ничего ты не нарисуешь. Поле ты можешь нарисовать или облака. Все. Тут, конечно, они немножко проигрывают, потому что это сильный инструмент для расширения, как говорится, своей умы. Статуи тоже нельзя. Ну, ничего нету, никакого творчества вообще там ничего нет. Творчество у них только в истреблении и унижении. Ислам в этом не проигрывает, вы ошибаетесь, потому что так называемый золотой век ислама, который был, он же не за счет исламской религии был, не потому что арабы такие продвигали, потому что они захватывали территории и
все прислали то, что было на этих территориях. Все ученые так называемого ислама, тот же Арам Хаям, это не араб. И никакому исламу он не имел отношения. С его мировоззрением, с его взглядом, с его изречением тем более, понимаете? То есть ислам не теряет. Он может захватить территорию, захватить народ и все присвоить себе. И медицину, и науку, и все, и все. Сегодня арабские цифры, так называемые, это же не арабские цифры. И много-много, кстати, другое. Все присвоено. Всех приветствую. Можно спросить у Хармат, алло, слышно меня? Да. Вот часто в дискуссии с мусульманами я раньше не замечал такого, но все вот говорят одними и тем же сформированными фразами. И всегда они говорят одно и то же. Где у тебя инструкция для жизни, что делать, а что нет? Честно сказать, вот меня обескураживает этот вопрос. Я не знаю, как на него, он настолько кривой, что я не могу на него ответить. Потому что, ну, интуитивно ты понимаешь, что плохо, а что хорошо. Вот, просто как это работает у них, то есть действительно ли они думают, что нужна инструкция? Ну, это арабское мышление от тебя, они тебя спрашивают, где твой хозяин? Но ты спрашиваешь, ты призываешь нас оставить хозяина, быть свободными. Они не понимают это, слова, их мозг, их разум не распознает это. Они не могут, их мозг тормозит там, они проанализировать его не могут. У них есть хозяин, который говорит, как им срать, писать и так далее. Без хозяина, который четко им будет указывать, что делать, они не смогут жить. Им нужен хозяин. Единственный шанс их чуть-чуть развивать дальше, чтобы, ну, показать им, что есть жизнь без хозяина. Чтобы хотя бы сначала у них было понимание, что есть люди, которые живут без хозяина, которые сами решают, что для них хорошо, а что плохо. И никто им не указывает. Вот тогда они уже будут понимать, что есть другая сторона, и можно будет работать с ними. Ну да, само познание этого мира формирует в тебе внутри какое-то, ну, отношение к этому миру. И когда меня спрашивают про инструкции, я вообще понятия не имею, как на него ответить. Ну, потому что это само по себе разумеющаяся ситуация. Вот. И также... Ну, вот ты должен спросить у него, а у тебя есть инструкция? Он скажет, есть от Аллаха Всевышнего. Спрашиваешь, какие доказательства, что оно от Всевышнего? И на этом все. Кирдык, ультрем, шишка, капец, конец, все. И он будет в ступоре. Потому что эти вопросы, которые переводят они в стрелки, типа, они всегда задают вопрос с утверждением. Типа, у них это все есть, а у вас есть ли это? Нет, подожди, где это у вас? У вас этого нету, чувак. И заново возвращаешь вопрос и внимание на него. И на нем и дальше продолжаешь разговор. Ни в коем случае никогда нельзя давать мусульмане переводить стрелки, аналогии и так далее. Лично с тобой диалог. Отставь свое. Ты же утверждаешь, что твоя религия истина, что она для всех, что все должны ее принять, что там все добро и зло, что оно от нашего Творца. Да, давай доказательства. И дальше уже противоречия из этого, лжепророчества и все то подобное. Ну да, доказательства же одни у них, извините, сейчас перебью последнее. Ты же знаешь, это эмбриология, орбиты и так далее. Вот один вопрос. Представь, что это 100 лет назад, и современная наука еще не утвердила там по эмбриологии, по орбите и так далее. Какие, интересно, у них были доводы и доказательства божественности Корана? Вот какие вот, мне интересно. И это совершенно верно, но и эмбриология как раз-таки идет против них. Нету такой эмбриологии. Да, я знаю. Просто они натянули ситуацию. Это первобытное. Да, поэтому ты растягиваешь, дальше уже с этим работаешь. Хармат, можно вопрос к вам?
Можно, можно. Спасибо. Как вы думаете, что такого сделали свиньи или поросята вот пророку, что он через аят или через что там запретил полностью их кушать? Ну это же как бы самый простой способ вырастить мясо, нет? То есть и сало там есть и так дальше. Вот и много, как бы им не нужно много каких-то вещей для того, чтобы они вырастали. Почему это было запрещено до сегодняшнего дня? В пустыне свинью сложно Пророк держать. ничего не запрещал, он просто следовал примеру к чужим. Да, чужим. да, он просто иудеям подражал, но я буду чуть еще круче, короче. Тот же самый рай, который иудеям что сделали свиньи, что они не кушали их? Потому что это мясо в пустыне быстро портится, свиное мясо. Иудеи поступили согласно логике, поэтому они это мясо запретили у себя. А Мухаммед, увидев, что они запрещают, последовали. Ну, в то время, как вы могли еще людям что-то запретить есть, тем более, через божественное предсказание. Вот и все. Все очень логично поступают люди в то время. Бог В запретил Ветхом все это. Завете, в Левите, там это заповедь для иудеев не есть свинину. Это мы поняли. Ну да, потому что люди, знаете, время трудное, тем более пустыня, голод всегда, люди не доедают. Конечно, человек голодный съест все. А вот если Богом запретить, для меня это уже будет, для него будет дилемма. Хорошо, а как они тогда ответят, что почему Аллах создал эти свиньи? Ну и как бы хозяйственные, и дикие есть свиньи. Господь неисповедимый, дорогой ты мой, очень простой ответ. Чисто этим можно все оправдать в этой жизни, реально. Аллаху алим. Или как муслим говорит, Аллах лучше знает. Черная собака, чем ему не угодила? Кто? Жалуйся на Аллаха, чтобы он все знал. Черная собака, почему плохая? Ну, А там только цветные собаки, черные, по-моему. Может быть, Мухаммеда покусала его в жизни, или он его напугало. Почему он сказал насчет лошади, знает, тоже самое ненадежное животное, это ложь, потому что она его скинула, и он ее не возненавидел. Да Бог знает, что ему там в голову пришло в тот момент. обидчивый дядя. Мне кажется, в современном мире он был пациентом у психотерапевта. Тут был вопрос, что доказывает божественность Корана. Я вам скажу, то, что там написано, земля распростертая, что солнце уходит в омут. Какие вам еще нужны доказательства? Не понимаю. Прекрасные Слушай, доказательства. Помоги, пожалуйста. Вот если я тебя правильно услышал, ты сказал, что лошадь тоже, да, что-то там не угодило. А я просто вот разговаривал, мне прям рассказывают, прям что-то там приводят о лошади, это такое священное животное. А у тебя есть какой-то хадис вот с лошадью связан? Или аят там? Есть хадис. Он, Если лошадь, ты знаешь просто номер, скажи, лошадь. пожалуйста. Харма, Или ты скинь здесь, мне дай лично, ему номер. пожалуйста. Я не знаю номер этого хадиса. Хармат, может, знает. Хармат, У меня вы просто здесь? прям такой диалог был Да, насчет этого. есть, я здесь, есть такое. Ты, Сначала пожалуйста, он можешь сказал, это? что в лапе баракат никогда не покинет лобок, точнее, лобок или, не лобок, вот этот, как это, лоб лошади. А потом уже, скорее всего, после того, как его скинуло вместе с его женой или наложницей лошадь себя, там уже есть хадисы, где он говорит, если есть дурное предзнаменование, то в лошади, в доме и в женщине. Это Сунан Абу Дауд. 4-3 хадиса. Какой номер ты говоришь? 4-3? Не номер, а 4-3 хадиса подряд. Номер сейчас Ага, скажу. хорошо. А тут еще стоит Сейчас вопрос скажу в том, тебе.
почему вообще лошадь создание Аллаха скинула посланника его? Это очень странно звучит. Потому что лошадь очень хорошо чувствует сущность Но вот если с точки человека. зрения ислама рассуждать, то почему вообще лошадь скинула посланника Аллаха, создание Аллаха? Да плохой садником был. Лошадь чувствует страх, как и собака тоже. Вот если ты боишься Сунан ее. Абу Дауд Это неверующая 2481. лошадь была, кефирская. 2481. 2481, да? Да, да. Спасибо вам огромное. Слушайте, такое дело. Да, Подумайте, спасибо. каким должен быть человек по своей природе, который вот свои вот страхи приписывает божественному или Богу, я не знаю, или кому угодно, но сами подумайте. Мелочно. А вот он немало, по-моему, таких вещей приписывал. Вот даже вот этот момент я еще, когда мусульманин был, тоже не понимал, почему, когда там проходили мимо кладбища, и он там сказал, что человек сейчас мучается в могиле из-за того, что не очищался, после малой нужды. То, что на одежду попадала моча. То есть я думал еще, как настолько может быть Всевышнему до этого дела? Но это же по-любому он просто этот бред какой-то сказал, просто выдумал. Да, Понятно, он это еще сказал понятно, так все выдумал, смешно. да. Но... В этой могиле сейчас мучается человек, который из-за поступка которого так легко можно было бы избежать. О, посланник Аллаха, что же это за поступок? Это попадание мочи на его... Что эти вещи? Что-то тюремные какие-то эти понятия пошли. Попадание мочи. А если по-другому посмотреть на это, может быть, в то время это была большая проблема в этом обществе. Вы понимаете, да, вот попадает все время моча, вы же понимаете, в пустыне жарко, и это вонь, в конце концов. Может быть, И таким еще образом... учитывая, что халат вообще стирать нельзя, короче, он сразу рушится. таким образом- Вообще стирали. Да. Это может тот же самый способ людей привести к каким-то вот таким, да, вот гигиене посредством божествления, то есть посредством божественного запрета, как иудеи в свое время запретили свинью. Тот же самый метод. Да, как нельзя жениться на матерей, короче. Через религию надо было объяснять, иначе, короче. Женились на матерей поголовно, короче. Очень смешно, когда они говорят, чтобы закон был, должен быть какой-то там, поступок совершен, действие совершено, и как запрет после этого бывает, короче. Там пили, поэтому сказано не пить. И тут, когда, очень смешно приводить этот аят, вам запрещены ваши матери. Значит, матери были разрешены до закона. Потому что при Ухуде, там сказано, точнее, при Бадре или при Ухуде, многие люди были пьяны и умерли, будучи шахидами. Он же пить запретил какой-то там через 10-15 лет где-то. А до этого они нормально бухали себе, нападали на караваны, короче, джихад свой совершали, будучи бухими. И шахидами умирать. Господа, интересует хутба от Заури, или вы его заблокировали полностью? Короче, там вообще Да часто еще. прослеживается что-то, где это видно, что это как будто представление какого-то одного человека, может больного, может не одного, но там то на запахе, вот тоже там много акцентов на запахе сделано. Я сейчас не помню точно все эти хадисы, но там вот даже то, что женщина, если вышла надушенная, она шлюха, там еще какие-то там с чесноком, если ты зашел в мечеть, то там то все, короче, много. Это просто как будто реально один человек, его какие мироощущения, и он это все в религию вкладывает. Или Да, там... Таймас, это логика одного больного аморального бедуина, если коротко сказать. Вот Да, все. и там даже вот, я сейчас точно не помню, по-моему, еще там гурии, когда описываются, есть моменты, где они описываются, что там будут видны их кости или костный мозг, что-то вот такое даже через их тело. Я не знаю, до чего нужно было дойти,
По-моему, есть такое. Ребята, я очень извиняюсь, вот 21:48, да, там нету этого, но, Какой пожалуйста, если не 48? сложно. Ну, как сказали? Боже мой, сейчас. 24:81. Сунана Будаут. Да, вот 24:81, да, это правильно. Не могу найти, там вообще другое что-то написано. Можешь мне ссылку сбросить, пожалуйста? В Коране гури сказано, кожа гури будет прозрачная и приводит сравнение как шафран. Насчет костей я не знаю. Я просто слушал тогда какого-то шейха. Ну, я не помню ни хадис, ничего. Ну, что-то такое слышал. Кстати, при Ухуде в итоге что сломалось? Зуб или Айша пророка? Ну, если следить логике, Айша не могла сломаться, это не предмет, мой зуб сломался. Тут-то фиг знает. Я сейчас посмотрю, что ты. Где. Заури в чате пишет, чтобы ты его добавил в чат. Он хочет вопрос задать. Ну, пожалуйста. Приветствую, Пахармат, еще раз. Мы с тобой вчера общались. Ты мне озвучил свою позицию относительно Бога. Ты сказал, что ты не знаешь ничего о Боге, правильно? Тебе бэкграунд музыка играет, выключи, пожалуйста. Ну, я извиняюсь, просто такие условия здесь, я не могу отойти. Я задал вопрос, я думаю, его слышно было. Тебя вообще... Какова причина твоего интереса моей веры? Но ты можешь ответить Тебя на вопрос, каким, тебя тебя интересует. каким В чем боком проблема? вообще На сам вопрос. касается того, что я верю? А почему тебя касается того, что мы верим? Очень хороший вопрос. Потому что вы утверждаете, что то, во что вы верите, это истина. Ты тоже И утверждаешь. даже нужно воевать тех... Нет. И Ты думаешь, даже что нужно мы верим, что это не воевать и истина? убивать против тех, кто... Конечно, истина – это русское слово, то, что соответствует действительности. А то, во что я верю, это вера, а не то, что Ты соответствует считаешь, что твоя действительности. вера соответствует действительности? Правда или ложь? Ты веришь в это или нет? Считаешь так? Понял, вопрос здесь противоречие, как вера может быть соответствовать действительности. Ясен. Ну сам Да. пойми, вот задан вопрос. Нелогично, противоречивый. Я могу, Вера и пожалуйста, действительность. это продолжить Ему диалог с разницы нету, Пахарматом? лишь бы задать вопрос. Не, смотри, Пахармат, ты говоришь, что наша вера не соответствует действительности, правильно? Она соответствует действительности, потому что это Нет, я истина. не говорю, что А ваша в то же вера самое время... не соответствует действительности. Я говорю, что ваша истина, в кавычках, не соответствует действительности, которую вы утверждаете и несете в мир. Какого вообще, каким боком тебя касается вера, я вообще не понимаю. Аллах ему не может выключить музыку, чтобы он пообщался нормально?
Хорошо, вот смотрите, в Коране сказано, что земля распростерта на рыбе ун. И в это верят муслимы, да, пускай будет Степан, верят муслимы. Это действительно соответствует, скажите мне? Кто-то есть тут, который скажет, да? Почему меня перебивают? Ребят, Не дайте я договорю. обижайся. Мы утверждаем, да, мы утверждаем, мусульмане, то, что наша вера истина. Это означает, что положение в ней, там, о Боге и так далее, соответствует действительности. Бхармат верит в Бога, значит, он считает, что его Бог, в котором он верит, истина. Окей? Следовательно, когда он Нет, говорит, алло. Не, алло. ты не считаешь, Еще что... раз, внимательно. Да. Вера – это вера. Я надеюсь, что завтра пойдет дождь. Я верю, что завтра пойдет дождь. Это соответствует действительности. Ты можешь эту веру, что завтра пойдет дождь, мою, например, я верю, что завтра пойдет дождь. Я надеюсь на это. Ты можешь это рассматривать в рамках действительность это или истина это или нет? Я могу ответить. Ты Смотри. не видишь противоречия в этом? Без проблем, смотри. Ты, если веришь, что завтра пойдет дождь, тут два варианта. Либо ты веришь со 100%, тогда то, во что ты веришь, оно не может не являться объективной действительностью, однако ты в этом уверен, значит, ты считаешь, что это является истиной. Это первый момент. Второй момент, если у тебя есть сомнения, дослушай до конца, почему ты не дослушаешь опять? Потому что ты ложные утверждения делаешь. Нет, Ты смотри. опять сюда приводишь совсем другое понятие, которое полностью противоречит вере. Можно я договорю? То, что соответствует действительности, и вера – это разные понятия. Без проблем, дай, пожалуйста. Если тебе не хватает мозгов этого понять, ты постоянно все заново, снова и снова их будешь смешивать, Почему ты перебиваешь? Не паникуй, да, я договорю. Смотри. Нету никакой паники. С тобой больше о моей вере мы не говорим, потому что ты не дорос до этого. Ты не понимаешь, что истина и вера – это разные вещи. Без Ты проблем. религиозный человек, которому дали некоторые термины. Не понимая их смысла, ты будешь на этом основываться и постоянно повторяться. То есть ты робот, ты бот. Ты не понимаешь. Ты не можешь пропустить через свой мозг и поразмыслить над словами, которые тебе... Ты свою эту хлеборезку завалить можешь? И то, что тебе говорят, слушай, ты хочешь меня в чем-то поймать? Например, я верю в Деда Мороза. Ты что, хочешь меня поймать на это? Ну, ты веришь в сказки, скажешь ты, окей, и что дальше? У тебя тоже та же самая сказка, окей? Смотри, еще раз, без проблем. Вот если человек верит, что завтра будет дождь, либо он верит на 100%... Без проблем, я могу болтать. Без проблем. Без проблем у меня, если без костей, я буду просто болтать. Что в голову приходит, я буду удавать. Хорошо. Давай. Отлично, смотри. Я верю, что завтра пойдет дождь, и это для меня 100% истина, да? Ну ты это уже говорил, тебе ответили, но ты ни хрена не слышал, и теперь это заново повторяешь. Да, я договорю. Ты не даешь мне договорить. Хватит Аллах паниковать. Зачем ты хочешь, чтобы я паниковал? Какая нахрен паника? Зачем ты хочешь, чтобы я паниковал? Я не могу понять. Дай, пожалуйста, договорю. Дай договорю. Смотри, послушай до конца. Человек верит, как ты сам эту аналогию дал, я теперь ее разбираю, твою же аналогию. Ты уж человек верит, что завтра будет дождь. Тут два момента. Либо он на 100% в это верит, значит, он убежден в том, что завтра дождь пойдет. И согласно его вот этой 100% вере, это истина, что завтра дождь пойдет, хотя этого может не произойти. Объективно это не истина, но он считает, что это истина. Это первый момент. Второй момент, если он сомневается, что... Возвращаемся на круги своя, и последний раз тебе повторяю. Он знает, значит, не даст. Ты все уже договорил, все, что уже хотел по этому поводу сказать, ты повторил. Мы опять возвращаемся назад. Для тебя это является истина. Тут два варианта. Засунь себе это в одно место, все свои рамки. Потому что это твое ограниченное, кораническое, исламское, тупое понимание. Нету никаких двух вариантов, которые у тебя в Коране, которые в твоем мусульманском ограниченном мозгу. Нету этих вариантов. С чего ты это взял? Это вера. Это не для меня не истина и не 100% действительность. Это вообще другое. Как ты
Ну, настолько тупого мозга, как у тебя, я никогда не встречал. Настолько тупой мозг меня приводит, я честно признаюсь, он меня чуть-чуть из себя выводит. То есть я, увидев настолько тупое существо, я просто иду в замешательство. Я не знаю, что ему ответить, что ему сказать. Он говорит такие тупые вещи, которые вводят меня в ступор, и я никогда в жизни не встречал. Что значит, если я верю, что завтра пойдет дождь, то я это считаю 100% истиной, и только у тебя этот вариант? Да нет, я не считаю, я просто верю и надеюсь, что завтра будет дождь, и всем сердцем буду на это надеяться. Я не убежден в этом. Я не такой тупой человек, как ты, чтобы убедиться просто в пустой слепой вере. Если ты 100% убежден в своей тупой вере, то это не значит, что нормальный человек должен быть убежден, что его вера 100% истина. Для меня я не христианин и не мусульманин. Для меня вера и убежденность в соответствии с действительностью – это разные вещи. Вера – это надежда. То, чего ты не знаешь, то, в чем ты не убежден, но ты склоняешься к этой версии и надеешься, что оно окажется 100% верным. Добрый день, можно маленький? Отлично, по отлично. поводу Смотрите, веры и смотрите, пожалуйста, действительности? послушайте. Он сказал, то, что вера – это именно надежда, то есть когда ты склоняешься к чему-то, если ты к чему-то склоняешься, значит, ты не убежден в этом на 100%, значит, какие-то, допустим, 70% там, и 30% ты ставишь под сомнение. Получается, он ставит под сомнение существование Бога, значит, он агностик, а не атеист. Зачем ты себя атеистом называешь? Ты просто генерал очевидность. Вера, оно уже не подразумевает убежденность. Я же объясняю тебе значение этого слова. Да, если ты под слово «вера» именно подстраиваешь скептицизм, то есть, возможно, потенциальное сомнение в этом, то ты агностиком считаешься, потому что ты сомневаешься на определенное количество процентов в том, что Бог существует. Причем тут вера и скептицизм? Ты что говоришь? Ты что несешь? Окей. Вера Смотри, и давайте скептицизм. я объясню, да? Теист-агностик. Теист-агностик. Да, Будет вот, какая вот, разница? все правильно. Какая разница? Агностик, потому что он сомневается. Да, если он сомневается, значит, он агностик, значит, он полностью не убежден. Деист – это тот, кто убежден, что есть Бог, окей, или верит в это на 100%, и не сомневается. Вот деист. Я впервые Но он просто не следует религии, понимаете? что истина измеряется в процентах. Я этого не знал. Нет, Спасибо. проценты это условно, я говорю. Это я условно называю. То есть человек сомневается, да, у него есть определенное сомнение, однако он более склоняется к тому, что есть Бог. Называется агностик. То есть деист Он не знает. агностиком быть не может, по-твоему? Нет, я не говорю, что не может быть. Просто он себя классифицирует как деист, это некорректно. Короче, ты сейчас он агностик. Сомнений нет только у мертвых. О чем вы вообще говорите? У всех есть мнение насчет всего в этом мире. Подожди. Если человек не знает, есть ли Бог или нет, это агностик или кто? Да, агностик, все правильно. А если человек сомневается, есть ли Бог или нет, это тоже агностик? Да, тоже агностик. То есть сомнение и незнание – это одно и то же, да? Это не одно и то же, но в обоих случаях он агностик. Не одно и то же. У тебя один и тот же вариант. Только что Вот такой вопрос. Короче, перед нами человек, который придумал терминологии агностик, деист и может распределять, короче, людей. Это утверждение, вот, уважаемые, послушайте секунду. Заури, да, или Заури, я не знаю, как правильно ударение поставить. Вы понимаете, что вы область веры пытаетесь в область знания перенести? Это не получится никогда. Нет, я просто фигурирую определениями, которые изначально нам даны, да, как бы деист. Нет, если человек себя классифицирует как деист, это означает, что он верит в оперируете существование Бога, не определениями, сомневается. исходя из своего Я еще раз повторяю, что я верю в Бога. Сомневаешься в его существовании? Конечно, нет. Я 100% верю в него. Значит, ты убежден. Нет, я не убежден. Убежденность – это знание. Заури, о Большая чем ты разница. говоришь? Праведные сподвижники даже сомневались. Были у них сомнения. О чем ты говоришь вообще? Я не могу понять. Тут знаешь, какая проблема? Тут налицо у человека язык дискостей плюс словарный запас равно словоблудие. Да, то есть одни Вот и оскорбления все. идут, и одни ищутся на аргументы. Алло, нету В никаких итоге, оскорблений. ладно, к чему я Нету пришел? никаких оскорблений. Нету никаких оскорблений. Как ты себя показал, так тебя и оценивают. Никто тебя не оскорблял вообще.
Если ты Ни сам один человек оскорбляешь, здесь тебя не ну, это оскорбил. Заури, честно говоря, терминология вот эта вообще, ну, смысла не имеет. Вообще она ноль означает. Она ни на что не повлияет. Вообще пофиг, честно сказать. Нет, вы тоже Да, поймите это все человека. второстепенно, все Он в правильно. исламе, я так подозреваю, да? Вы в исламе, уважаемый? Да, я муслим. У него Мой нет, изначальный он не вопрос может... заключался в следующем. Да, мой изначальный Да, вопрос... я слышал с самого начала разговора. Я просто понимаю, что у вас нет другого пути, кроме как вот тот, по которому вы нас пытаетесь сейчас провести. Да, он Поэтому... просто боится не верить, брат. Вот и все. Да, смотрите, я хочу задать мой изначальный вопрос Бхармаду. Бхармад, ты говоришь, что ты ничего не знаешь о Боге. Если ты ничего о нем не знаешь, ты можешь что-то о нем утверждать или отрицать? Хадис. Аят. Извиняюсь, Прям может ничего, Бхармад ничего не ответить? знать. Да. Вопрос не понял я. Смотри, ты утверждал вчера в том числе, что ты ничего не знаешь о Боге. Если ты ничего о Боге не знаешь, ты можешь что-то о нем утверждать или отрицать? Конечно могу, я могу говорить что угодно. Нет, ты там можешь говорить что угодно, но если ты о нем ничего не знаешь, соответственно, не будет закономерным что-то отрицать или утверждать о нем, так как ты ничего о нем не Ну знаешь. я же говорю, ты генерал очевидность. Да, все правильно. Значит, если ты не можешь о нем что-то утверждать или хорошо. отрицать, допустим, что Бог может дозволить, да, убийство. Согласен? Нет, конечно, не согласен. А почему не согласен, если ты не можешь ничего о нем отрицать, если ты не знаешь ничего о нем? Потому что я в такого Бога не верю. Нет, ты не веришь, но ты же не знаешь, какой Бог. Я знаю, каков Бог, в которого я верю. Я Ага. верю в Бога, и тот Бог, в которого я верю, он не дозволяет убийств. Значит, в итоге что-то ты знаешь о Боге, да? Хотя ты вчера говорил, что я не знаю о Боге и не могу о нем что-то считать. При чем тут знание? Ты опять сюда приводишь знания. Только что Это сказал, что я вера, знаю, еще какой раз Бог, в который я повторяю. верю. Алло, это вера, это не знание. Еще раз про знание слово скажешь, разговор с тобой окончен. Значит, ты веришь, что Бога можно как-то описать? Правильно? Это можно, да, Веришь. вклиниться в разговор? Арман, смотри, у меня, короче, четкая мысль возникла какая. Тебя хотят конкретно мусульмане подтянуть под Бога и на этом основании попытаться тебя схавать просто-напросто. И мне кажется, просто не суйся в эту область и все. Говори конкретно, что ты веришь в Бога, и неважно как, что. Потому что четко... Так он и говорит. Так он же говорит, что он верит, и все. И никаких Без более... проблем. Хорошо, давайте я не буду никаких, употреблять слово «знать». Да, я не буду... Да. Смотри, в эту философию не ввязывайся, мой тебе совет. У тебя четкая позиция, ты можешь с одной стороны их просто клювать и все. Видишь, тебя пытаются конкретно подвести под какие-то понятия, и потом на этой базе уже попробовать тебя как бы... Да, ребят, он взрослый человек сам, я думаю, поймет, что делать. Смотри, ты без говоришь, нас Санти не слово справится «знание». Без никак. проблем, я буду говорить о вере. Ты веришь, что Бог Заури, моральный? так вы тоже не знаете ничего о своем Боге. Да Абсолютно хорошо, ничего ты не веришь, что Бог знаете. моральный, Бхармат? Хорошо, говорит. Заури, смотри, вот насчет истины. Видишь, мусульмане выработали свою какую-то теологию по поводу истины. Нет, стой, смотри. И вот мусульмане на этом основании считают, что они именно на истинном пути. Но есть масса людей там в процентном соотношении, которые не согласны именно, что вот у мусульман истина, понимаешь? У каждого своя истина, у христиан своя истина, у мусульман Я не своя спорю с истина. этим. Конечно, И это очевидная вещь. на этой базе, понимаешь, мы можем там долго и упорно разговаривать. Без Конкретно вот христиане говорят, что Христос истина, а мусульмане, какая у мусульман истина? Вот у христиан Христос истина, все. Он есть альфа, омега, начало, конец, все. Это Это понятно. точно. Да, это очевидно. Смотрите, тогда, Бхармат, ты веришь, что Бог моральный? Ну, он, видимо, занят чем-то. Хармат, еще раз говорю, вот, смотри, с нашей стороны я тебя никогда не осужу, если ты там будешь конкретно что-то вот говорить, какие-то слова в сторону там. Не оправдывайся и не говори ничего. Ты красавчик, ты вот рассказывай, ты много вот глаз Нападай и не открыл. защищайся. Нападай и не защищайся.
Все правильно. Он много рассказывает. Понимаешь, я вот в Азии жил, когда я очень много не Нет, он понимал, вам не почему рассказывает о отношение своем боге, мусульман ребят. к христианам вот такое. А вот он начал рассказывать, я теперь у меня четкая картина сложилась, почему такое отношение. Оказывается, да, у вас там в исламе это все прописано. И вы же, и вот в Азии, когда жил, и четко вот этому всему Да, они без проблем. следовали. Мы это все можем обсудить, просто изначально давайте обсудим, И почему, ты согласно вере потом, Бхармы, понимаешь, Да, и ты извините, я называешь могут отошел. являться истиной. Извините, пожалуйста, я отошел. Задавай вопрос. Да-да, Это вопрос, что ты веришь, что Бог моральный? тебя каким боком касается моя вера? А тебя С каким чего мы боком разговор касается? начали? Да. Ну, Да, ты реально тупой? Я же Нет, подожди, ответил, подожди. Ты каким говоришь, боком что меня. тебя касается той Каким причине, боком что меня мы касается твоя утверждаем, вера? Я же что она ответил. истина. Алло! 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 Каким боком тебя касается моя вера? Это первый мой ответ. Второй твой вопрос был, а тебя каким боком касается моя вера? Я тебе ответил. Ты настолько, ну я не знаю, что за тупица вообще? У тебя рыбья память, что ли? Я не могу понять. Если ты хочешь разговаривать, пожалуйста, включи чуть-чуть свой этот тупой мозг. Зачем ты Рыба уже повторяешь? устала землю нести постоянно. Одну херню, короче, с этой своей херней забегай. Это у тебя, смотри, пу-пу-пу-пу-пи. Ему отвечаешь, он все равно. Вообще, как будто ответа не было, повторяет свой вопрос. А то, что они меня по каким-то рамкам хотят загнать, да это ежу понятное дело. Это вот когда защитить нечем, получается, свою идеологию, они пытаются в грязном белье другого человека поковыряться. Как вот это бесит меня, просто изнутри прям разрывает. Да. Не, Раша, я Моя вера это то, что моя вера, то, во что я верю. Она никого не касается. Правильно она, неправильно она. Это моя вера. Тут есть люди, которые утверждают, что у них истинная вера, людям головы режут. Мы с этим будем разбираться. И все. Хармат. Заури, расскажи, пожалуйста, как там мир на рыбе, на этом ките находится. Ты же, я знаю, в это веришь. Расскажи, как ты это видишь, пожалуйста. Вот без проблем, нормальная, интересная тема. без проблем. Какое Конечно, там отношение интересная. имеет вообще вера антитеррора, короче. Да. Вот интересная тема. Да, на самом деле, причина, по которой Бхарма скрывает свою веру, заключается в том, что если он ее вскроет, то все мы Опять поймем, что согласно утверждение его о моей вере, вере, да? исламский бог может являться истинным. Ты за меня отвечаешь. Конечно, я Пармат, знаю у твою меня, веру. да, можно я включусь Ты не можешь за меня одним отвечать. вопросом? Пармат, можно знаю я твою веру, одним Пармат. вопросом? Окей, Заур, то, что ты говоришь о Пармате, все верно, все правда. И каким боком это доказывает истинность ислама, скажи мне? Нет, подожди, я через Бхармата не буду Не, доказывать подожди, истинность ислама, я лишь ты докажу. подожди, ответь. То, что ты говоришь, правильно, все верно. отвечаю, Мы с тобой согласились во всем. Прав ты насчет Пармата. Но каким боком твой ислам это доказывает истинность? Я сейчас пока даже к исламу, к правдивости, к истинности ислама не дохожу. Я лишь показываю, что согласно вере Бхармата, исламский бог может являться истиной, и что он не может с уверенностью утверждать, что он Не, ни хрена подобного. Исламский бог это придуманный человеческий уровень, описанный языком. Бог другой уровень. У него нету вот всех этих человеческих качеств. Если описаны какому-то богу человеческие качества, там, обида, смех, злость, всякая хренотень, оно не относится к богу. И согласно моей вере, он не признается божественным, он признается человеческим уровнем. Да. Отлично. Сейчас я спрошу, а на чем основывается твоя вера? Он, конечно Ты же, ни о скажет, чем больше не как спросишь. ты можешь спросить о... Ты ни о чем больше не спросишь. Хармат, брат. Ты просто перестанешь за меня отвечать, потому что ты не знаешь мою веру. Хармат, у меня вопрос к тебе есть. Алло. Да, слушай. Брат, что если бы, вот, допустим, ну, чисто гипотетически, да, вот у тебя женщина была бы до сих пор в исламе, но вот ты уже с такими убеждениями, которые у тебя сложились, и с тем анализом, который сделал за все это время, да, там у тебя большая история. Вот, и вот что если бы она до сих пор, допустим, оставалась в исламе? Вот я бы хотел узнать, как бы ты себя вел, и какие бы были бы шаги для того, чтобы вообще исправить эту ситуацию.
Ну, я бы разъяснил ей, что Брат, ислам вот я такое. просто почему, я нахожусь в этой ситуации, понимаешь, и я стараюсь, я пытаюсь доносить, пытаюсь разговаривать, ну, это все вот как вот безуспешно, понимаешь, и очень тяжело, короче, для меня это все. Но я не знаю, короче, как к ней поступиться даже. Ну, если честно, мой тебе совет, это, ну, это готовый предатель. Она позвонит какому-то мулле, просит у него так-то, так-то, она тебя передаст. Тот ей скажет, ты не можешь с ним заниматься, спать в одной кровати и так далее. То есть интимные разговоры у них пойдут, сексуализация, а дальше начнется вся эта хрень. По мулам, по разным, короче, уже вот это. Они будут уже голову крутить. Мой тебе совет от такого предателя просто, ну, я не именно о тебе или вообще говорю, но такой человек, он невежественный, и это потенциальный враг внутри дома. От такого надо избавляться. Если Можно такой я человек не понимает, что это за мерзость и что это за зло, и у него не хватает разума, чтобы это осознать, то смысла нету с таким человеком жить опасно. Можно я Я попробую через, тебе объяснить? я, Слушай, друг, я через друг, такое проходил. Если что, Разрешите можешь вопрос, мне пожалуйста? написать. Разрешите вопрос, очень важный вопрос. Вот, сейчас, сейчас. сейчас, подожди, я попробую ему ответить. Слушай, вот Нет, ты, вы не... когда ей что-то объясняешь, ты ей уже готовые выводы приносишь, да? То есть ты уже перед фактом ее ставишь о чем-то. Почему? И- Потому что лучше всего просто вместе изучайте это. Вот просто садитесь, вот Да, да, ради да. интереса и вместе к этому выводу приходите, а не приноси ей уже то, что ты нашел, сформировал вывод и принес ей. Лучше вместе вот до него дойдите потихоньку. Это крутой совет, красавчик. Да, это крутой совет, если человек имеет свою духовный стержень, который вот... Чтобы, допустим, из ислама выйти, надо иметь еще смелость. Надо иметь смелость принять то, что твой мир может разрушиться, и что все это время ты исповедовал, ну, неправильную вещь. Ты верил в то, что аморально, ты верил в то, что угнетает других людей. Ты думал, что это что-то такое, понимаешь? Они боятся не верить. И поэтому голову в песок, как эти страусы, засовывают, и все, и ты им ничего не расскажешь. Там тут нет такого вместе, не вместе. Ну, я столько раз пробовал, я и так подходил, и хорошо подходил, и иногда даже какую-то агрессию Извини, проявлял. пожалуйста. Если в таком случае все происходило, то мой тебе совет, у тебя других шансов нету. Это готовый предатель. Других вообще вариантов, если ты в ислам не веришь, а она в него верит, она тебя предаст в любом случае. Нету другого варианта. Она муле обратится, вопрос задаст, отправит, а мой муж верит в ислам, можно ли мне с ним жить? Потому что эти вопросы уже идут, я вижу у Костекского. Представь себе, ну, человека, женщину уровня, который у тебя в доме, задаст вопрос Костекскому. Ну, что это за человек? Настолько глупым, настолько невежественным должен быть этот человек, который, не доверяя своему супруге, своему мужу, идет и задает этому тупому барану, этому ослу вопрос. Но это же тупой баран. Это не оскорбление, это констатация факта. Я такого тупого барана, как Костецкий, в своей жизни не видел. Как ему вообще человек может задать вопрос? А тут идут и задают вопросы. Поэтому это в этом нужно тебе быть очень осторожным, братан. Очень осторожным. Хармат. Спасибо, брат. Спасибо, Хармат. И хотел бы тебе сказать, брат, вообще, ты сделал то, где я проявил малодушие, брат. Я тебе писал в личку тоже. Ты красавчик, вообще капитальный, брат. Так что полный газ. Хармат, скажи, пожалуйста, Спасибо. почему нельзя брать, почему можно брать без разрешения первой жены вторую жену, а прелюбодействовать нельзя? Ну, прелюбодеяние, это опять же у них свое понимание. Прелюбодеяние, это типа, если там корни этого слова, это значит спать помимо своей жены,
то у мусульман это типа незаконные отношения. Сначала у них было законным идти и брать, ну, давать кусок одежды и брать на час-два себе, ну, у них это временный брак называется. Такое прекрасное слово снять проститутку. В исламе такое прекрасное слово. Временный брак. 10 лет он дозволял им снимать проститутку, а потом запретил это делать. То есть, наверное, потому что вот они друг другу своих жен, ну, они же такие, ну, скажем так, такие ревнивые, неуверенные в себе были людьми и постоянно ревновали к женщинам. У них все внимание постоянно было на женщинах из-за своей неуверенности и ничтожности. Поэтому, как бы, чтобы защитить своих жен, там, из-за своей ревности, авторитета, вот, чтобы друг с другом они не спали, короче, незаконно, сделали вот так, что вот это прелюбодеяние, вот, берите сколько хотите наложниц, но чужих не трогайте, короче, между собой, чтобы. А чужих, вон, чужих можно там, и даже замужних брать можно, между нами чисто, короче, берите. Не делать. Скорее всего, таким образом. А что касается правил, которыми руководствуются люди, да, при своей жизни, признается ли в таком случае естественное право? Это что? Что ты имеешь в виду, естественно? Ну, естественное право, вот юристами было выведено, это, вот, например, ну, один из законов, это как бы такие основные правила, которые природой заложены еще обществу. Например, вот то, что убивать других людей, да, не положено, ну, просто так захотел ты этого сделать. Ну, оно именно и рушит естественное право. Ну, естественное право даже у животных говорит тебе, что нельзя, пожалуйста, когда вы не говорите, микрофон выключите, вот эхо бывает. Естественное право даже у животных заложено не совокупляться с самками, у которых не наступил этот брачный сезон, возраст. А вот ислам рушит именно это, даже естественное право, говорит, да нет, объясняет, как правильно разводиться с девочками, у которых ваши жены, с которыми вы совокуплялись, и не имеют возраста менструации, еще у них не начались даже. То есть нету именно разрушает всю человеческую конструкцию и низведя их ниже животных, и идет эта идеология. Эта идеология возникла из глубин, я не знаю, вообще каких-то, даже животного уровня это назвать я не могу, поскольку это хуже, чем животный уровень, это еще ниже. То есть из глубины этого мерзостного какого-то или группы, или одного человека, из глубины его вот этого сознания мерзостного, омраченного, Да, это понятно. разрушает всю человеческую конструкцию. Да, речь-то даже не об исламе в большей степени, а вот откуда такому среднестатистическому человеку черпать нормы поведения в обществе? Чисто из своего разума выводить их самому, который ему подходит в жизни, но они Родители могут противоречить воспитание другим обществам. твоего социума. Ну, я не могу на этот вопрос отвечать, поскольку я чеченец. У меня такие вопросы не возникают. Я черпаю это из своих предков. И мне не важно, откуда они это взяли, с чего они взяли. Это, по моему мнению, самые чистые традиции, где в обществе которого каждый обезопасен и честь каждого обезопасен. Лучше, и если в моей вере, в моей идеологии,
Если и есть Бог, если не спасал что-то Бог, то это мои традиции чеченские. Это моя вера. Потому что настолько они, по моему мнению, чисты, и Бог, соответственно, должен быть чистым. И если есть что-то от него, то это мои традиции. И на этом у меня как бы стопэ. Дальше я не знаю. Не могу за других отвечать. У меня нет ответа. Разрешите вопрос? Смотрите, вот очень интересно, так, знаете, вот касаемо христианства, там, католицизма, особо не верится, да, в Иисуса, потому что это было супер давно, и хрен его знает. А вот касаемо ислама, это же самая молодая религия, ну, это же факт. И там же сам Аллах, там якобы, ой, точнее не Аллах, пророк Мухаммад давал там ключи от Кабы вроде, и вроде как это семья существующая, ну, насколько я в курсе, потому что, может быть, я не прав, поправьте. И понимаешь, что все-таки пророк Мухаммад существовал или это вымышленный персонаж? Мы точно не знаем. 100% нету доказательств. Но Возможно, существовало, возможно, нет. а откуда тогда появились люди, которые, знаете, ну вот эти шейхи, которые там ну, что-то там имеют. Вот, эти же саудиты, я вот почему-то строго убежден, что это вот они все придумали. Но это же политическая, любая религия это политическое движение. И вот придуманное политическое движение саудитами. Разве нет? Ну, ты сам ответил на свой вопрос, нет, разве? Нет, а вдруг был такой чувак, вот как вот этот пророк Мухаммад, который придумал все это трикото. Так вот, я, соответственно, собственно, спрашиваю, возможно ли то, что он был, или это все-таки сказка, придуманная людьми? Какая-то точка начала есть. Как минимум Муавия учеными подтвержден, историками. Есть монеты с ним, есть упоминания его. Вот то, что, вероятно, по ходу истории дописывалась религия, это возможно. Вот, ну, то есть какая-то точка отсчета есть, но прям в глубину полностью мы залезть не можем, потому что, понимаешь, там Монеты появились намного позже, чем он умер. Там через лет 70, наверное. пусть даже так, значит, он... Ну, смотри, арабы захватили большой кусок земли. Им нужно было легитимизировать власть свою на этой территории, понимаешь? Да, Создали- да, это понятно, да, да. Тут то, что, ну, это политическое чтение вообще ноль споров, я с вами согласен. Но вот, ну, если монеты были, блин, и за 70 лет, ну, значит, все-таки, может быть, и существовал. Спасибо большое, вы ответили на вопрос. Ну, а ты знаешь, кто такой Рюрик у русских? Да, ну, я имею, я не историк, но имею представление, вот о чем ты говоришь. Ну вот, его же тоже самое. задним числом вписали, чтобы власть легитимизировать Да. свою. Тут точно так же абсолютно. То же самое, что Рагнар Лотброк тоже, вроде бы сыновья его есть, но именно он что-то прям стопроцентно нету, да, доказательств о том, что он был. Ну, и, собственно, вот, вот почему у меня такой вопрос возник. Собственно, почему у меня такой вопрос возник. Я слушаю вот Хармата, извиняюсь, если неправильно выговорился, и очень интересно, как он это все толкует, блин, и себе представляешь, ну такой же ебанат мог же жить, вот, ну, в реальном времени такую хуйню исполнять, ну, и так это все завернуть, это жестко. Чуть-чуть сдерживай себя, тут Извиняюсь, особо не извините, извините, пожалуйста, все, извиняюсь. Короче, если с научной точки зрения подходить к историческим данным, то очень мало данных, и сомнительно, был ли он. Мало данных. Археологических мало тоже. Ну там даже про Иисуса больше как бы свидетельств, что он был, чем про Мухаммада. Про Мухаммада, по-моему, почти нет никаких данных. Там мало данных, это как бы признать, есть какие-то данные, но в данном случае, как я знаю, нет никаких данных.
В имени Или Мухаммед ошибаюсь? только одно упоминание у армянина там, всё, больше нету даже. Как бы одно имя, и все, это как бы вообще не показатель. Ну, там парочку упоминаний, и то они чуть-чуть попозже. Но это в истории такое, если что, часто бывает. Это, то есть, то же самое там с завоеванием Александра Македонского, это там с источников попозже до нас это дошло, не прям со современников, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, если там Римскую империю брать, там больше археологических данных, например, доказательств существования того или иного человека. Но Рюрик в Известного. любом Если случае записывали существовал, потому что С это вряд ли Мухаммедом так были не работает. известные славянские народы, потому что даже в летописях написано про Рюрика, потому что, ну как, тут нельзя сказать, что его не существовало. То есть вот славянских народы все объединил именно он. То есть они сами попросили, чтобы был военачальник, который объединит все славянские народы, потому что они между собой воевали. Ну, ты И хочешь сказать, что они пригласили чужого какого-то князя, да, чтобы он именно им так и правил? было. Да, именно Ну так и было. понятно. То есть он даже не был славянином. Ну, то есть они пригласили чужого абсолютно Да, человека Да, именно править так и своими было. землями. Да. То И есть, кто вы знает наши, говорите, христианскую историю, именно в летописях так и написано, да. наши ну предки так, тоже приглашали как бы третье лицо, чтобы вот такое внутренние дела какие-то решать, кстати. Это как третейский судья в то время. нет, ну тут именно Да, правил да. он, то есть он был царем, понимаете, он как князь был, Правильно его и Рюрик, по сути. поставили. Он объединил все славянские народы, чтобы прекратились все войны. То есть он даже к славянскому этносу не имел никакого отношения. Но, кстати, в летописи написано, что славяне пошли к варягам Руси. Как Да, понимаете, ученые до он сих был пор. варягом. Русы Ну это племя. и, кстати, по поводу вот этого момента, есть такой блогер, председатель СНТ. Крайний его ролик рекомендую посмотреть, он как раз на эту тему пишет, что не только славяне призывали, а многие европейские народы, в том числе бриты на Британских островах, призывали к себе стороннего князя, и французы, короче, и все народы. Это была нормальная практика, потому что если выбирать среди своих главного, то он будет за свой род, за свой клан топить. Справедливости не будет. Поэтому нужен человек незаинтересованный, и это была распространенная практика во многих народах. Вот. Тут просто даже вопрос в том, что стоял Председатель- вопрос о том, что существовал ли он вообще, Рюрик. Да, он существовал, в летописях он существует, он есть. Летопись вообще не авторитетный источник. Там очень много ошибок, которые какие-то племена упоминаются, но они Это по все понятно. археологическим данным Но вообще дело в не том, что существуют. вы понимаете, да, то время, да, то есть как бы в то время хоть что-то должно было остаться. Вот летописи писались. То есть это же не сейчас такая информация, где ты закинул, да, информация есть, можно ее найти. Все-таки временные рамки разные. История это Ну, так и значит, работает. Собирают. да. Значит, это на веру просто оставляется, эти Ну, данные если с нет, летописи. но если нет каких-то третьих источников, как бы сказать, внешних, где упоминается Рюрик, то вы должны это на веру принимать. Но если есть, это Да. будет подтверждение. Вот так работают исторические данные, кстати. Да. Ну, кстати, большинство исторических источников, они переписаны по 5 раз, поэтому тоже непонятно, правда там, неправда. Вот, по-моему, более-менее достоверный источник – это какие-нибудь берестяные грамоты, которые достали там из-под слоев земли, которые там действительно, может быть, 12 века. И вот что на них записано, еще можно более-менее доверять. И какие-нибудь, ну, может быть, кумраницкие свитки, которые там возле Черного моря, Мертвого моря нашли, вот, чуть ли не самый древний вариант Библии, вот, записанный, по-моему, первой христианской общиной, там, 2000 лет назад, вот, нашли эти свитки, вот, как в Библии выглядела тогда первая. Вот еще можно как-то, наверное, этому доверять. А вот все вот эти летописи, ватиканские источники и так далее, да это все по 5 раз переписано. Так что тут надо, как бы, конечно, доверять, но проверять. Благодарю. В плане свитков, летописей,
Мы работаем с тем, что есть. Все, что у нас есть, мы берем, собираем. Если у нас больше... Ну, уже об этом сказали. Вся история так всегда. И чем глубже история, чем она раньше, тем приходится больше на веру принимать. Если не принимать, то истории у нас нету, только там последние лет 500 все. Вот если доверять современной истории, то на Руси там христианство уже сколько там, больше 1000 лет, да? Но почему-то кладбищ старше 200 лет практически нет на территории России, ну, России, да. Только там, за исключением буквально нескольких по пальцам можно пересчитать, и то это кладбище, как правило, где какие-то там князья похоронены или кто-то. А вот, так сказать, где обычных людей хоронили, непонятно. Старше 200 лет вы практически не найдете кладбище. А как хоронили? Ничего непонятного в этой теории нет. Вообще ничего непонятного нет. Здесь все очень просто и легко. Города расширялись, населенные пункты расширялись. Кладбища сравнивались с землей, на их месте дома строили. Вот и всё. А вы бы стали жить на таком месте? У меня полгорода стоит на таком месте. Ничего. В Советском Союзе это кладбище сравняли с землей, древнее какое-то там. И город строился, расширялся. Окей, в И Советском живут Союзе, люди еще нормально. в христианской стране это нормально было бы? Если на это кладбище уже там не хоронят, или я не могу понять, если у нас осталось кладбище из каких-то древних времен, город расширялся, его, думаете, обошли бы как-то? Даже в советское время обходили стороной кладбища. Ну, Конечно, обходили стороной, не везде это, и, наверное, где-то обходили, где-то нет. а уж в христианской стране, я думаю, не позволили бы такого кощунства. Еще раз говорю, там никакого кощунства нет, если на это кладбище давно никто не ходит, оно давно превратилось в лес. Вообще-то там даже по каким-то стандартам каждые 50 лет они равняют там, где заброшенные кладбища. То есть это даже... Не знаю насчет евро, законы Российской Федерации после последнего захоронения через 25 лет государство имеет право снести это кладбище. Да, так и есть. То есть это абсолютно нормальная практика. Да, вот такую практику применили у нас, снесли очень древнее кладбище, прям очень древнее. Там даже еще вместо нагробий камни стояли. И сейчас на нем строят дом. Причем жилой дом будет стоять. Я не представляю, кто там, конечно, жить будет. Это просто жуть. Ну, какая У нас проблема? целый микрорайон. В чем проблема-то? Я не могу понять. В чем? Ну, как бы это чисто вот какая-то моральная дилемма или просто в физическом плане какая разница, где это будем строить? Кто-то верит в привидения, злых духов. Все города на кладбищах построены, никаких проблем нет вообще. А привидения не мучают по Знаю, ночам? я бы не смогла. Нет. Не, ну это же вопрос уже личного восприятия на самом деле. Но одно дело, например, да, когда там уже, там, я не знаю, там сколько много-много-много веков прошло, да, и ты знать не знаешь, что вообще здесь когда-то вообще существовало какое-то кладбище, это одно дело. Но когда ты реально знаешь, что здесь стоит кладбище, что здесь при раскопках, когда вот этот вот фундамент выкапывали черепа, кости, да, ну и ты это будешь знать, ну как-то, ну не знаю, ну нет. Ну это личное восприятие, да, и все. Вся планета — это кладбище в несколько слоев трупов. Сразу предупреждаю. Поэтому самый лучший способ сжечь труп и сохранить его в виде, как на русском, пепла, как оно там? Ну, прах. Прах, да, прах. Да, кремация, кстати, самое лучшее окончание. Существуют в Суздале старые кладбища, на которых летоисчисление еще до Христова идет от сотворения мира. Они еще сохранены. От сотворения мира это не до Христова, это просто календарь. Раньше церковь, которая была в России до Никоновской реформы, если не ошибаюсь, летоисчисление у нас было не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Там условные церковники западные, когда-то условные абсолютно даты и условные абсолютно цифры вместе как-то слепили непонятно что, и у них получилось 6500 лет. И вот от этого момента исчислялось летоисчисление. Но потом все-таки за голову взялись и уже начали более точное летоисчисление ввели от Рождества Христова.
А можно сюда мусульман, пожалуйста? Есть в чате? А то все далеко очень. Как наркомане, ей-богу, без мусульман никак не можете. Я не могу, я люблю Ну, ислам. давай я побуду за мусульман. Заури позовите. Давай я как бывший брат побуду. Нет, это Распугали всех правоверных. Я уже не те кефиром стал, ощущения. алхамдулилlah. Я там видел, Рай Лил Блэк заходила. Ну, по крайней мере, подписан так было. Где она? Может быть, это Мухаммад зашел? Ну, Яндави. А, он пароль от его аккаунта, да, знает, хочешь сказать? Ну, они же там брат, сестра, что там. Мне кажется, это Дэнни Ди. А можно мне вопрос бывшим мусульманам? Да, слушаю. Вот чисто просто по-человечески мне просто интересно, да, вот. Ну, зная о том, что у вас мусульманские имена вы носите, да, я понимаю, что вам уже деваться как бы некуда, да, но у вас внутри не корежит, когда вот вас называют по имени. Я понимаю, что это мама дала имя, да, что вы не виноваты в этом. Но вот вы бы, например, допустим, хотели бы поменять что-то в своем имени как-то по-другому, что вас звали, ну, чтобы не арабские, ну, не арабские имена вот эти были мусульманские. Ну, мне немножко больше повезло, как бы у меня ближе к татарскому имя, поэтому вообще никаких проблем. А вот, поэтому нет, вообще нет. Ну вот Я я бы не хочу смог. поменять имя. Я даже здесь уже подписался. Ну, это имя такое, ну, нашего народа, скажем, имя. А так в жизни у меня очень мусульманское имя. И я его, думаю, поменяю, но это будет уже в будущем, не прямо сейчас. Не У то, меня что себе, проблема, даже детям поменял имена. моя личная проблема заключается в том, что как только я вышел из этой матрицы, просто головой туда погрузилась. И когда я с кем-то разговариваю, дискутирую, то я понимаю, что я дома не могу ничего сказать, меня называют вероотступником. А ты не в Татарстане живешь? Я не могу сказать, не хотел бы я говорить, но неважно. Ну, на территории России. Я вообще не понимаю, в чем проблема с именем. Вообще, какая разница, как человека зовут. Вот у меня имя здесь подписано, это мое имя.